Всем добрый вечер. Наконец-таки добрались. Точнее, я добрался тоже наконец-таки и до этого дела. Следующий человек, следующий специальный гость. Наконец-то. Так, подождите секундочку, мне нужно звук. Так, кто в чатике? Как там звук? Меня слышно? Слышно вроде бы. Все хорошо? Всем добрый вечер. Вроде бы готовишься, постоянно что-то не так. Так, стоять. Все на месте, все на месте. Так, да, нет, кто это? Вот, уже 2 голоса отдали. Все отлично. Сегодня, наконец-таки, у нас рубрика «Специальный гость». Добрались до этого человека. Совсем недавно вообще познакомился с ним. И сегодня расспросим его, узнаем несколько вещей, может быть, каких-то интересных, может быть, нет. Человек, ютубер, стример. Хотя нет, стримов я не вижу. Нет, он ютубер. Нет, стримеров нет. Нет, ютубер. Может быть, в будущем. Шортс есть, контент есть. И теперь у нас здесь на прямой трансляции в рубрике «Специальный гость». Кто не знает, кто это? Вот уже голосует, уже 3 голоса, 2 там, 1 здесь. Кто это? Сейчас мы узнаем. Ссылочка в закрепе, ссылочка в описании. Вот его канал. Сейчас, секундочку. Блин, вот так всегда бывает. Подожди, нет. Не вот это. Вот где он? Десктоп. Так, стоять. Да, захват экрана, не то. Блин, как вообще там качество? Нормально же на ютубе? Да, вроде нормально. Да, нормально. Я все время переживаю, потому что иногда что-то пойдет не так, и точнее, очень часто происходит, что у нас такая, знаешь, у нас уже традиция собралась, настройка стрима во время стрима, и это я не знаю, с чем связано, но он так пока в данный момент. Вот, нашел, фу ты, блин, я так... Здесь вот это нет. Стоять, подожди секундочку. Вот, я здесь. Что еще надо? Здесь вот я. Так, нет, вот так, вот. Приехали. Так, добрый вечер. Здравствуй. Короче, у нас буквально недавно такое было дело. Я был на стриме у нашего с вами друга Колдун Артемка. И он меня познакомил с этим человеком, то есть я потом попозже зашел по ссылочке, познакомился с каналом, посмотрел контент. И он мне говорит, что-то мы сидели, общались, мы с Артемом-то уже общаемся долгое время. Он говорит, а он тоже живет у тебя там, в Германии? Да ладно, ну давай. И теперь я решил лично с ним пообщаться, поговорить, узнать много, может быть, интересного или неинтересного. Потому что на канале человек делает контент на ютубе и в основном по технике. А вот про себя что-то рассказать он может здесь и сейчас. Так что поприветствуем. Добрый вечер. Здравствуйте всем. Здравствуйте всем. Вот он. Так, подожди, я сейчас что сделаем? Мы, наверное, вообще-то тут заглушим музыку. Во. Мага, я тут. Привет, час. Здравствуй. Мага, здорово. Да. Что там, Мага переделал свои видео? Да, было такое, но сегодня опять залил, у него было опять число, год рождения. Все нормально. Это мы все, этим мы займемся еще. Ты заметил вчера, да? Ты видел? Ну да, я же тоже сидел в комментариях. Ты видел? Да, я понял. Мне это было интересно, то есть это уже не впервой, но мы еще с этим займемся, потому что у него реально, ты видал у него сколько там? Больше 6000 видосов. Это прям, если сейчас начинать переделать, конечно же, это займет год. Из-за этого нужно во время заливки уже думать о чем-то таком в ту сторону, настройках. Итак, Снег Геймс, любит снег, скорее всего, человек, как и я, из Сибири, поскольку снег. Нет, я с Латвии, если честно. Блин. Просто снег, потому что меня как-то так прозвали еще в детстве, из-за того, что светлые волосы и как-то так. Блин. На то время еще вышел фильм «Брат 2», и там был снежок. Точно. Да, и вот поэтому как-то так. Все понятно. Так, а я почему-то... наш же Артемка, он с Челябинска, да, как бы. Я такой думаю, у меня почему-то было подозрение, поскольку, общаетесь, я только посмотрел твой круг общения, да, наш общий канал, я думаю,
блин, может быть он оттуда. Ну, такие мои были догадки. Я, кстати, перед стримом мы сегодня общались минут 10, да? Подтверди, что вот. То есть... Да, где-то так. Ничего такого еще пока я не узнал о этом человеке, но, надеюсь, мы сейчас во время стрима узнаем. Ярик, привет, лайк поставил, здорово, присоединяйся. Да, заходил, смотрел твои пару обзорчиков, отсылал ссылочку друзьям, говорю, смотрите, говорю, что творится, да, тут какой-то мне понравился, про микрофон я смотрел, один из последних, который был, да. Да, потому что, мне почему он задел, потому что я сам вот под Новый год сидел с микрофонами тут, воевал, у меня микрофон, как сам видишь, самый такой дешевый, этот BM800, вот этот вот, китайский, вот этот, который прям один из бюджетных, я бы сказал, да. Да. И тут вот я такой говорю, блин, слушай, я как раз вот этот смотрел на ножке 3 нога, вот этот FIFA, это все. И мне тут, когда я тут показывать начал ссылку друзьям всем, как давай на меня волна такая, да ты чё, да это такой классный микрофон. Я такой, ну ладно, все, да, нарвался, знаешь. И потом твой обзор еще посмотрел такой, блин, интересно, слушай, у тебя прям... То есть в планах техники обзоров хватает. Но об этом конечно же, попозже. Мне приятного аппетита, и, может, похоже, еду и потом буду пить... ты кушаешь, Мага, приятного аппетита, да. Ярик, лайкос прожал. Спасибо большое. Итак, Snake Games, как звать тебя? Евгений. Вот он, видишь, какой Евгений. Все такие Snake Games, может, сейчас кто-то его знает такой, да? Только говорю, общих знакомых хватает, но сейчас... Раньше у меня был вообще другой канал. Сначала я занимался вообще летсплеями, это давно еще было, до того, как я переехал в Германию. Сначала я делал летсплеи, и у меня там было на тот момент где-то 5500 подписчиков. Ничего я себе. делал ежедневные летсплеи, у меня постоянно выходили видео, и потом случилась такая ситуация, что я получил на YouTube страйк. Мне заблокировали доступ, в принципе, я не мог выкладывать видео больше 10 минут, мне сняли полностью монетизацию со всех видосов. И за счет это случилось только за счет того, что я получил игру чуть-чуть раньше, чем она физически вышла. У меня у знакомого был, скажем так, магазинчик, такой ларек, где он продавал всякие игры. Он мне позвонил, говорит, пришла новая игра, но она, в принципе, выходит только через неделю. Тебе надо? Я говорю, конечно. Я приехал, купил у нее, сделал вот первый обзор, первое прохождение, выложил на канал раньше. Я думал, сейчас стрельнет. Стрельнуло, только не то, что мне надо. Получил страйк на год. И, в принципе, в течение года я не мог нормально видео делать. Я и забросил тот канал. И когда уже переехал в Германию, тогда я что-то как-то мне соскучился по всему этому монтажу, потому что мне это все нравится делать, поэтому я как-то начал делать, только уже чуть другой контент. Я заметил, у тебя сейчас получается... Ты сейчас вначале сказал ты мне, не стриме, я смотрю, реально, я до этого что-то не обратил внимания, если честно, потому что, сколько видеороликов было, и я только увидел потом полоску, что у тебя прямых трансляций нет. Нет, не было. То есть у тебя еще ни одной я не запускал. То есть весь контент, который сейчас на канале, это все, который ролики смонтировал, ты залил, и, соответственно, премьера или нет, но без прямых трансляций пока еще. Без. Пока не делал, может быть, со временем что-то такое у меня в планах было, но пока... Смотри, допустим, раз ты говоришь, прямых трансляций не было, тебе сразу же на будущее, допустим, Леночка, здравствуй, Белиус Плей. Допустим, я делал в прямой трансляции распаковку. У тебя электротовары постоянно такие, смотрю, обзорчики, да, много. И я еще посмотрю не один, то есть я сейчас посмотрел, честно, штуки 3 только всего, потому что, пока у меня времени не хватает на все. Но... Если, допустим, тебе такую идейку в будущем, тебе распаковку, то ты включаешь прямую трансляцию и распаковываешь картон, это все, как ты смотришь на такую идейку, то есть... в принципе, можно представить. Но, с другой стороны, опять же, видишь, в зависимости от техники, как она запакована, от этого будет эта сама распаковка. Может быть, техника займет распаковка всего 5 минут, грубо говоря, знаешь. Да, я могу что-то рассказать о ней, но мне еще, видишь, параллельно еще дополнительно надо снять эту распаковку, потому что мне этот материал нужен будет уже потом для обработки, именно для самого обзора. Да. Поэтому есть техника, которую ты можешь долго распаковывать, допустим, как экшн-камеру я распаковывал. Там я распаковывал, и настраивал. Там это долго занимало. А именно какие-то наушники бывают, что там просто открываешь коробку, а там просто наушники, даже провода, грубо говоря, в комплекте не идет. Да. Там, в принципе, особо даже нечего показывать. Это в зависимости от того, как упаковывают эту технику. То есть, если какой-нибудь заморочки будут, то какой-нибудь
фотоаппарат, где вот эти коробки, там есть всякие документики к нему, там, да, что-нибудь такое, компьютер какой-нибудь, там, помощнее что-то там, да, потому что, Ну, да. мелочь какая-нибудь, я насчет этого согласен, то есть я столкнулся недавно с такой штукой, что телефон новый покупаешь, просто банальный телефон. У тебя Да, открывается всё, ничего футляр открывается, даже USB кабель уже не везде лежит, да, то есть у тебя просто, то есть аппарат, какая-то бумажка там лежит, раньше были наушники, раньше был блок питания, кабеля, вот это все. Сейчас, в принципе, вот футляр, очень дорого, богато, открываешь пусто. Ну, кроме телефона, то есть у тебя лежит вот этот сам, получается, как телефон, смартфон и все. А так, в принципе, да. Из-за этого ты как бы по монтажу вот это вот все делаешь. Ну, слушай, то, что у тебя еще один канал был до этого, я не знал. То есть ты там вообще сейчас как бы никакого участия не принимаешь в канал, который у тебя был раньше. Так прикол в том, что я его забросил, потому что у меня спустя год вот этого страйка, который я не мог ничего делать на этом канале, Да. а у меня летсплеи, в принципе, были по 30 минут. Ну, один выпуск, 30 минут прохождения, грубо говоря. Да. А мне заблокировали так, что я мог выкладывать там 10 минут максимум. И получается, я за счет этого, вот этот год практически этого страйка, там очень мало было контента, и все подписчики, они как бы стали не столь активные. Да. Потом, когда я продолжил это все делать, я смотрю, что у меня очень упали просмотры, и я психанул, и все, и забросил этот канал. И потом, когда я переехал в Германию, то получается так, что я не смог вспомнить пароль от того канала. Вот хоть как убей, я вот и так, и сяк, я не мог вспомнить. Я думал его оживить, заново начать на нем что-то делать. Я просто не мог вспомнить, поэтому мне пришлось сделать новый канал, ну и вот новый канал я уже развивал. И то сначала я начал делать как обзоры про игры, но тут тоже это палка с двумя концами, потому что ты... Вот, допустим, блогерам, которые делают постоянно обзоры, им игру присылают раньше, и на день релиза игры они уже делают готовый обзор, а мне надо ее получить, ее поиграть, отснять материал, потом отснять выпуск, все это смонтировать и выложить. В любом случае у меня видео выходит позже, и конкуренция уже большая за счет этого, поэтому я немножко ушел от этого и столкнулся с тем, что я хотел купить наушники, я искал обзоры разные по поводу наушников, и понял то, что меня не устраивает то, что я нахожу на Ютубе. Мне хотелось вот именно человека, который возьмет и просто своими словами расскажет, вот, допустим, как они звучат тут, сколько у них аккумулятор, вот самые важные фишки. А то, что сколько там герц и тому подобное, мне это не важно как потребителю, и поэтому я искал что-то такое и не мог найти. Поэтому подумал, почему бы не сделать вот именно как бы техноблог, но именно рассказывать людям вот чисто свой личный опыт использования. Я купил клавиатуру, мне она нужна для этого. Вот и мне есть такие вещи, которые меня устраивают, есть такие вещи, которые не устраивают. Да. Ну и я вот лично вот это все свой личный опыт рассказываю на каждом видео про каждую технику. Супер. Поэтому вот я переквалифицировался, грубо говоря, вот на техноблог. Потому что, да, получается, сейчас в данный момент, как вот смотришь, то есть обзорчики такие, они здесь, ну, техника, это все понятно как бы, но я имею в виду таких вот, то есть я смотрел аватарку, первое, что я увидел, это аватарка, допустим, да, аватарка, джойстик, я такой, блин, ну, Артемка играет, думаю, значит, ты тоже играешь, захожу на канал, игр что-то я не вижу. Где игры? Ну вот он и начинался у меня с играми, но я сейчас как бы стараюсь сделать на технику, которая больше как вот игровая техника, грубо говоря. Клавиатуры, наушники, мышки, ну вот такое вот. Что людям, которые вот хотят купить что-то, и они вот смотрят. Да. Ну и как-то остался у меня вот этот геймпад, вот это все. Я как бы не стал уже менять ничего. Как я создал изначально канал, так я его и оставил. Потому что в любом случае какие-то моменты, может быть, из игр я вставляю, вот именно делаю обзор про наушники, моменты, у меня есть там какие-нибудь из Counter-Strike, допустим, я вставляю какие-то парочку моментов, когда я там рассказываю про позиционирование в наушниках, как-то, допустим, слева слышишь, справа слышишь примерно, и у меня моменты, допустим, из Counter-Strike есть. Да, такое я вставляю. Поэтому и тоже не исключено, что когда-нибудь со временем просто начну запускать стримы, где можно будет играть с теми же самыми подписчиками, поиграть в какие-то игры или что-то такое. Это уже будет как лично дополнительный контент. Да, почему бы нет. Я вот в этом плане тоже так вот начал как бы влоги делать, но канал был как бы такой свежий, сам понимаешь, когда с нуля стартуешь, ты первые 1,5 года вообще тяжело, когда никого еще не знаешь, а потом мне посоветовали, говорят, ну давай попробуй стримы, там все, и тоже был новая какая-то
новое открытие, но ничего, как-то вот так потихоньку вот добрались, докуда вы добрались. Ну да. Тоже я пробовал те методы, потом говорят, блин, отдельно канал там, отдельно здесь, говорят, ну, разорвись. Сейчас попробовал, здесь вот сконцентрировался год здесь, нормально вроде. У тебя, смотрю, тоже же вот 1,5, и прям ролики включаешь, реклама пошла, прям смотрю, такая, там уже 1500, говорю, здесь я вот пару роликов включаю, сразу первая идет реклама перед контентом. Ого, ну, это уже сам YouTube вставляет. это уже, да, то есть это у меня как-то спрашивали поначалу, а потом такой я заходил, у меня канал еще один, я захожу, там ни монетизации, ничего нет, уже тоже реклама идет. Блин, ну, хоть бы намекнули об этом как-то, чего-то где-то, нет. Ну, они уже какое-то время назад это сделали, что даже у тех людей, у которых нет монетизации, они с них уже зарабатывают деньги. Да, это... мне потом предъявляют, говорят, вот у тебя там это, говорю, ну, если бы я знал, я даже не знаю, как монетизация пишется, а мне тут предъявляли, типа, тут нормально все. Ну, ребята, YouTube такая штука, подождите еще, то ли еще будет, да? Ну, это да, это точно. Но с другой стороны, привык, видишь, я вот понимаю твою ситуацию, то есть слышал подобное что-то, но у тебя прям было, конечно, жестко, что так на год закрыли, это, конечно... Обидно, получается, твой... Это было... Ну, это как бы была моя тоже вина, видишь, я не знал, я просто хотел, думаю, сейчас вот стрельнет, ни у кого еще нету этой игры, а у меня уже первое прохождение было. Охота была в тренды попасть. Да. На то время даже тренды, как таковые, они тоже были немножко по-другому работали. Как таковых трендов не было в то время. Еще YouTube. Эти видео я делал когда-то, мне кажется, год так 14-й, 15-й. Ты где-то так вот. 8 лет. Ничего себе. Да, видишь. Поэтому на то время сам YouTube, он был другой. Да. Сама монетизация была другая, партнерки, это все. Сами вот видео немножко по-другому это все делали. У нас с 2019 года очень много изменений произошло. То есть я вот начал заниматься в 2018-м, первый канал открыл, и вот в 2021 или 2022, не, в 2020-м вот этот драйвер-канал я открыл. И за 4 года вот буквально пользования уже сколько всяких там добавилось, убавилось, там какие-то законов там. А если ты еще дольше занимаешься, что мне рассказывать? То есть ты больше меня еще знаешь про эту всю тему, и все равно как бы есть какая-то такая, ну, неприятность, но видишь, ты не положил руки и продолжаешь заниматься, ну, то, что нравится все-таки. На время, скажем так, я положил руки, но потом мне как бы вот они зачесались, и мне снова захотелось помонтировать видео. Круто. Раз ты уже говоришь так, ну, до этого жил в Латвии, в Латвии, да. Ну, я родился в Латвии, получается, все это время отжил там, потом я переехал в Германию в 2018 году. Ну, смотри, когда я в 2018 году. По семейным причинам или сам прям рванул, прям сказал, все. Ну, у меня, получается, на тот момент у меня родители переехали в Германию, они уже какое-то время тут отжили. Я еще там барахтался, все пытался в Латвии, но там никуда это все не шло, и там все это было очень печально, поэтому я в один момент приехал к родителям в отпуск, взял отпуск на работе, приехал сюда и говорю, найдем здесь работу, может быть, останусь. Ну, и мы нашли работу. Я вот в отпуске, в первые дни, которые я был здесь в отпуске, я уже пошел на работу, отработал. Мне был этот пробы-сайт, мне посмотрели, говорят, ну, да, нормально, все. Я приехал обратно в Латвию, написал увольнительную, собрал все вещи. И все это загрузил в бус, заплатил деньги. Мне эти все вещи с Латвии перевезли сюда, в Германию. Они мне еще приехали быстрее, чем я еще сюда прилетел. Родители встретили эти все коробки. И все, я собрался и все, улетел. Теперь здесь, да, теперь здесь. Я уже с 2002 здесь уже живу, тоже уже. Ну 20, да, уже давно. Уже 21 будет, но тоже смотри, то сколько живешь, тоже нормально, как сказать. Но как тебе шаг твой, не разочаровался, плюсы, минусы? Да нет. Нормально. Нету такого, что разочаровался. Ну, конечно, есть такое, что там, знаешь, все друзья остались там. Вот у меня всегда вот этот шаг был такой, то, что меня всегда отталкивало. Я всегда вот боялся именно переехать, потому что меня уже давно родители звали, но я такой, типа, нет. Но в конце концов, я когда уже сделал, я уже понимаю, все равно все в любом случае взрослеют, все куда-то разъезжаются. У меня друг один в Ирландии, кто-то в Англии, допустим, и вот потихоньку куда-то все разъезжаются уже, ты все равно всех за всех не удержишься, поэтому я переехал то же самое, и вот в отпуск летаю, да, ну такое. Тем более, да, здесь как бы сейчас, поскольку это все же вот Европа все-таки, да, движется, и проще тебе, то есть вот этих каких-то там границ нету, визы нету, ты также спокойно можешь приехать в Латвию или
да, в другие какие-то страны, здесь, которые близлежащие, проблем нет. Да, да, да. Автомобиль, самолет, я вот сам пару раз путешествовал, тоже поначалу как-то дико было. Ну, мы когда, конечно, приехали, там еще там и визы были, все. А сам попробовал, и тоже у меня и аналогичная ситуация, друг мой в Англию переехал, и самолет взяли с Дортмунда, самолет 1 час, это уже в Англии, да, в Лондоне, то есть как-то до того все так просто, да, и недорого, на самолете, то есть вообще там стоит копейки, билет. Да. Билет, я когда это делал, первый раз там удивился, ну, работает все клево. Как бы сейчас даже мне говорили то, что вроде как с Евросоюза вышли, но проблем нет в этом. И в этом плане, конечно, все-таки, чтобы дальше развиваться, все-таки иногда это прям очень сильно помогает. В этом я вот прям тоже не верил, но вот ты сейчас посмотришь в другую сторону, здесь как это начнешь развиваться, может, какие-то контакты. С друзьями, с настоящими все равно будешь контакт поддерживать всегда. Ну, Я, нет, это есть, это поддерживаешь. я в этом уверен, как бы. Мы как-то переписывались так чуть-чуть совсем. Ты, получается, как-то после Артемки, да, после канала. Ты живешь на юге Германии, правильно, да? Ну, у меня до Франции 15 минут. Я вот Карсруе вот в этом регионе. Заарбрюкен или как он там? Не, Зарланд. Как это называется, земля у вас? Баден-Вюртемберг. А, это еще Баден-Вюртемберг? Да. Блин. Ну, я здесь выше чуть на север, ну ничего, но я там тоже уже был как-то. Олежки, обнимашки. Наталья, здравствуйте. Да, у нас получается такая тема. Год назад сидел я у нашего там стримера знакомого, да, и тоже такой сидим, разговариваем, что-то он говорит, вот, говорит, познакомился с ютубером одним, говорит, тоже только стример, пацаны. И, говорит, живет тоже в Германии такой. Да ладно. А то у меня с Москвы, получается, знакомый с одним сперва, один в Гамбурге живет, другой живет в стороне Бремена, да. А я вот так вот посередине, то есть, хотя мне до тебя тоже там 450, наверное, да, будет, если двигаться. Я такой говорю, блин. Ну, где-то так мы считали. Да, и тут разговор такой пошел, тут Артем как раз смотрю, такой по Катину. Блин, даже вниз, я помню, во Францию я ездил, наверное, 5-6 часов на машине мы пилили первый раз там, ну, тогда еще было на автобане намного меньше народу. Да, в той стороне пошел. Я помню, в той находился стороне, мы садились в автомобиль, там город был этот Оффенбург. Да. И ездили в этот Штрасбург, ездили мы вот прям рядом. Да, в Штрасбург. Да, Штрасбург рядом, прям, получается, сели автомобиль, там через мост переехал, хоп, ты во Франции. Такой, блин. Да. Вот это было. Вот на мое день рождения мы ездили с семьей туда. Клево. Ну, как бы, вроде бы здесь, как бы, живешь, да, такой, ну, поехал в соседний, как бы, город, хоп, ты уже в другой стране, прям, да, ну. Такая... Да, это классно, это классно. Вроде бы звучит, как бы, дико такой, потом такой, бах, такой, ну, блин, вон еще Golden Fox зашел, кстати, в чат, Санек, он живет в Португалии. Смотри, я с Лиссабона до Парижа ехал 11 утра до 5 ночи, короче, ну да, понятно дело. Я тоже хотел бы съездить в Париж, но я думаю только на поезде, потому что это на машине пилить такой кусок, на поезде на этих скоростных это проще будет, сел, быстро. Да, иногда да. Ну, мне посоветовал один человек, то есть они в Париже были всяко разные, на автобусе, на машине, он говорит, ты, говорит, приедь на своем автомобиле где-нибудь рядом, городок маленький, говорит, так, чтобы на вокзал поезда было, потом, говорит, сядешь там на электричку или на поезд, ты доедешь до Парижа, да, то есть где-нибудь машину оставить, не в центр заезжать, в Париж, на автомобиле. Такой. Я так, в принципе, делаю с Амстердамом. Когда мы в Амстердам едем, машину оставляем на парковке, там, да, 10 километров от города, садишься на трамвай, 2 остановки, ты в центре прям, получается, город Амстердам. И нормально. То есть у тебя, видишь, у тебя Франция рядом, у меня Голландия рядом. Ну да. Поднимался пешком по Эйфелевой башне, хотя лифт там был. Нифига себе, Александр, ты даешь. А я вот до Парижа еще тоже не добрался, но какие наши годы, доберемся когда-нибудь, потому что надо даже... Ну, конечно. Сам я не поеду. Увидеть Париж и умереть. Да, как сказать, да, увидеть это одно, то есть я-то не могу теперь. Я раньше, когда сам как бы хотел, возможности не было. Теперь возможность есть, времени нет, но я еще, если поеду, мне же надо жену с собой брать. То есть без жены никак. Да. С женой поедем, в Париж, там, ну, посмотрим, что это такое. Один раз надо съездить как-нибудь. Я Амстердам знаю, лучше, чем мой соседний город. Я тебе сразу скажу, да. В Амстердаме я был раз 15-16, а вот Париж как-то еще руки не дошли, ноги тоже не дошли. Ты еще кушаешь, но приятного аппетита. Так, вроде нормально дела. Наталья, смотри, у нас человек, вот канал, если не в курсе кто, ссылочка в закрепе, знакомьтесь, делает обзорчики на технику. Прям техника, вот стримеры, техника для стримов, тут всякая разная есть.
дорогая, дешевая, все. Заходим, смотрим. Мы еще к этому еще вернемся. Амстердам красивый, канал, там на велике катаешься. Да, Амстердам такая штука еще, блин. Так, здесь видосы. Блин, смотри, вот некоторые вот, видосы вот я смотрел, вот на днях так пролистывал канал и наткнулся на одну штучку. То есть ты Logitech G733, уже видео год, и у него 4 просмотра в день, в час стоит у меня. То есть VidIQ помощник помогает, мне напоминает. Я такой, блин, ничего себе, но год назад ролик этот сделал, и он до сих пор сейчас еще актуальный такой. Просто я не знаю, модель наушников может быть такая была, такая для геймеров, или как там назвать этого. А видишь, еще тоже есть такая вещь, что сейчас в связи с этой ситуацией, что сейчас в мире происходит, в России тоже много техники не завозят. Им в любом случае где-то надо ее доставать. И некоторые пары наушников, которые я делал, там тоже очень хорошо набирают, потому что люди смотрят, и никто из российского сегмента не делает на них обзор как таковой. И чтобы вообще посмотреть, они вот натыкаются на мои видео. Вот. Поэтому у меня сейчас тоже еще один план есть. Я сейчас на следующей неделе, может быть, еще отсниму еще один видео. Там тоже про наушники оно будет. Но он такое, что я думаю, что, может быть, хорошо тоже наберет просмотров. Там есть одна пара наушников, которая очень дорогая, и все ее хвалят, но есть в ней один нюанс, у них есть шумоподавление, и внутри в самих чашах ушей стоят такие микрофоны, они немножко выпирают. За счет этого, когда ты одеваешь наушники, спустя там час-два, они очень большой дискомфорт дают. Они просто начинают давить тебе в уши вот эти микрофоны. И поэтому вот это есть нюанс. И я нашел вещь, как их это исправить, чтобы они были удобнее. Мне вот пришли амбушюры новые для наушников, потому что они тоже не все подходят. Мне вчера вот, я получил посылку, я вчера еще отснял вот распаковку этих вещей, я поставил на эти наушники, эти амбушюры, показал туда-сюда, я потом еще на следующей неделе отсниму этот видео, и сразу же, наверное, смонтирую и под конец недели выложу. Как улучшить эти наушники. Вот. Поэтому я уже тоже сидел, думал, почему бы нет? Да. Почему бы и нет, все правильно. Ты как ютубер, как человек, который заливает контент, пользуешься приложением VidIQ? Да. Супер. Потому что мы несколько стримов подряд у меня Чиканога, у Just No Game разговаривали об этом, как-то спрашивали, и некоторые товарищи у нас, они даже не пользовались, не знали о существовании, я не знаю, то есть как так получилось, хотя много раз уже об этом говорили, но реально приложение классное, то есть оно как раз таки помогает продвижению, потому что там те же самые простые теги или как-то описание доработать, там какие-то вот эти фишки тебе прям VidIQ прям подпинывает, здесь доработай, здесь там чек-лист есть, да, вот это все, то есть я первые разы, когда им пользовался, было тяжело, сейчас такой, клево, то есть мне прям помогает быстро, нормально, то есть я даже пробовал, как ты говорю, 2 месяца даже заплатил за него, представляешь, по 10 евро 2 месяца заплатил. Я плачу за него постоянно. До сих пор еще платишь? Да, я каждый месяц плачу за него. Раньше, допустим, вообще вот как таковых программ, как VidIQ, не было вообще. Ты должен был все сам вот с нуля это брать, как-то информацию, как-то раскидывать эти теги, вот это описание, и тот даже не знал, как SEO сработает, как он будет дальше вот продвигаться, твое видео. Ты этого не знал. И ты вот делал, и могло стрельнуть, а могло не стрельнуть. Вот это была такая вещь. Вот раньше было тоже интересно, с одной стороны, вот эти видео делать. Сейчас, конечно, проще, потому что есть такие программы. Да, они платные, но ты можешь использовать как бесплатную версию. Но сам факт, что, да, сейчас намного упростили это все дело. Потому что раньше было так, что вот я делал именно как летсплейнов на моем прошлом канале, но парочку распаковок я тоже делал. Думаю, почему бы нет? Больше, знаешь, народу можно как-то охватить. Конечно. У меня тогда, по-моему, 3000 подписчиков было, я сделал распаковку на тот момент вышел этот Xbox One, предыдущее поколение, и он у меня набрал 160 тысяч просмотров. Вау. Нигде, я его просто выложил на канал, и все. И потом у меня в один момент просто началось это все. Также я выложил видео про Siri, тогда Siri на iPhone начала на русском разговаривать. Я тоже сразу же сделал обзор, про это. Выложил на канал, я просто смотрел, как у меня комментарии летели. Я еду в магазин, и у меня просмотры растут, и комментарии летят. Я не понимал, что происходит. Такое ощущение, что, знаешь, это видео
где-то кто-то репостнул, у которого много подписчиков, допустим, на канале. А это просто оно само начало как-то вот монетизироваться хорошо. Через комментарии, плюс как-то теги хорошо расписались, и ты не понимал, за что вот твое видео могло куда-то улететь дальше, допустим, где-то набирать просмотры и так далее. Сейчас ты понимаешь, да, допустим, так, правильно, это сделал, все, ты сделал от себя все свои 100%, или будет, или не будет, скажем так. Да. Поэтому как бы с этим, да, сейчас немножко ты проще это все, ты раскидываешь теги, там я стараюсь тоже выбивать на все 50, ну, там, из 50 всех вот этих, когда раскидываешь теги, он тебе показывает тут SEO твоя. Да. Вот, я стараюсь все на максимум делать, чтобы все на максимум было. Я со своей стороны все сделал, дальше уже это все YouTube делает. Как бы я выложил. Все верно. Ну, то есть, смотри, там есть такая фишечка, я последние 3 раза попробовал, у меня она дается через время, то есть, поскольку у меня базовая версия бесплатная, сейчас, в данный момент, не прошку я говорю, 2 месяца поплатил, пока оставил это все. Ну, как бы вроде бы немного, но я там начал YouTube Академию зашел, там пару курсов посидел, послушал, мне было интересно, прям на английском, кстати. И описание генерирует вот этот вот. Пробовал тоже, как, ну, ты же часто пользуешься. Там, знаешь, как вот название ролика, когда тебе прям, он выдает 6-7 вариантов, или сколько там было, да? И название прям ролика такое. Лично я этим не пользовался. Я в любом случае стараюсь все описания делать как-то связанное с этим видео. Что в нем внутри, вот как бы в видео, то я стараюсь как бы вот в описании расписывать, допустим. Что-то какой-то небольшой какой-то спойлер про то, что будет, вот про наушники, допустим. Вот я стараюсь как-то так сделать. И все, и он у меня все равно, это для SEO тоже полезно, поэтому как бы я стараюсь сам это все делать. Нет, все теги, все. Название ролика прям. Не, все сам выдумываю, потому что я не доверяю этим всем вещам. Я просто с того времени, когда надо было все самому делать, я привык к этому, знаешь, я сижу, думаю, придумываю, как бы лучше было и так далее. Ну, может быть, с одной стороны, этот видокюба помог, но посмотрим, может быть, когда-нибудь. Пока что я все сам делаю. Просто я вот в базовой версии, мне там, допустим, 3 раза я могу 3 разных ролика, допустим, название там подобрать, генерировать или в описании что-то там добавить. Но описание я сейчас тоже стал покороче делать, поменьше, то есть посмотрел там одного как-то ютубера, который уже очень много лет занимается, он, кстати, тоже с Латвии. И мне так понравилось, то есть информация, в принципе, доходчивая, да, от него. Я такой, давай я попробую это делать. И я начал чуть-чуть делать так, как он делает, то есть, VTQ я уже пользуюсь более года. Так, работает, просмотры у меня, конечно же, по сравнению с твоим маленькие, но я и опять же, человек такой, неизвестный канал там или контент кому-то там не подходит чего-то. Все у меня каждый ролик, можно сказать, такой в тестовой фазе всегда, потому что все это идет все в начальном только развитии, все это, да, еще далеко от совершенства. Видишь, это я тоже от контента зависит. Допустим, если ты каждый раз выкладывал какие-то скажем, делал влог, и чуть ли не каждый день бы что-то выкладывал, какие-то детали, допустим, для мотоциклов, какие-то глушители там и так далее. Где ты вот показывал, то у тебя также набиралось, потому что люди ищут это. Да. А так, допустим, просто же влог они не будут искать. Я сижу, я же не буду, проснулся утром, надо найти какой-нибудь влог про мотоцикл, я же не ищу. Это ты натыкаешься как-то сам вот. А поэтому, да, если бы у тебя было все время какие-то вещи для мотоциклетные, допустим. У меня папа вот тоже вот сдал на права на мотоцикле, сейчас вот всякие вещи покупает для мотоцикла. Еще один байкер. Да. Ура. И поэтому и у меня тоже мысль такая появилась, может быть, когда-нибудь со временем. Но пока что у меня только на ПКВ есть права. Да. Вот, и он там ищет всякие, он сейчас глушитель себе заказал, какие-то куртки сейчас ему должны прийти, там защита для спины новая он заказал. Там, вот видишь, вот эта тема, он это ищет, так же самое на Ютубе. Если, допустим, вот ты делал чаще какие-то вот, допустим, что на мотоцикла покупаешь, допустим, делаешь на это обзор, у тебя так же самое вот эти видосы чуть больше бы набирали просмотры, нежели какие-нибудь другие, потому что люди это ищут. Я это буду иметь в виду. Я пару раз так делал, пробовал, пока, видишь, так вот получилось. Я не знаю, что... Хотел кое-что другое попробовать, и увидел, думаю, ладно, попробую. У меня сейчас в данный момент такая штука, то есть 365 дней, я вот целый год записываю, да, вот каждый день видос, целый год.
И вот, Да. в принципе, вот, что у меня останется такой, знаешь, плейлист год на канале, то есть год, чем я занимался весь год. Там они и по длительности абсолютно разные. А в этом, конечно, плане, да, я вот пару раз я пробовал, когда вот тюнинг делал летом на мотоцикле на своем, в принципе, да, я видел, что, допустим, у меня проходило 3-4 месяца, а мне писали люди комментарии, где я это купил, я такой, нифига себе, ну, Да, то есть да, я да. в этом плане здесь с тобой, конечно, 300% согласен, потому что я когда первый раз это увидел, думаю, ну, ребят, я уже про этот ролик забыл, мне комментарии пишут, я смотрю, блин, я же вроде это снимал-то давно уже, да, то есть прошло там 3-4 месяца, YouTube это все-таки кому-то показал там, да, что-то в этом есть, и тут, конечно же, да. Еще я заметил одну тенденцию на Ютубе, допустим, вот если вот у меня сейчас были проблемы, у меня получается, у меня как мою партнерку я сделал на этот канал, и YouTube мне пришел, письмо такое прислал, что у меня почему-то вот этот Google Ads, который вот эти, реклама вот эта вся, а он у меня зарегистрирован как на фирму, скажем так. А у меня как приватное лицо считается. Да. Ну, он говорит, пришлите все документы вашей компании. Я говорю, у меня не компания, у меня как приватное лицо. Мгм. За счет этого я очень долго с ними колупался, и это все они мне там и звонили откуда-то, там я с ними на английском разговаривал, чтобы вот это все сделать, всю проблему. Да, Потом, да. в конце концов, я сделал новый Google Ads, все это мы связались друг с другом, теперь вроде все окей, но какое-то время, видишь, видосы не выходили. И когда я заметил так, что если ты выкладываешь видео, потом у тебя затишье на канале какое-то время, допустим, там неделя, 2-3 у тебя видео не выкладываются, Да. ты выкладываешь новое видео, и старые видео у тебя начинают как-то вот где-то выплывать у людей, потому что я замечаю, что, допустим, я вот выкладываю новые видео, я смотрю, что у меня начинают появляться комментарии на старых моих видео. У меня, Вот. допустим, там про какие-то старые наушники, которые я давно, там, год назад делал, полгода назад делал, люди как-то, он, видимо, у людей начинает выплывать и сразу начинают вопросы спрашивать, вот это, как так, что посоветуешь? Вот чаще всего, видишь, у меня вопросы такие в комментариях, какие посоветуешь, эти или эти? Мгм. Или, допустим, или вообще вот хочу купить, вот есть такой бюджет, что ты посоветуешь, знаешь, потому что, ну, Да. я чаще стараюсь с этим связан, как бы я там потестирую наушники, здесь потестирую наушники. Единственный нюанс, это очень невыгодно, потому что все наушники мне приходится за свои деньги покупать. Вот. Это был бы следующий вопрос. То есть у тебя, тут я смотрел, то есть очень много техники, да, вот первый тут смотрел, Да. у тебя какие-то ролики, ты там прям сидел, рассказывал, превьюшка, потом иногда у тебя на превьюшке фотография, у тебя вся вот эта техника, то есть ты все-таки это все за свой счет все выкупаешь. Да, я все это покупаю за свой счет. Ничего. Единственное, что мне прислали, это 2 микрофона. Мне прислали на обзор. Это Fifine, кстати. Сама компания Fifine со мной связалась, и она говорит, давайте Да мы ты вам чё? пришлем на обзор. Да, они мне прислали на обзор Fifine. И еще один микрофон, который мне тоже выйдет попозже обзор. Все остальное я покупал сам. И потом я эту всю технику, или я ей пользуюсь до сих пор, или же я эту технику перепродавал, или же сдавал обратно в магазин. Ну, то есть ты ее взял Вот. там, поскольку у нас 14 дней есть, да, там раз В записал, некоторых магазинах даже 30 дней есть. да, и потом все-таки... Вот. И потом, допустим, я отдаю назад, получаю свои деньги назад. Ну, как бы отдаю в магазин, получаю свои деньги назад. Поэтому за счет этого, да, вот как-то так. Но по большому счету или перепродаю потом эту технику. Я купил, допустим, наушники, я потом выставил на продажу, продаю, деньги хотя бы какие-то отбиваю назад, потому что, ну, мне надо покупать, что я же не могу вот купить одни наушники, сделать на них обзор и сидеть ждать что-то дальше, когда там выйдет. Ну Я да. стараюсь как-то смотрю, выходит, есть месяца, когда там, допустим, больше техники игровой выходит, то я в те месяца это просто я зашиваюсь, это просто надо одно заказать, второе заказать, здесь потестировать, это мне постоянно новая клавиатура, постоянно новая мышка, постоянно новые наушники. И я должен это все тестировать, так же самое вот я тестирую там 2-3 недели, у меня мнение складывается, я должен это все так же самое отснять, это все вот выложить на камеру, потом это все монтировать, это все делать, потом смотреть, что я следующее буду заказывать, потому что мне надо делать контент. Все верно. Ну, я так и Вот. подумал, думаю, ну, за каждый раз за свои деньги что-то покупать. Потом у тебя домой придешь, такая комната, гора электроники лежит какая-то прям, да, это... Это, конечно, тоже накладно. С другой стороны... Это очень накладно, да. С другой стороны, я вот спрашивал людей, которые, допустим, вот он и колдун, Артемка, здравствуй. О, здорово! Здорово, друг наш. То есть я понимаю, допустим, ну, чуваки мне рассказывали там, отличного стрима, знакомый голос, да куда уж знакомить-то, конечно. Просто, допустим, я вот искал тоже сегменты, там, видеокамеры, все, поскольку, ну, сам понимаешь, там, влоги записывать.
И я говорю, блин, ну я как-то написал одному, говорю, блин, ты что, все это за свои деньги покупаешь? И потом уже, когда у тебя там определенный, там от 5000, 10 тысяч человек, и там получается 10 тысяч, кого подписки были, им там, допустим, такие компании, как Sony, сейчас без рекламы, да, просто они присылали ему прям камеру, то есть ему дают там срок, там, допустим, ему дают ее на неделю, он ее заходит, записывает, кому-то давали там товары на несколько недель, он говорит, поснимаю, влоги, обзор, и надо ему отослать ее назад. Блин, клевая тема, да, то есть в том плане, как бы, просто до этого тебе же надо дойти. То есть да, конечно, я тебя в этом месте, в этом плане я тебя тоже вижу, поскольку вижу, ну, качество контента, там, то, все, тут стараешься, и превьюшки прям похоже, все тут нормально, все работает, все идет, все отлично. Но дело в том, то, что если ты как ноунейм, тебя никто не знает, пока до этого доползешь, да, это ж, блин. Ну да, это тут надо какой-то контент время. делать. Какой-то контент ты должен делать, чтобы хотя бы собрать эту аудиторию. Это правильно, да? Так да. есть. И вот видишь, я тоже начал с игр. Вот ты сейчас вот как раз у тебя открыто там вот чуть ниже есть игры. А я специально вниз сейчас... крутанул, специально да, вниз. Потом начались уже немножко техника началась, потому что я начал покупать что-то из техники. Да. Это так оно есть, да. И я с удовольствием вот до того вышел, чтобы мне просто хотя бы на ту же неделю или две просто присылали товары, говорили, там через 2 недели пришли его назад. Я бы тогда уже не парился. Мне бы это бы один геморрой было бы меньше, потому что я получил товар, я сделал, ну, походил с ним, посмотрел, отснял, сделал обзор, сложил свое мнение, отослал назад. Нежели, допустим, я вот это покупаю, а потом думаю, что мне с этим товаром делать, потому что мне надо заказать, допустим, новую клавиатуру, а у меня еще это есть. Ну, я вот купил только свежую клавиатуру, что мне делать с ней? Мне надо или перепродать, или в магазин обратиться, там, допустим. Это хорошо, если я успел в течение вот этих там 2 недель это все сделать. А если у меня больше заняло время, то магазин может так же само. Я, кстати, видел в комментариях, кто-то писал, Just Go Game, да, снег давай в Россию, 1 день съемок и 3 месяца борьбы с магазином, чтобы он принял товар назад. Да. Это нормальная тема, и так же самое, как я уже говорил, я с Латвии приехал, там то же самое все было. Да там, ладно. чтобы сдать товар, я сам работал в сервисном центре в Латвии, и поэтому, чтобы принять товар, это было очень проблема. Там они найдут 10 или больше причин, чтобы отказать тебе, что ты еще виноват, почему он у тебя не работает. Ты получишь товар, у тебя он будет бракован, они скажут, так ты же его открыл. С чего ты сейчас будешь его назад присылать? Обалдеть. И там проблемы были. Я понимаю, что в России то же самое, поэтому я говорю, я хочу уже выйти на то, чтобы хотя бы мне просто присылали какие-то компании, я делал на это обзор, отсылал хотя бы им назад. Мне даже не надо этот товар, но хотя бы я отошлю назад, у меня будет контент какой-то пилиться, знаешь. Вот. То есть для создания контента такие... Для создания контента, компании, да, какие бы там компании не были. То есть это в этом что-то есть, это круто. Поскольку пользуюсь соцсетями, я заметил такую штуку, если там теги где-то ставишь под определенным товаром, то есть теги, вот как я вот сейчас включил Elgato, то есть Elgato, также упоминаешь ее в Инстаграме, упоминаешь ее в Ютубе, рано или поздно пойдет в ту сторону, которую надо. Ну, я в этом уверен. Потому что я видел товарищей, потом я с ними общался, которые тоже в мототеме. Потом я начал чаще, у меня, то есть на Инстаграме у меня есть несколько каналов, и в этом канале, который связан именно с каналом Драйвер, то есть я начал там постовать именно, что вот я вот мотоцикл, там то все, короче, и начала компания, которая связана прям напрямую с байкером, ну, то есть там какие-то чехлы для мотоциклов, палатки, там, даже для туризма, и они начали уже смотреть мои сторис, лайкать, там, да, начали за мной следить, то есть, я думаю, в определенном будущем, скоро, да, там, прирост подписчиков, и как бы уже напрямую можно будет с ними связаться, то есть, они уже заинтересованы, то есть, я с этим разговаривал, чуваком, говорю, смотри, ты уже показываешь, они уже показывают какой-то интерес, когда уже там просматривают твой контент, такой, да, хоть бы там, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, блин, ну, я был, конечно, удивлен сильно, потому что я-то никто, то есть, ну, по сравнению с другими товарищами, да, сколько у меня там подписчиков там, ну, сотня, 2. Дело в том, что они говорят, ну, иногда проще вот этим вот, знаешь, компаниям, потому что ты, раз у тебя такое маленькое имя, тебе проще какой-то товар дать, тебе не нужны большие какие-то деньги за рекламу, как вот... Да, я знаешь, тоже это, кстати, заметил. Да, когда мне рассказывали поначалу, я говорю, вы что мне рассказываете такие? Саня Golden Fox, мы все нормальные люди, никто не крутой, успокойся. Дело в том, что он говорит, миллионники, вот эти, которых в Инстаграме 1 миллион подписчиков, они начинают там такие забросы, там, за каждый пост, за деньги им платить, там еще что-то, за рекламу платить.
А мы как бы рады, что вот дайте хотя бы товар просто показать, почему бы и нет. Ну, мне, допустим, было бы по кайфу, так для начала просто интересно вообще, будет кто смотреть, не будет. У тебя уже в этом есть больше опыта, то есть я смотрю, и качество картинки, хотя, да, уже прошло 2 года, да, то есть вещи технические, которые для нас, ютуберов, стримеров, прям, ну, немаловажны. То есть обзоры, такое я видел несколько раз. Причем, видишь, ну, у нас разница то, что я видел, и разница с твоего канала просто в подписчиках. То есть, если бы у тебя сейчас, мне бы закрыли бы, сколько у тебя там подписчиков, я бы сказал, у тебя там 1010-20, ну, по числу. На самом деле, это как бы не важно. Важно как бы информация, контента. Я думаю, ну, определенные видосы, как вот те, Logitech были, подписчики все-таки подрастут, потому что и просмотры подрастут, потому что товары реально актуальные, вещи интересные, актуальные, и подача своя. Ну, но видишь, я стараюсь делать контент такой, который мне самому нравится. Мне нравится. Вот, допустим, верно. Я камеру ставлю так, как мне было бы приятно самому смотреть. Я рассказываю то, что мне вот, допустим, также было бы приятно слушать. Допустим, вот все, что мне надо о наушниках, мне не надо вот технические параметры, которые я могу зайти на домашнюю страничку этих наушников и посмотреть. Мне надо вот чисто вот личное использование. Вот ты использовал, допустим, наушники 2-3 недели, какие нюансы, какие плюсы, минусы, как в играх слышно для этой игры, или, допустим, подключить эти наушники к PlayStation. Можно, нельзя, как они звучат. Вот эти вещи, они просто простые вещи. И вот много больших и знаменитых, допустим, техноблогеров, они немножко не то делают. Они там, или же это все там половина проплаченных реклам, да, они там, допустим, хвалят то, что ты сам смотришь и говоришь, ну не может быть этого. Да. Но так же самое я с такой же самой системой сталкивался, что, допустим, вот, к примеру, наушники выходят в мае, я покупаю эти наушники, мне приходят, я делаю на них обзор, я тестирую, делаю обзор, потом через 2-3 месяца выходят другие наушники, я их тестирую и сравниваю с теми, которые вышли в мае, и говорю, что, ну, допустим, мне лично вот эти новые нравятся больше, вот по удобству, по звучанию, по батарейке, ну, к примеру, против новых, как бы, это да, и, допустим, там потом люди, которые смотрят эти обзоры, они говорят, блин, я посмотрел видео, ты же говорил, что те хорошие, а теперь ты говоришь, что? Вот я уже тоже это раз, не первый раз упоминал в видео, я говорю, блин, ну так время же идет, наушники выходят. На тот момент я говорю, да, они были хорошие, я высказал все как есть. Он говорит, продался Sony. Вышли наушники от Sony, я говорю, очень хорошие наушники. Да. Много блогеров знаменитых и популярных и за рубежом, и, кстати, за рубежом, наоборот, их хвалили, а все вот, кто в России, их, наоборот, обхаяли эти наушники. Говорят, фу, фигня. Я говорю, да нет, хорошие наушники. Продался, Sony занесла деньги. Я говорю, ну, если бы мне Sony занесла деньги с 1500 подписчиками, я бы был бы только рад. Но я лично свое мнение высказываю. Да. Ну, то есть, да, и в этом плане, конечно, да. Тут, когда начинаешь там расхваливать, то есть лучше, конечно, ну, вот такой контент, который там, как и нализывают, прям они сидят, прям вот они там такие сякие, когда ты чувствуешь, после 3 минут никакого минуса не говорят про этот, да, то есть, скорее всего, проплачено, но это зависит от человека, то есть лучше, я бы лучше наоборот делал, так, открыл так, это неудобно, ну, то есть, ты говори просто свое мнение, да и все, то есть, да. А то вот эти начинают там проплачивать. Ну, как бы, я не знаю, ну, какой должен в компании там Sony человек, менеджер, который бы там сказал человеку, который 1500 подписчиков, давайте мы ему оплатим на год вперед все товары, пускай он нам обзорчики на них делает. Вряд ли такое бы было бы, да. В том-то и дело, да. Для тебя бы это было бы такой Новый год, здравствуйте, ну, у меня там Вайнахта, Рождество, там, я не знаю, там, ты такой говоришь, ну, круто, что, товары есть. Ну, такие как компании, я говорю, я разговаривал с ребятами, переписывался, встречался, ну, лично не встречался, то мы переписывались и сталкивался с той штучкой, то есть такие компании, именно как Сонька, они тебе дают товар, и они тебе говорят, насколько они тебе дают. То есть тебе его дали на обзор, за снятие контента, и у тебя есть определенный фрист, время есть, которое ты должен в это время уложиться, и, пожалуйста, запаковал и отправь назад. То есть там тоже свои у тебя есть как бы какие контрактные условия какие-то там, да. Ты не имеешь права там взять камеру, полгода с ней ходить, там записывать, потому что таких, как ты, блогеров, у них еще там 100 штук в тумбочке, да. Они хотят тому недельку дать, тому там 5 дней, тому там 4 дня, чтобы каждый позаписывал. Из-за этого у нас в данный момент на Ютубе вот этой вот про технику обзоров хватает как бы.
единственная проблема вот таких, как вот ты, там, я, там, которые поменьше, мы как бы стараемся из своего чего-то взять, там, и это же, видишь, вот подтвердил, то есть не все так просто иногда, это прям, ну, я говорю, ты посмотрел всю эту технику, что ты уже обзор делал, ну, как бы, ты ее не можешь же покупать, и она у тебя будет там горкой собираться, правильно? Ну, конечно, конечно. Это тяжело. Привет всем, Скален Плей. Михаил, здравствуйте, дорогой наш Михаил. Еще один сибиряк. Да, как-то вот так вот. Слушай, ну вот, блин, ну вот, ребята, еще раз, вот ссылочка в закрепе. 100 тысяч миллионов, и каждый должен показать фишку. Нифига себе. Ссылочка в закрепе. Кто не знает, заходите, ознакомьтесь. Контента хватает вполне по технике. Прям очень много контента. Ну, видишь, я тоже стараюсь также брать вот какую-то из техники, если беру, то стараюсь какую-то из дорогих сразу взять, чтобы людям не покупать и не тратить вот эти дорогие наушники за 350 евро, грубо говоря, да? Да. Чтобы ты не покупил и потом попробовал, нифигово. А я вот стараюсь сделать для них обзор, максимально вот разобрать этот обзор, да, допустим, плюсы и минусы, вот это свое личное использование, и чтобы люди не тратили попросту этих денег, скажем так. Поэтому да, но я также и рад, вот когда, вот, допустим, FIFA мне написали, что вот можешь сделать, мы тебе пришлем микрофон, сделать на него обзор. Я говорю, с удовольствием. С удовольствием, ну, то есть, что, но... Слушай, ну это мне вот сейчас прям, ну, какая-то прям гордость за тебя взяла, приятно, то есть мы сегодня первый раз с тобой так общаемся, что, да, и все равно, то есть, ну, вот такая контора, они все-таки заметили тебя. Ну, я думаю, если сейчас сделал там раз, там, да, все-таки это, надеюсь, не последний был. Ну, конечно, да. Ну, потому вот что... стараюсь. Ну, они как бы ничего не говорили. Они говорят, мы просто вам пришлем микрофон, сделаешь обзор и все. Не говорили там плюсы, минусы какие-то. То есть у тебя они никаких условий таких не было? Сказали просто вот сделать видео как минимум 10 минут, чтобы оно было 10 минут. Да. Потом, чтобы в названии было название микрофона и все. Ну, как бы у меня в любой обзор я стараюсь делать от 10 минут. Поэтому, как бы я такой, да, окей, без проблем. Слушай, ну это все равно звучит фантастически, но это уже все равно приятно. Ты тоже такой думаешь, ну, блин, все-таки я на твоем месте, как бы, ну, твои мысли такую сейчас быстренько донесу до народа. То есть ты такой раз, такое предложение приходит. Если бы мне сейчас кто-то написал там из какой-то этой, я... Что, серьезно? Я бы не поверил. То есть какой-то фейк. Да, у меня так же самое было. Мне так же самое. То есть какое-то недоверие какое-то, согласись. Конечно, такое, было конечно, бы такое. А вдруг там тебе кто-нибудь развести пытается сейчас твой личный адрес домашний выпутать или еще что-то такое. И вот как вот с этим столкнуться, как с этим потом жить, общаться, это тоже тяжело. Но с другой стороны, что вот это та изюминка, что они тебе доверились, это как раз-таки, что я уже говорил минут 10 назад, они именно вот дают блогерам, там, влогерам, которые поменьше подписчиков, но зато у нас нет такой какой-то планки завышенной, и спокойненько все сделал, контент записал, они довольны. Ну, они мне за это не платили, они мне просто дали товар, как бы мне плюс то, что я получил материал для контента, а они получили рекламу, можно сказать, практически бесплатно. Да. Поэтому, как бы, они, да, конечно, эти видео будут использовать, это я все понимаю, просто, ну, мне плюс и им плюс, все. Да. У меня еще нету такого, чтобы я там как-то зарабатывал от этих видео, нет, это все, как бы, я тоже каждый раз это стараюсь упоминать, чтобы вот не было таких, знаешь, вот этих дурацких комментариев, продался. Я говорю, я сам за все заплачу, ну, вот я плачу за клавиатуру, я могу высказать про эту клавиатуру все, что я думаю, я заплатил лично из своего кошелька все денежки, я могу или наоборот ее похвалить, или наоборот ее обхаять, потому что, допустим, если мне не понравилось или понравилось. Поэтому, да, вот с этим, конечно, тоже плюс есть. Ну, с другой стороны, опять же, по финансам только минус. А так, по большому счету, плюс. Ну да, конечно. Ты говоришь то, что думаешь. Да, то есть тебе же так же надо на работу ходить, как и мне, деньги зарабатывать. Конечно. И так же самое, я, допустим, начинаю работу с 7 утра до 5 вечера, это мне еще приехать домой. Весь день. Это приехать домой, у меня еще вторая работа, помимо той. Потом еще вторая работа, это еще где-то на часа 2. Потом это еще надо технику или или сделать распаковку, или потестировать эту, посидеть, поиграть. Вот, допустим, если это клавиатура, я должен не только печатать на ней, а также само поиграть, посмотреть, как она в играх себя ведет, какие плюсы, какие минусы. Потом мне надо это все отснятый материал смонтировать. Я также выбираю какой-нибудь выходной только тогда я монтирую. Поэтому я стараюсь... Я заметил, чем больше ты видео сделаешь, особенно в начальных этих, тем
больше это не принесет тебе, скажем, такого плюса, потому что если ты будешь каждый день пилить, вот как я, обзоры, у меня просто весь материал закончится. У меня сейчас отснято как минимум еще на, ну, обзоров 10 я могу сделать со снятого материала. У меня есть всякие три, по-моему, экшн-камеры отсняты. О, слушай, все. Потом у меня еще парочку наушников есть, которые я еще не выкладывал обзор. Также 2 клавиатуры, которые так же самое я не делал. И это, знаешь, мне пришла техника, я стараюсь раз в неделю выкладывать видео. Ну, правильно. Потому что у меня нету столько техники, чтобы делать. Если я начну каждый день выкладывать видос, мало того, что я выдохнусь очень быстро, я буду приходить домой, с работы я буду делать видео, я буду это все монтировать, я буду это выкладывать, потом на следующий день на работу, а когда мне с семьей время проводить. Ну да. И поэтому я могу это все выложить, да, там в течение 2 недель я могу весь материал свой выложить, а что дальше я буду делать? У меня не будет больше материала. И потом опять затишье на несколько месяцев, пока не выйдет какой-то новый товар. Ну, тоже такое. Ну да, лучше несколько видео в месяц, но качественно будет смонтировано, все правильно. У меня тоже сейчас, когда закончится 365, будет поменьше контента выходить, будет уже побольше длины, больше качества, все. Но я себя этим подопнул, чтобы монтировать, чтобы у меня прям с монтажом проблемы были поначалу, и лень сидеть, и все вот это вот, да. С другой стороны, блин, я вижу, вот сейчас плоды это приносит, когда вот сел упорненько, один день прям, я вот смонтировал, включил, мне это самому нравится, то есть я вижу, и у тебя рост за вот 2 года там, да, канала сейчас, я, кстати, даже не посмотрел, сколько он существует, канал, но даже дело не в этом, дело в том, что я открутил ролики назад-вниз, 3 года канал будет в июне, а у меня в июле. Нет, тоже в июне. Да, я 2 дня позже сделал канал, или 5 дней позже сделал канал, представляешь, в 2020 году. Но дело в том, что качество у меня-то роликов намного больше, опять же, шорцами запулил, стрельнуло, но я больше это, я сделал сейчас отдельный канал для шортс. А так, в принципе, да, мне больше это было для теста, больше для себя как-то, нежели для этого. Ну, с монтажом все время проблема. И здесь, я не знаю, тоже, видишь, у нас много общего, то есть тоже 2 работы у меня есть, и довольно-таки часто, и потом домой приходишь, просто падаешь уже. Я в неделю 3... А как по-другому? В неделю 3 дня даже компьютер не включаю, давай честно будем уже. То есть это приходишь домой, какой компьютер, да, тут жену увидел, уже хорошо, уже рад. Да, есть такое. Есть такое, то есть, есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы, да, тут с неба ничего не падает, надо также работать. Ну, есть, да, чтобы какой-то результат, надо что-то для этого сделать, чтобы результат был. Поэтому... Да. Тем более сейчас я могу представить, то есть с января месяца мне вот до июня стараюсь много работать, потому что летом отпуск, надо к этому тоже готовиться, сам понимаешь. Да. Без этого сейчас я вообще вот эти дни дома, видишь, потому что у меня сейчас с коленной проблемы, поэтому я сейчас, как минимум еще неделю я точно дома. Есть у тебя время хотя бы сейчас что-то смонтировать, скажем так. Да, я поэтому сейчас начал делать видео. Какое-то время я ждал информацию от самого Гугла, чтобы разрулить вот эту проблемку, то, что у меня с монетизацией, они мне полностью перекрыли все. Но мне не то, что там сильно что-то капает, мне сам факт, чтобы это все работало уже, да, чтобы это нормально работало без каких-либо проблем. Что это они, там мозги пудрят, я не знаю, я сегодня так насмотрелся, то, что говорю, у меня такого всего еще ничего нет, и до этого еще очень далеко, говорю, так что не переживаю. Просто все равно за некоторых прям тоже ей обидно, что ли, то есть, говорю, кто-то старается, говорю, есть, кто люди страдают перезаливом или какой-то контент серый берут, это не то. У тебя контент, ты его сам делаешь, монтируешь, время уходит, а я знаю, о чем говорю, и когда потом еще так относится к этому. Ну да. Это, конечно... У меня сейчас тоже также мне прислали шлем для виртуальной реальности для PlayStation 5. Тоже который вышел буквально по-моему, неделю, 2 назад. Да. Я его даже отснять не могу, потому что я с костылями, знаешь, мне как-то не особо-то как я могу его тестировать? Я его одел, там головой покрутил, да, отлично. Все, снял, положил в коробку пока что. Потом, когда уже проще будет с ногой, тогда уже буду что-то снимать. Сейчас хотя бы пока в сидячем положении можешь записывать пару кадров, потом уже, когда встанешь, там на ногах будешь. Я тогда уже, знаешь, сейчас решил пока что сейчас буду другими видео заниматься, которые уже отсняты, я их буду просто монтировать, и все. И потом уже тогда, когда с этим уже проблемы, уладятся, тогда я смогу уже снимать там. Видите, да, вот так вот, ребята, вот такие вот бывают заморочки иногда, то есть, видишь, контент вот так вроде смотришь, все простенько, 10 минут там, 10 минут 23 здесь, 15 минут там, а сколько надо работы проделать?
То есть, Да, да. если бы это еще все понимали, то потом, когда мы вот этим занимаемся, у меня тоже очень много времени уходит иногда, потому что я на мотоцикле записываю, прям еду, записываю там по часу, по два, по три, а конечный результат 20-30 минут. То есть до того сжимаем все это, никто не будет смотреть двухчасовой ролик, это жесть. Ну, конечно, так оно и есть. 23 Так же самое, если ты взял что-то, допустим, так же вот мышку, ты же не можешь там за 2 дня сделать на нее обзор, а мало ли там какие-то нюансы начнут вылазить только потом. А потом люди, которые ее посмотрели обзор, ты говоришь, отличная мышка, они ее купили, говорят, Да. у меня там через 3 недели батарейка начала умирать. А я даже 3 недели не пользовался, потому что я там за день сделал обзор. Вот, вот. Поэтому мне надо как бы тоже это время, чтобы хотя бы потестировать товар. Да. Иначе, то есть ты говоришь одно, тебе потом в комментариях засрут, вот, врет, там, прокуплено, там, продался, там, начнется вот это все. Да. Круговорот Есть вот такое, этот весь, как бы, с другой стороны, ребята, ну, некоторые сидят такие, говорят, блин, не заходишь ко мне на канал, так и я не могу ко всем заходить, потому что у вас стало много, меньше не будет, но дело в том, что у нас тоже есть личная жизнь, есть монтаж, то все. Ну, даже если вот человек стримы не делает, тоже Евгению тоже иногда непросто. Вот я... Ну да, это, я говорю, если я еще так думаю, если бы я еще стримы делал, если я с 7 вышел в 5, у меня первая работа плюс вторая, это, грубо говоря, с 7 до 7, какой еще Да? стрим? Какой еще И стрим? я Да? просто хочу отдохнуть. Да. Понимаю здесь, понимаю. Да, я тоже говорю, сейчас вот на выходных стараемся что-то делать, говорю, среди недели. Да. Ах, Поэтому ужас. я думал, что со стримами пока я так еще, но у меня в планах есть со стримами, чтобы так, знаешь, было, допустим, раз в неделю какой-нибудь обзор техники, а на неделе, может быть, там раза 2 стрим запускался, тогда еще, да, у тебя канал, ну, всю неделю работает, скажем так. Да. Но, опять же, это надо посмотреть, у меня еще в планах работу хочу поменять, и мне бы желательно, чтобы она посменная была, тогда у меня хотя бы появится время, потому что вот с такой работой, которая с 7 до 5, я никуда не могу попасть. Мне надо куда-то съездить, мне надо брать или отпуск, или выходной за свой счет. Поэтому с этим косяки. Мне надо в банк съездить, а банки-то работают там до 12, до часу. Только в пару дней, допустим, там они там работают, и то до 5. А мне еще 30 километров с работы надо приехать в свой город, чтобы в банк попасть. Поэтому я никак не успеваю. Да, у тебя, ну, с 7 до 5, то есть у меня друг тоже есть, он живет там тоже на югах Баварии. Это, ну, конечно, весь день я бы не смог, потому что, сам видишь, ничего не получится с этого хорошего, у тебя времени нет, то есть на какие-то дела после работы, потому что все тоже закрывается. Я в этом плане тоже вот так вот начинал, когда все, у меня 2 смены было, и я 1 неделю мог с утречка что-то делать, потом ехал в обед на работу. Да. На другой неделе после обеда я сидел, монтировал, что-то там делал. Я надеюсь, это скоро вернется, уже обещают, потому что я, знаешь, я себе так делил, так получилось, я не знаю, как так, ну, не специально. То есть у меня есть там на Ютубе уже там 200 или 300, уже сейчас уже счет сбился, сколько каналов, и у них много у кого, то есть стрима, много у кого в одно время стрима. Да. И я в одну смену, допустим, я работал после обеда, с утречка я заходил, там, в 8 утра, там, в 9 позавтракал, заходишь, у тебя 10 человек стримеры там работают, все в стримы играют, что-то там показывают, прохождения какие-то там, да, блин, к одному зашел, к другому зашел, на второй день сам начал стрим. На следующей неделе наоборот, то есть я работаю с утра до обеда, после обеда, теперь вот пока вот последние 7 месяцев тяжело было, надеюсь, все это поменяется, но и у меня через 2 месяца ежедневный влог закончится, будут влоги, потом уже будет больше уже похоже что-то на твое, только прям влоги, да, то есть такое от 10 до 30 минут уже будет больше качества, но будет выходить 2 раза в неделю, а не каждый день. Представляешь, у меня сейчас уже сегодня будет 315 ролик. Пипец. И это очень тяжело. Я смотрел влогеров, которые занимались этим. Там кто-то 2 года пилил, кто-то 6, чтобы что-то, какие-то результаты принесло. И я увидел совершенно случайно где-то хэштег 365 дней, влог, челлендж такой, думаю, да, давай, рискнем. И вот к чему это привело, то есть 5 марта на дворе, и у меня уже 315 ролик сегодня, я еще даже его не делал. То есть мы сейчас после стрима, я там что-то там накоротаю, и получится, что как получится. Ну да. Как-то вот так. И все это мне благодаря айфону, мне получается, 12 iPhone Pro. Я на нем записываю, сразу же монтирую. В наше время телефон это вообще классный помощник. Я не знаю.
мне в один прекрасный момент, как вот отпуск того года, то есть я, представляешь, каждый день записывал, монтировал сразу же. У меня был готовый ролик, да, без всякого компьютера. Не было ни компьютера, никакого планшета в отпуске не было. Все на телефоне. И это просто вот как телефон перенял функцию компьютера в последние 10 лет. Это просто жесть. Да. То есть 10 лет назад, когда у меня первый смартфон появился, нет, 12 уже прошло. 12 лет назад первый смартфон был, HTC. Это было что-то с чем-то, а сейчас, я думаю, сколько всего поменялось. То есть компьютер включаешь сейчас для каких-то мощных игрушек, а все остальное уже у тебя забрал смартфон, все эти функции мелкие от компьютера. Ну, да. И это просто, тебе как обзорщику по такой технике это точно, то что ты пользуешься теми или иными гаджетами больше, чем я. В этом плане. Это очень удобно, он упрощает, допустим, вот раньше, как я тебе рассказывал, который у меня был первый канал, в 2015-2014 году я его делал, раньше было так, что тебе приходят комментарии, ты только их, в принципе, можешь увидеть и ответить только тогда, когда ты пришел домой и включил компьютер. Да. Раньше так не было. Сейчас ты будь, где бы ты ни был, едешь на работу, на работе, неважно, в магазине тебе приходит комментарий, ты можешь даже ответить моментально на этот комментарий. Это намного упрощает. Да. Творческая телефон студия, в наше время намного вырос. Творческая студия приложение в телефоне сделал. Даже без творческой студии все равно работает. Раньше это было, да. Я здесь, это я еще помню то время, когда, я домой приходил, включал компьютер и отвечал на комментарии. Это я даже застал, еще чуть-чуть совсем достал. Все еще тут, все еще тут. Конечно, Джаз, а куда мы денемся? У нас всего-то час. Первый раз, с человеком общаемся, Евгений вроде бы не торопится на работу, как я понял сейчас, так что я его еще... Еще неделю точно. Еще неделю, смотри, у меня 11 месяцев назад у меня была аналогичная ситуация с тобой. Я сидел тоже дома, по определенным причинам, потом мне выдали костыли, говорят, и гуляй, Вася. Было дело 11 месяцев назад, и я потом помню, у меня времени было на стримы, был у каждого, сидел весь день, компьютер работал, как дым с него шел, не выключался. А что делать? На работу-то не надо, я ночь сидел, играл. Я, кстати, хороший лайфхак, но у меня с рукой была проблема, потом еще с костылями всякое было. И, левой рукой за 3 дня научился мышкой пользоваться. Сидел тут. А что остается, если вот такая ситуация? Смотри, конечно, быстро переучиваешься. Вышел из положения, сидел, брал хава, игрушка, знаешь, такой БХшка. И вот брал хава, научился левой рукой, мышкой, пользоваться, и сидели тут ночь напролет. Вариантов других нету. Слушай, и ничего, я поначалу как-то увидел у одного товарища, такой думаю, и потом меня год назад застала эта тема. Первые 2 дня мучился еще как-то, в Ютубе еще более-менее, а потом как-то играть, охота же играть, я начал БХ, а потом еще Among Us включил, ничего, и так как-то, и потом уже гипс убрали, и как-то по привычке левой рукой за мышку хвататься давай. Да, остается. Представляешь, то есть, кто бы это поверил бы, да. Так что, слушай, как-то вот так надо выходить из положения, и в тот момент я тоже сидел, как ты, такой думал, завтра на работе надо, что делать, что делать, я еще, только начинал этим всем, да, и, ничего, и записывал, также левой рукой ходил, смартфоном записывал, левой рукой сидел, все это смонтировал, да, там, прорвались, все как-то работает до сих пор еще. Да. Я сейчас шортс, кстати, насчет шортов ты когда спрашивал, там насчет стримов и шортс. Я сейчас тоже думаю делать, но делать так, что допустим, когда я снимаю распаковку, вообще я, отдельно снимаю распаковку, потом через какое-то время я снимаю именно обзор. Да. И сделать шортс из этой распаковки, то, что я уже отснял, допустим, технику, как я распаковываю, так и пилить шортс, а сам обзор уже будет отдельно уже потом выкладываться. Что хотя бы как-то так выйти из положения, чтобы хотя бы и шортс у меня работали, и видео работало. Все правильно. Смотри, у меня для шортс, допустим, я сейчас в данный момент даже сделал на шортс отдельный канал. То есть у меня есть там отдельный канал Driver Shots, и там я некоторые вещи, как сторис Инстаграма или прям короткие видосы из того, что я монтировал уже для влогов, там делаю на них маленькую рекламу. И я шортс вижу этим в плане рекламы твоего основного контента. То есть, или как у них в быстрой прокрутке что-то сделать, или еще что-то, да, то есть... Почему бы и нет? Попробуй, у некоторых неплохо стреляет.
Ну, у Некоторые меня тоже смотрят. было, ну, что-то... Apple Watch, по-моему, у меня стрельнули хорошо. Но с Ну, Apple, Shorts у все, что меня- ты напишешь Apple в тегах, мне кажется... А вот с айфона не было, вот с 14 Pro айфона у меня как бы, ну, так, ну, ничего особого. А вот именно с Apple Watch у меня почему-то полетели с шортов, люди пошли на канал. 14 айфона, они как-то вообще не пошли у нас. Я у кого не спрошу, все какой-то негатив к ним идет, я не знаю. Или 13 Pro, или 12 Pro. 14 как-то... Ну, что-то, я не знаю, я пользуюсь. Уже взял? Ну да, я же делаю шортс, который я же свой распаковывал. Я взял его как на релизе, как только его презентовали. У меня как раз вот, я каждые 2 года меняю телефоны. Получается так, что у меня вот подошло время, я свой продал, взял на Fairtrack другой Да. и сделал сразу же обзор на него. Ну, я пользуюсь, мне устраивает. Нет Пока такого, что до него не добрался. У меня друг говорит, 15 выйдет, возьмем. Так представляешь? Ну, это знаешь, так же самое, зачем сейчас PlayStation новый вы, тогда и старый купим. Ну, блин, Да, таким да, темпом можно да, просто да. сидеть, что-то ждать. Да, да. Нет, 14 как бы такой, не такой, но там есть пару фишек. Ну, в 13 мне из-за того, что там можно было кино модус записывать на камере, я сказал, ладно, я не буду пока ничего менять. То есть я... Ну, я, кстати, эту штуку не использовал еще. Серьезно? Да, я еще не Блин, использовал. я увидел у человека, видел прикольные вещи. Ну, тебе надо, опять же, изначально думать, что информация на карты памяти, она будет быстро уходить. Ну, то есть там, соответственно, Ну да, у тебя да. получается контент сам до того емкий, потому что много настроек и всего этого. Мне, конечно, иногда выводит, сейчас мое такое личное мнение, конечно, что много спрятанных настроек на камере в айфоне Мгм. против какой-нибудь там даже Motorola. Я жене купил Motorola, там, блин, включаешь просто камеру, у тебя все, и ISO, и подсветка, и Да, да, все да. есть, прям без всяких приложений. А здесь, чтобы вот пользоваться нормальной камерой, то есть тебе заставляют еще купить приложение, но я до сих пор еще как-то выкручивался с положения. Я пользуюсь просто оригинальной камерой, как бы, ну, нашел пару закрытых штучек. Опять же, мне помог YouTube. Включал таких же обзорщиков, да, там включал, которые прям про айфону прям. И на английском, и на китайском. И у меня пацан один там, я не помню, какой-то с Индии, что ли. Представляешь, он так разложил iPhone, там, в то еще время, 12-й. Я прям такой, ну, нифига себе, ну, респект. То есть они там заморочились по полной, он говорит, ну, молодцы. Ну да, я как-то не такой. привык на телефон снимать, поэтому я обычно все на камеры или на экшн-камеру. У меня как экшн-камера дополнительно, вот я для влогов взял себе, Да. потому что я сейчас тоже начал, вот у меня вот у тебя как раз снизу 2 видео, влог 1 и влог 2. Я это, да, Вот. это я начал один уже смотреть. Первый я еще не это самое, это там RTX. Боюсь, Да, да. боюсь RTX, очень дорого, богато. Ну, видишь, и тоже я это использую. Мне вот этот RTX, она не думана была для игр как таковых. Я Да. на ПК игры очень редко играю, но я играю игры только, допустим, там, где я могу с друзьями созвониться и там зайти в онлайне игры поиграть. Допустим, Counter-Strike Go, сейчас вот мы Forest играли новый, который вышел. Там, да, вот такие игры я играю на ПК. А все остальное мне проще на консоли. Я включил, я завалился на диван, взял геймпад и сижу играю. Или валяюсь, играю, да. Плойка. Все. А вот мне он только для монтажа, потому что у меня все видео я делаю в 4К. За счет этого они очень долго обрабатываются, и у меня мой прошлый ПК, который был, я вот этот комп свой, который сейчас у меня, и то, его пока что во влоге нету, моего ПК, который у меня сейчас уже. Да. Потому что все, что тут, это еще предыдущие мои контенты, это я только собирал, потом у меня начались проблемы с ПК, это все начало перебираться, в конце концов я и корпус поменял, пересобрал полностью свой ПК. И вот получается у меня с этой мощностью мои 4К видео монтируются там 10-минутное видео там за 3 минуты. Ну, это круто, это круто. Это мне круто. только для этого. А так, допустим, раньше у меня была видеокарта 1070, да, 1070, и у меня там 4К видео монтировалось там по 40 минут. Ну, тут разница сразу. Ну вот, хороший тебе пример, ты за 4К схватился. Вот 4К я сейчас вот записывал на GoPro 11 мою, да? У меня вот 11 GoPro-шка купил в ноябре. Я тоже, по-моему, взял. 11. И, это последняя, да, которая была? Пока еще, да. Да. Говорят, уже будет другая, но у меня вот 11 Black Series, Creator Edition с ручкой. Да, то же самое у меня, да. И как бы 4К писал. Салам, Серега, Мага, Бархатов, всем здравствуйте. И, короче, 4К видосы я не стал даже на 2.7 скручивать, то есть там можно уже 5.3К ставить. Я говорю, нет, 4 за глаза, это еще не каждый может смотреть, во-первых. Во-вторых, этого хватит надолго, еще на 10 лет.
и мой компьютер, короче, 32 минуты или 34 минуты видео, у меня рендер проходит где-то минут 44. Ну, то есть, вроде бы как много, но с другой стороны, ну, почти 1 к 1, чуть-чуть больше там, да. Делал видос, который был 45 минут, у меня ушло почти час рендера, да. Ну, то есть, вроде бы как бы время занимает, но с другой стороны, я его сделал спокойно, но все хорошо сделать. Мне об этом говорили, когда я покупал компьютер, я его сам не собирал. Мне говорили, говорит, возьми, говорит, типа ящик на 500 евро дороже, там уже другой процессор, там у тебя 4К будет нормально. Здесь, говорит, что слабовато. Но для того, что я делаю, мне пока хватает. Я говорю, я еще лет 5 этим компьютером буду пользоваться. И я с этим как бы смирился, живу. А с другой стороны, если бы я там штамповал по 5 видосов в день, я бы сказал, нет, это не пойдет. То есть надо было менять компьютер. Ну, видишь, это если тебе хватает, то да, почему нет? Я все компьютеры, которые у меня сейчас есть, вообще были за последние, не знаю, лет 10, наверное. Я все ПК сам собирал. Мне это очень нравится. Мне аж просто хлебом не кормить, дай ПК собрать. Ну, круто. Это, знаешь, я там сижу, морочусь. Особенно я это беру так, что, допустим, в пятницу вечером у меня все компоненты есть. Допустим, жена спит, я в другую комнату. И давай собирать. И просто, допустим, я там к 10 вечера начинаю собирать, к 5 утра я просто его включаю в розетку, он у меня заложил. И все, я его выключаю и иду спать. Вот. Но я его сделал, зато потом я просыпаюсь и уже тогда начинаю винду накатывать и все остальное. А так, да, все вот ПК я сам всегда собираю. Сейчас вот на влоге этот видно, этот корпус, мне как бы, да, прикольно, но 40-я серия, так скажем, впритычок была в нем. Ну, слушай, он стоит, да, сколько в наше время? Ну, сейчас подешевело. Да, потому что сейчас все там цены там подскочили. Я еще купил компьютер, прошел год, я мог компьютер свой продать дороже, чем я его покупал новый. Я такой, блин, раз такое бывает. Но... Когда вот с биткоином сейчас вот этот хайп был, то тогда, да. Там да, 21 год, это же вообще была какая-то дичь. Да. Сейчас уже вроде бы, как я слышал, поостыли чуть-чуть. Да, сейчас уже спокойно цены нормализовались. Даже за 40-90 сейчас намного можно дешевле купить, нежели я покупал ее. Ну да, то есть у меня там друг говорил, там 2500 за видюху. Я говорю, ты что, в своем уме, что ли? Я говорю, нет. Никогда. Я еще хорошо взял. Я там по очень хорошей скидке взял. Я свою туда загнал. И предыдущую видеокарту и по хорошей цене заказал. Еще думал, что мне ее не пришлют. Потому что я взял 4090 на релизе за 1650. То есть еще она не А цены на них были, начиная от 2200, 2300, потом они вообще прыгнули по 2500. Я за очень хорошую цену взял, потом она у меня, кстати, крякнула, я думал, что мне не поменяют и вернут деньги, и мне поменяли, и мне, видимо, прислали какую-то то ли версию, которую давали блогерам, то ли что, потому что пломбы были вскрыты, я еще так зафиксировал на это внимание, думаю, ну ладно. И у меня начались проблемы на ней. У меня началась картинка дергаться и так далее. Я понял, что это из-за видеокарты. Я отослал в магазин, я думаю, за такую сумму, 100% должны деньги вернуть. Нет, мне поменяли на другую видеокарту, на другую модель. Потому что он говорит, у нас той нету, можем вам предложить эту. Я говорю, давайте. Без доплаты. Прислали. Без доплат, без ничего. Я говорю, потому что доплачивать я не собирался. Если бы они сказали доплатить, я бы сказал, нет, спасибо, до свидания. Да. Нет, они мне поменяли, прислали, я просто, все, отлично. Я сразу молчу, я даже не стал им говорить про суммы и так далее, потому что если я начну сейчас, у меня же видеокарта стоила, 1600, которая сейчас уже больше 2000 стоит. Да. Они, знаешь, спокойно так, да, мы вам поменяем только на другую модель, допустим, от Политы. Годится? Я говорю, да, годится. Все, окей, прислали. Я так тихонько, тихим сапом, знаешь, оп, и все. Ну, пришла, да? Да. Ну, то есть, смотри, вот ты сколько собирал там, ни раз еще об этом не пожалел, что там местами где-то было дороже, чем готовый ящик купить, правильно? Конечно. Я уже смотрю уже по процессору, какую надо материнку поставить, от какой компании, допустим, какие лучше работают друг с другом, так же самое и RAM и так далее. А при готовых сборках ты покупаешь то, что для них подешевле, а тебе подороже продать. В любом случае, никто из того, кто продает компьютеры готовые, они не будут себе в убыток работать. Поэтому тут я уже по компоненты подбираю те, которые хорошо работают между друг другом, потому что у меня вот на этой сборке, которая на видео была, в этот влог, который... Там у меня был белый корпус, была другая материнка, и у меня... материнка плохо работала с процессором и с рамом. Я потом заметил. Мне пришлось поменять материнку, потом RAM, потом я процессор поменял, потому что суммы на процессор упали. Я, быстренько выхватил другой процессор покруче. Ну, а что нет-то? Слушай, ну все равно. Сейчас получается у тебя там Intel.
Нет, у меня этот Ryzen, у меня AMD. А Ryzen 5 или 7 или какой? 9 Ryzen. О, ну да, тогда туда, У конечно. меня Ryzen 9 тут стоит, 64 гигабайта рама. Что тут у меня еще? Все подряд. RTX 4090. Ну, короче, все, что сейчас выходит, у меня все потянет. Просто я этого не использую для игр. Ну, то есть больше это больше все-таки потом на монтаж, что пошло, что у тебя там. Да, получится. чтобы мне было быстрее и проще, потому что все-таки, знаешь, там час монтажа, а он, когда монтирует, ну, вот делает вот рендер этого видео, там, допустим, в 4К, он накручивает нормально так электричество, и, допустим, он на какой-нибудь по меньшей видеокарте, которую бы я себе поставил, он бы у меня, допустим, там 40 минут бы крутил на максимум ПК, чтобы его смонтировать. Тут 3 минуты, и все, я могу выключать ПК спокойно. Ну да. И то, что многие говорят, что, допустим, вот эта 4090, которая последняя вот эта видеокарта, очень много кушает электричества. Тут я тоже могу с этим поспорить, потому что я купил специально блок питания с монитором потребления электроэнергии. У меня сбоку у ПК я вижу, сколько в данный момент у меня потребляет ПК. Да. О, кстати, хорошая штука. Видел И тоже. за счет этого во время, допустим, монтажа, во время просто, когда я сижу за ПК или я играю игры, я могу посмотреть и вижу, сколько у меня в данный момент. И я не скажу, что, допустим, 40-90 много кушает. Тут я могу точно спорить с этим. Но тем более, если ты возьмешь время рендера, да, то есть 3 минуты против 40 минут, это уже, если это время Да. у тебя будет выключенный компьютер, то есть, соответственно, сами считайте, тут не надо математику школы заканчивать, правильно? Ну, конечно. В этом, конечно, плане, да. Но я так посмотрел, и у меня, в принципе, он тоже, я смотрю по ЦПУ, по нагрузке вот этому всему, работает, я довольный своим этим, тем более у меня будет в будущем чуть по-другому все это меняться. Я еще пару лет свой помучу. Я его купил готовый, там у меня уже в то время, у меня был в 2020 году я его купил, 3 года назад, уже там 32 гигабайта уже рабочей памяти. Говорю, блин, по рабочей памяти жаловаться не надо, но у меня тоже Ryzen 5 или какой там, я не помню уже. Работает, и, блин, вот игрушки какие-то мне не давали, дарили, включаю, все работает, я рад. Время только на эти игрушки играть нет, скажем так. А так, в принципе, блин, по технике, говорю, в наше время-то, если реально смотреть, я пару раз наткнулся на вот эти вот обзор карт, сам знаешь, что мне тебе рассказывают. То есть некоторые видеокарты, там вроде бы цена есть разница, там какие-то буквы разница, а что не выдают мощность, то есть разница невелика, если честно. Ну да, видишь, надо ли тебе это, тоже надо понимать. Ты Ну когда да. покупаешь видеокарту, как ты ее будешь использовать? Я уверен, что я, конечно, мог дешевле взять и взять похуже. Просто я взял с тем, что мне этот ПК точно надолго хватит. И если вдруг что я захочу его продать, я его очень хорошо еще продам. С Этот ПК такими полной сборки. данными, слушай, да, то есть если... Поэтому я сразу брал как бы чуть на будущее, потому что я же не собираюсь ПК каждый год менять. У меня до этого был ПК, я его собрал, 2 года им пользовался. Подожди. Да, я собрал ПК, 2 года и пользовался, ровно 2 года. Что и продал? Не, у меня прикол такой, что у меня накрылась помпа на водяном охлаждении. У меня перегрелся процессор, за счет собой потянул материнку. Ой. Ну, короче, у меня ПК накрылся. Я все это отослал по гарантии, и они мне вернули всю сумму, которую я заплатил 2 года назад, когда я покупал ПК. Красота. На то время, сколько стоила материнка, процессор, все вот это. Мне за все это вернули деньги, и я себе собрал новый ПК, в принципе, грубо говоря, бесплатно. Обалдеть. Только единственное за видеокарту, да, там уже такие, у меня было там 1070, по-моему, на то время. Ну да. Ну это, Поэтому, слушай, такое бывает. У меня вот аналогичная ситуация была, вот буквально 3 месяца назад. Телевизор висел так, почти 2 года. Осталось 2 недели до окончания гарантии. Угу. Все, ну там пошли вот эти пиксели, полоски черные, да. Пошел в магазин, сдал, отремонтировали Samsung, поставили новый экран. Да. Красота. Я просто, мне все друзья приезжают такие, что такое бывает, что ли? Я говорю, вот отремонтировали, мне его 2 месяца не было, они хотели мне как бы деньги вернуть. Я говорю, нет, мне нужен аппарат, который работает. Они сделали, все, я приехал в начале января. У меня, правда, на Рождество было, кроме елки, ничего дома не было. Зато мы пообщались с детьми. Телевизора дома не было, первое Рождество за все годы жизни здесь. А ничего, все живы остались. Новый телевизор в начале января привез домой, новый монитор, все нормально. То есть, ну да, нет, шикарно. Насчет респект. сервиса в Германии, тут, конечно, проблем нет никаких. Ну, я просто сам с такой вещью столкнулся первый раз. У меня до этого Samsung был. Ему было 12 лет. Там мог кулаком ударить в монитор, ему ничего не было. А здесь как пошли вот эти пиксели, ошибочки такие. Блин,
И я еще смотрю, такой домой еду с работы, знаешь, такой думаю, когда же я его купил? А я его купил, когда была Черная пятница, там, да, в 2018 году. И вот, я в 2020 году, в 21 я не помню, уже корона еще-то была, там что-то маски. И тут хоп, да, 20 год это был, уже мы в масках, я в магазин, по-моему, в маске заходил. И тут вот, пожалуйста, тебе. Все, отдал, он, правда, скрипя зубами, там, вот, смотрит такой, говорит, у тебя, говорит, гарантии нет. Я говорю, ты посмотри на календарь, потом еще раз спроси. 2 недели до окончания гарантии, представляешь, как в магазине, ну, а что делать? Ничего не поделаешь. Заполнили все эти документы как положено и поехали. Я поэтому на такие вещи, как телевизор, холодильник, стиралка, вот эти 3 вещи, я всегда покупаю дополнительную гарантию. Потому что это такие вещи, которые может в одночасье просто пац и все. Ну да, мне предлагали, но мне с этим всегда еще пока везло. Барин, здорово, Антон. Но получается так, что блин, вот первый раз вот за 20 лет телевизор вот просто Кони дал, а так все остальные вещи там 10 лет держатся, то есть... Ну, у меня вот у папы так же было. Ты их вывозишь, как бы, знаешь, на шперу вывозишь на мусор, потому что они расходуют много энергии, воды и так далее, то есть берешь какой-то новый аппарат, в принципе, так оно и есть, не за много денег, то есть у меня с телевизором, я телевизор первый свой подарил дальше, его не продал, не выкинул, его подарил человеку, у которого не было телевизора, он проработал, я тебе говорю, тоже Samsung, и я без задней мысли пошел в магазин и опять взял Samsung. То есть повесил, вот он отработал 2 года, там почти 2 года, осталось 2 недели до окончания гарантии, и он что-то начал мне там, пока не поздно, и все сработало, то есть если он сейчас у меня 2 года отработает, я потом просто с чистой совестью пойду куплю новый. Все. У меня у папы было так же самое, вот у него была еще 5-летняя гарантия, на него дополнительно он брал, и вот тоже, по-моему, за неделю до окончания вот этой дополнительной гарантии у него было так, что он просто перестал включаться. Он собрал телевизор, привез его в магазин, они говорят, не-не-не, вам не надо, у вас дополнительная гарантия, вам должны приехать сервис к вам домой, да, заберут этот, поставят вам взамен другой. Короче, он говорит, да, ну ладно, он приехал, привез его обратно домой, этот телевизор, приехали вот эти мастера, они забрали его телевизор, поставили ему другой, все настроили, все подключили, отвезли на ремонт, поменяли ему новую систему. Телек, в принципе, тот же самый привезли, а всю начинку поставили от нового. За счет этого у него как будто бы он только что сходил в магазин и купил новый телевизор. У него вот этот самсунговский вот этот Smart TV, он стал как у новых телевизоров. Да, интерфейс новый уже, новый интерфейс. Да, интерфейс новый. И все, ему приехали и поставили новый. Он говорит, нормально. Поэтому я сейчас вот то, что телевизор себе покупал, я брал Sony, потому что мне больше он как-то нравится под консоли, когда играешь, допустим, на консолях игры, то тогда вот Sony меня устраивает. Как бы я тоже сколько раз Sony покупал, никогда не ошибался, я с этим очень рад. И я тоже взял 5-летнюю гарантию, чтобы мало ли что. У каждого есть какая-то своя марка, я заметил здесь такое, то есть... И остаются при этом в основном редко, когда кто-то переходит на другую. Я уже замечал такое, у меня тоже есть пару знакомых, там Sony, а потом кто-то Samsung, кто-то там Panasonic, даже слышал, и бывает проскакивает иногда. Но уже такие конторы как-то меньше стало. Блин, ну да. Интересно. У меня еще к тебе такой вопрос, поскольку техника вот это все, будет когда-нибудь у тебя в ближайшем будущем какой-нибудь фотоаппарат, именно вот зеркалка какая-нибудь в тесте? Просто интересно. У меня сейчас есть фото, которое я купил, но я на нее отдельно не снимал обзор, потому что я на него снимаю, поэтому как бы было сложновато мне снять. Но у меня на тот момент накрылась камера, и я купил себе другую. Но я брал камеру от Sony. Айфоном записывай просто. Потом в премьере, знаешь, как это геморройно. Вот у меня есть формат, который я на камерах снимаю, я его закидываю, он у меня идеально просто проглатывается премьером. На айфоне мне надо чуть-чуть немножко менять все эти настройки, чтобы у меня айфоновский вот снятый видос я без проблем мог монтировать. Окей. Поэтому я привык как на камеру, на iPhone, даже не задумался. Но сразу скажу, если камеру ты хочешь, то обязательно смотри что-нибудь от Sony. Вот от Sony это... Я и хочу только Sony, у меня других вариантов пока нет. Я смотрел всякие разные обзоры на камеры, на зеркалки. Да. Там. У меня была раньше фотоаппарат Nikon. То есть я вот в плане фотографии, если бы сейчас сказали мне, хочешь фотографии, только для фотографий я пошел бы, взял бы Nikon, даже не думал бы. То есть я знаю, как работает программа его, я знаю его плюсы и минусы, но у него, к сожалению, есть свои минусы большие. Но я все равно бы его взял, не знаю, любовь какая-то у меня к нему, к Никону есть, я им пользовался 11 лет, его еще и продал после 11 лет, представляешь, за деньги.
Ну да. В чем я удивлялся, думаю, блин, ты вообще купит. Поставил в интернет в Kleinanzeigen, его через 3 дня забрал человек. Подожди, слушай, знаешь, что я сейчас отлучусь где-то на, не знаю, минуту. Да, ты там пообщайся со зрителями? Конечно, без проблем. Сейчас я буду. Без проблем. Микрофон только не забывай, если так отходишь на минутку, микрофон в Дискорде выключай, чтобы вдруг что. Потом включай. Так, Барин, приветствую, мои почтения всем. Барин, как делишки, давно тебя не видел. Golden Fox, так, ну, и, ребята, я чат все вижу, если что, заранее меня, конечно же, простите, потому что все-таки, ну, надо общаться с гостем, узнавать какие-то у него интересные вещи. Если я там кто-то, ну, я не буду в чат, я в чат смотрю, все вижу. Как будет время, вот сейчас, как я просматриваю все это, отвечаю всем приятного провождения, кто сейчас в данный момент здесь. Я рад всем. Голосуйте, мне очень интересно. Я под конец стрима, конечно же, итоги голосования опубликуем. Очень интересно. Кто знает, кто не знает этого человека. Потому что все-таки человек, который прям вот технику тестирует для того, чтобы мы там, контентом создавали, пользовались. Тут прям у него есть всякие разные штучки. То есть, кроме того, что он тестировать начинал какие-то игры проходить, у него тут есть наушники пошли, клавиатуры, джойстики, Xbox, даже обзоры вот на Xbox у него есть. Кстати, да, вот, ставлю лайкосы, вот самое интересное, надо потом посмотреть. Блин, жопа, что такое, Миша, что случилось? Не надо так говорить, что случилось, что произошло, рассказывай, очень интересно. Если кто-то... Origin обновился, все гонки пропали. Да не может быть. У меня там, знаешь что, не пропали гонки, Миша? Там этот EA Games, оно перенимает это все дело. Кто Origin был, там у меня сейчас вылезла EA Games почему-то. Не может, чтобы гонки все пропали. Это очень плохо. То есть, ребят, кто вот стримеры, кто записывает какой-то там контент, здесь, конечно же, вам надо не забывать... Что? Если какая-то нужна техника, вам зашли, здесь посмотрели обзорчики, потому что здесь есть контент на технику, именно не то, чтобы там техника была, скажем, ну, есть бюджетная, там, которая подороже, и можно посмотреть по этим обзорам, смысл вообще есть, только батла осталось. Да брось! Да не может быть, Миш. У меня он EA Games вылазит, я не знаю, вот с этим Origin, что произошло. Я это тоже, кстати, видел. Надо посмотреть. Медведь Баринку. Вот, Just еще здесь. Добро пожаловать всем, кто только что присоединился, или к тем, кто уже был. Да. Контент здесь. Пиши в EA. Да, EA пиши. В принципе, EA Games, вот эта вот штучка, там все нормально. Сегодня утром шел снег. Слава богу, к вечеру он начал таять. Не знаю, у нас снег утром прошелся, 10 минут, все сразу же растаяло. Хотя мне с Москвы присылали Just видос, там снега прям, Матерь Божья. Я не знаю, или это с Рязани, надо посмотреть. Человек там тоже за рулем был, снегового просто тьма. Ну, у нас снега вообще как такого в Германии тут отсутствует в эту зиму. Зима такая прям очень слабенькая. Это зимой назвать страшно, хотя... Я не знаю, что будет завтра. У нас синоптики обещают на завтра снег. То есть завтра, если у меня вы увидите на канале Driver Shot, где я еду, там снега по самой не хочу. Ну, может быть, чуть-чуть, там, не знаю, посмотрим. Все будет видно. Так, я тут. Да. Вот. Джаз говорит, сегодня утром шел снег, говорит, растаял к вечеру. Снег у нас, у вас на дороге снег, у вас в городе снег, а у нас на канале снег. Сегодня здесь. Снег везде. Блин, да, снег везде. Блин, очень приятно, что согласился принять участие в этом. Ой, знаешь, я только за любой кипиш. Стримчике. Я очень рад. Ну, то есть, у нас были несколько желающих. Я сейчас даже не помню цифру точно. У меня на канале вот сколько там подписчиков говорю, в плейлисте. Сейчас я тебе быстренько скажу. То есть кто-то там, вот я тоже буду. И как будто все тихо, мирно и успокоились. Хотя я могу и просто на стримах, и на игровых стримах. Ну, мне не сложно вот так вот посидеть, пообщаться. Почему да. Нет? Хотя на самом деле мы здесь пообщаемся, узнаем о тебе какие-то, может, интересные вещи. И вот в рубрике специальных гостей я сейчас зашел.
Мне просто самому сейчас уже стало интересно, я реально уже забыл. У меня здесь раз, два, три. Представляешь, у меня здесь уже 10. Ты сегодня 10, представляешь? Ну, юбилейный. Юбилейный, да. У нас, получается, товарищи, стримеры наши, ютуберы, то есть друзья, ну все в основном, кто связаны с ютубом, здесь все в этом плейлист специальный гость. И ты сегодня реально 10-й юбилейный человек, то есть тоже, который напрямую связан с ютубом, ребята, так что не забываем, заходите потом попозже, то есть стрим никуда не денется, здесь останется. Ты хотел снега, получай, спасибо, барин, да, я хотел снега настоящего, у нас снег самый настоящий, который прям здесь прям на ютубе проживает, то есть нормально. Ютуберский снег. У нас ютуберский снег, не тот, который там на улице порошит. У нас ютуберский снег, который вам показывает контент, показывает вещи. То есть показывает вещи, которые мы реально... Кто-то из нас купит или скажет наоборот, хорошо, что я посмотрел контент у этого человека, скажет нет, слава богу, что я его посмотрел, и контент, как сказать, товар не очень, спасибо ему. Пишите комментарии после того, как посмотрели. Вот вам ссылочка на наушники для PS5 даже, блин, ничего себе. Интересно. Я вот с этими наушниками, кстати, вот сколько сталкивался, и у меня всегда такие ощущения были, знаешь, вот сколько я слышал, когда вот в микрофон они говорят, вот эти вот, да, наушники геймерские, что как будто рация где-то там далеко в глуши, большинство из них так и звучало. Ну, да, с микрофоном у них вот косяк. Большая проблема, хотя они стоят деньги, сам знаешь, мне тебе не рассказывай, сколько они стоят, и очень обидно, то есть у меня есть вот борьба против этих наушников, у меня есть просто вот нормальная петличка для смартфона за 8 евро, да, ее берешь, вставляешь, и там такое качество, то есть я когда первый раз записал, у меня товарищи говорили, что я записывал на микрофон Rode. Rode — это фирма, которая о себе что-то говорит. Ну да. А это как бы петличка стоит всего 8 евро, какая, но для меня как бы не то чтобы no-name, но прям бюджетнее не бывает уже, в принципе. Ну, можно купить, наверное, за 5, я думаю. Но дело в том, что она за 8 евро пишет вещи, которые мне не надо покупать за 140 евро петличку. Барин подписался. Спасибо большое. Барин, спасибо, заходи большое. Еще и заходи. Не то, что подписал, зайдите, посмотрите. И я думаю, там контента по технике хватает для каждого из вас. То есть кто-то найдет в себе что-то там интересное. Ну, на этом канале какой-то контент. И я думаю, в будущем еще будут много интересных вещей. Я вот сейчас, пока тебя не было, отсутствовал, ты пару минут прокрутил. Нашел у тебя как раз-таки, купил Xbox Series X. Обзор самой мощной консоли. Я этот обзор посмотрю вне стрима, сам, попозже чуть-чуть. Мне потому что очень интересно, потому что я тебе говорил уже, я к 2 друзьям нашим стримерам, ютуберам ездил на север Германии, и они оба коллекционеры. У меня, то есть, есть Серега Халигали и есть Алекс Хирс. У них столько консолей, ты просто, у тебя взрыв мозга произойдет головного, то есть они собирают, у него есть там техники, все дела. Ты зайди как-нибудь посмотри, на канале у меня есть прям игры, консоли, вот у Сереги консоли прям с 80-х годов, 70-х до сейчас все есть. Вот это круто, вот это круто. Это просто жесть, то есть у него целая комната, вся вот этим оборудованием, представляешь, джойстики, консоли, вот эти вот игры, Nintendo, там, DS, не DS, Sega, вот сейчас вот он играет, там, Amiga 500, там, все есть, это просто вот, ну, кто вот с играми как-то связан, с консолями, ну, ты просто, я находился прям, я не знаю, мне тяжело было передать эмоции, записал 2 больших видоса, так что, ребята, кто не видел, заходите, смотрите еще раз, и реально, здесь как бы ты тестируешь такие вещи, которые сейчас вот новые выходят, а у него прям я приезжаю, там, знаешь, все есть, то есть от того времени до сейчас. И это прям тоже, тоже интересно было посмотреть. И мне Серега показал как раз, когда он мне показал, знаешь, вот я твой обзор буду смотреть потом спокойненько, без никого, то есть в тишине посмотрю. Мне интересно будет, что ты про него расскажешь, и я, соответственно, напишу тебе позже комментарий об этом. Ну, мое честное мнение. Когда я первый раз увидел эту коробку, знаешь, что я подумал? Когда первый раз я увидел эту коробку, вот Сереге, он ее нажал, включил, я полчаса мимо нее ходил, записывал с айфоном там все. Я думал, это какой-то сабвуфер.
Мое мнение было такое, я думал, просто, знаешь, у него стоял рядом, ну, как сказал, у него компьютер, и рядом стояла эта бочка, вот эта, да, он же такой, как кьюб, только повыше. И я думал, это какой-то сабвуфер, то есть у него рядом стояли маленькие колоночки, я думал, блин, ну, это как вуфер, подсоединенный к компьютеру, то есть он сейчас будет играть, там будет бас, он нажимает кнопку, она заработала, я такой смотрю, что это такое? Он такой говорит, ну, это Xbox. Я такой, ну, в смысле Xbox? Ну, я знал вот этот Xbox One, там, 360, а это Series X я последние 5 лет, скажем так, в консольный мир, когда вот PlayStation 4 как бы начали потихоньку гасить, готовились к PlayStation 5, я за консолями перестал следить вообще. То есть, чтобы ты понимал, у меня 2 PlayStation 3 у меня. И PlayStation 1 еще есть. Все, я потом перестал смотреть за всей этой техникой. У меня самого тоже коллекция игр только на PlayStation 3. И мне человек говорит, это Xbox. Я первые 5 минут до меня вообще дойти не могло. Потом он включает этот монитор, загорается Xbox, интерфейс этот весь. Это было что-то, то есть... Не, у меня до сих пор она есть, и я ее играю. Ну так, у меня 2 консоли, у меня и Xbox, и PlayStation 5. И какие-то игры я играю там, какие-то игры играю тут, потому что на Xbox я как таковые игры не покупаю, у меня там подписка это есть, у них там платишь, там, не помню, в евро, по-моему, было 11 евро в месяц, и у тебя там есть этот Game Pass, ты можешь играть там в разные игры. И на Xbox я, в принципе, пользуюсь только подпиской, а на PlayStation, да, я отдельно уже игры покупаю. Потому что, ну, всегда вот Sony, я лично вот Sony Boy, мне вот эта PlayStation тема нравится. У меня были все консоли. У меня были от PlayStation 1 до текущей консоли PlayStation, также самые портативные консоли, всякие виртуальные шлемы. Из системы PlayStation я вот вдоль и поперек знаком. Поэтому Sony для меня любимая, но Xbox я как бы ничего плохого не могу сказать, она мне тоже устраивает. Там есть свои игры, которые можно играть на них. И поэтому, да. Так же самое вот мне по подписке сейчас дали что сейчас играют? Новое. Hogwarts? Atomic? Не, Atomic Heart. Ой. Да. Вот там мне ее бесплатно дали, мне и покупать не пришлось игру. Я сделал ее сначала ее купил, сделал на нее предзаказ, а потом смотрю, она по геймпасу дается бесплатно. Я такой, отменить предзаказ, все. И она у меня есть. То есть тебе в Xbox ее дали бесплатно? Да, в Xbox, но я даже еще не запускал ни разу. А вопрос теперь другой. Ты эту игру можешь играть там, или как-то ты ее скачиваешь на консоль, чтобы она у тебя была? То есть, если интернет не будет, ты можешь играть, или как-то работает? Она у меня скачана на консоли, и без проблем можно играть. Угу. Ну, там же как раньше было, как мне пацаны объясняли, то есть Xbox это Microsoft, там, то есть игры как на компьютере идут, а PlayStation это PlayStation, ну, хотя сейчас на PlayStation тоже есть игры, которые есть на компьютере, да? Да, они начали немножко... Раньше было меньше, сейчас больше, то есть у меня на PlayStation 3 в основном игры, которые на компьютере редко встречаются, некоторые, или вообще их нет, а на Xbox все-таки всегда, я помню еще с первой, там, да, вот Xbox One, там, 360, я видел игры, они все дублировались, в принципе, с компьютером, то есть только отдельно, что на диске, а здесь уже, то есть, отдельно вот эти пассы, как и в PlayStation, как это называют, там, PlayStation тоже покупает, я видел, люди карточки какие-то там, чтобы у них, они могли онлайн там играть. Я уже за этим не слежу, к сожалению. Вот я настолько древний Just, я здесь настолько древний. Я тот человек, у которого у меня PlayStation сейчас подсоединена одна здесь вот компьютера через карту захвата. Я третью PlayStation включаю, чтобы здесь стримовать и показывать, игрушку играть специально. Но я люблю вот игру вставил, у меня все на дисках игры. То есть включил диск этот, да, все работает. Без всякого вот этого онлайна, а то интернет отключат, и консоль твоя как бы, ну, сам понимаешь. Ну да, подожди, Голден писал насчет купить геймпад и просто играть на ПК. Вот я из всех людей, которые говорю, я могу вот сейчас вот поиграть на ПК, вот с друзьями пообщаюсь, поржать за компом, да. А вот если я хочу какой-нибудь Hogwarts или вот, допустим, Atomic Heart, мне проще вот включить консоль, завалиться на кровать или на диван и играть ее там. Подключить наушники, если я, допустим, жене буду мешать спать, если это будет ночью. Если нет, то на хорошей аудиосистеме в 5.1. Вот это включить и вот насладиться полностью игрой. А не так, что я вот, допустим, подошел к ПК, сел за него. Да, окей, можно подключить геймпад, протянуть длинный HDMI-провод, допустим, к телеку, но опять же, это вот купил консоль, поставил, все. Мне надо игру, я пошел, купил диск, и мне не надо думать, потянет у меня эта игра на компе, не потянет. Я просто пришел, вставил диск, она у меня пойдет в любом случае. Вот. И так же самое вот насчет Hogwarts Legacy.
я не увидел пока что на ПК, чтобы она работала очень хорошо. Она у меня на PlayStation 5, она идеально идет. Она вот как вот вышла Hogwarts Legacy в тот день. Я еще, кстати, игру получил за, по-моему, 6 или 7 дней до релиза, когда она должна была, в принципе, выйти. Мне почему-то диск прислали быстрее. Мне приходит почта, я открываю, смотрю Hogwarts. Потому что я брал Deluxe Edition, Да. и мне ее чуть раньше прислали. Я ее как в тот день включил, она работала без проблем. Так она по сей день работает без проблем, никаких багов, ничего не тормозит. Когда я смотрю, как ее играют на ПК, тут затормозило, здесь затормозило. И неважно, какой у тебя мощный ПК или слабый ПК, у тебя где-то все равно просадки есть. У меня я не привык вот этим всем заниматься, знаешь. А если бесплатно играть, скачивать, я уже настолько от пиратства отошел, да, это было когда-то давно, когда я еще не работал и денег не было, тогда это все пиратил, естественно, но сейчас вот я представляю, мне где-то на торренте искать игру, мне ее скачивать, мне какие-то ключи, какой-то крэк, это все, зачем мне это надо? Диск купил, вставил, и все, играешь без проблем. Зато потом прошел, взял этот диск, поставил на клавиатуре и продал еще. И еще обратно отбил деньги назад. Хотя, не полную сумму, но все равно, допустим, если игра новая, и ты ее быстро прошел, она стоила 60 евро, допустим, за те же 50, 48 ты можешь без проблем ее продать. Практически всю сумму ты отбил. Да, тоже Вот в этом что-то. Я в определенный момент еще, когда тройка у меня была актуальная, в принципе, сейчас ей уже, лет, скажем, да, ей уже сейчас 18 лет будет, наверное, сколько, 17 моей первой консоли. Работает идеально, я там поменял только жесткий диск, чтобы побольше его памяти, да. И я первую пару игр купил, то есть 70-60 евро игрушки стоили, да, это прям, недешево, они у меня до сих пор есть, я их никуда не делал. Но потом я в какой-то момент посмотрел, то есть вот эти те же Kleinanzeigen, eBay, да, думаю, зачем мне буду 70 евро за игру платить, я просто подожду полгода и куплю ее за 15. Или так. Понимаешь, да, у меня я потом пару лет, когда там семья образовалась, там переучивался, школа, все дела, я это все, вообще консоль у меня стояла 2 года, я с нее пыль протирал, потом просто захожу на eBay, беру за 30 евро пакет, там сразу 10 игр, 8 игр, да, и я из них оставляю себе 5, которые мне нравятся, остальные 5 опять перепродаю, и я потом за пару лет себе насобирал 50 игр, покупал, которые теперь у меня вот коллекция моя, такой я открываю, моя гордость, открыл шкаф, посмотрел на них и закрыл, потому что играть некогда. Но это да. Просто я эти купил 50 игр за копейки относительно того, что они стоили новые. Просто подождал там какое-то время. Я смирился с тем, что, не стал гнаться за вот этим вот навьем всем, смысла этого не вижу абсолютно. И теперь, допустим, когда я вот эта изюминка, когда вот сейчас все это уляжется, утихнется, у меня есть игрушки на PlayStation, которые уже мало кто знает или кто-то вообще не играл. Я их потом включу через карту захвата и буду здесь играть просто по кайфу, знаешь, вот это вот. А не так, что прям... Хогвартс у меня есть и Atomic есть, Хогвартс, все уже есть, то есть, я не горю этим, то есть, чтобы прям сейчас все, потому что у нас сейчас у друзей 20 стримеров сразу, у всех Atomic идет в одно время. Смысл? Понятно, конечно. До кого идти, кто-то там гонится за трендами, кто-то нет, я такой, нет. Я сидел, 2-3 месяца играл драйвер Сан-Франциско, который игре уже 10 лет в обед или 9 было, да. Просто кайфовал от того, что такая игрушка, в то время уже была, хотя я в то время ее не играл, у меня семья там собиралась, и все по кирпичкам, мне как-то было, не до этого было, а сейчас вот так вот, Так что... Мне, кстати, насчет комментария Голдена. Да. Ты говоришь насчет оптимизации, да? Да. В любом случае, все игры Golden, которые делают, они в любом случае рассчитывают того, что она будет работать на консолях. Ее именно оптимизируют хорошо под консоли, а уже потом на ПК. И ты говоришь, там через 3 года у тебя видюха устарела, ты меняешь саму консоль, а не вот саму видеокарту. Но также не забывай, что перед тем, как поменять видеокарту на ПК, ты должен рассчитывать на то, что у тебя должен быть блок питания, который будет поддерживать новую видеокарту. Корпус для ПК, в который у тебя влезет эта видеокарта, потому что сейчас видеокарты все больше и больше и больше. Да, там такие куски. И опять также у тебя такие суммы набегают, чтобы просто обновить ПК, нежели ты просто пошел, купил консоль за 400 или 500 евро, новую, да, которая обновилась уже там, и все, пожалуйста, играешь дальше. Оно, в принципе, да, тут сколько комплектующих, которые тянут за собой какое-то одно обновление на компьютере, это просто дичь. Смотри, у меня просто плойка 3, которой я доволен эти 17 лет, там, скажем, да, или 18. То есть у меня диски есть, вставил диск. Конечно, сейчас на плойку 3 ничего нет, но в то время, которые там не были бы игры, какие бы там они ни были, их включаешь сейчас, да,
полное качество включил, и все, и там я ничего же там не менял, никакую видюху, то есть все работает, все идеально. Конечно, хотя я встречал пару игр за вот эти вот годы, что они прям играешь, раз консоль замерзла. Ну, выключу, включу, она опять идет. Единственное, обидно было, что если ты где-нибудь прошел, где-нибудь там, да, и что-то замерзло, ты не сохранил. Есть такое. Да, ну, есть ну такой ладно, минус. сейчас-то сохранить-то легко. Ты помнишь время PlayStation 1, когда у тебя еще Ой. memory card должна была быть? Да, там вообще было, что надо пока это все. Ой, это ж вот это было еще хардкор, вот эти были игры, да. если ты еще когда сохранял, не туда сохранил какую-то игру и перезаписал, у меня так было, я помню, мы с другом, у него был PlayStation 1, мы после школы к нему, он жил, получается, у нас пятиэтажный дом был, он Да. жил, я жил на 4-м, он жил на 2-м этаже. Да. И мы после школы там собирались у него и проходили Dino Crisis игру. Про Да, динозавров. да. И вот мы, короче, с ним проходили. Memory card была у него. У меня тоже была PlayStation, но у меня еще не было куплено memory card. Мы, короче, вот эту memory card таскали туда-сюда и сохранялись. И в один момент я как-то взял эту memory card, играл и сохранил нечаянно на то прохождение, то, что мы с ним проходили, и перезаписал ее, и все, то, что мы проходили, все, нету больше этой игры. И пока он был в школе, я помню, по-моему, быстрее освободился домой, я прибежал домой, я быстро давай проходить, чтобы он не узнал, чтобы сохранить это место. Да, вот раньше вот даже такие вещи, они, видишь, какой-то такой свой вайб создают, то, что было, вот как классно было все-таки, да, тебе надо было какую-то пластиковую карточку, чтобы ты мог игру сохранить. Сейчас сохранил, все, пожалуйста. Да. Да, время прошло, все это меняется, и просто, я не знаю, у кого-то там ценности нет. Ну, просто мне вот эти вот финансы, вот эти вот заморочки все, я в том плане был, у меня первый компьютер такой, я такой довольный. Прошло 3 месяца, у меня моя GeForce на то время, я уже сейчас даже не помню, как она называлась, 512 мегабайт там было памяти в видеокарте. Она у меня через 3 месяца стала старой, и потом я такой, да блин, я лучше плойку возьму, знаешь, и успокоился. А у меня товарищи за потом 3 года следующих, они столько денег отдали на эти видеокарты, потому что они гнались, чтобы у них там какая-то игра работала определенная. Страшно представить. Ну, да, тем более... Я в этом плане сказал, так, ребята, я на видюху отдавать столько не буду, ну, отдыхайте, как бы, и успокоился. А были-то такие случаи здесь, то есть 2005-2006 год, там Need for Speed, когда Underground 2 вышел, там чуваки бежали, чтобы у них Underground 2 работало без фриза, покупали какие-то там видюхи, там по 800 евро отдавали за карту, в то время это были, бого, какие деньги, да, как бы, блин. И не знаешь, то есть я, допустим, пошел, PlayStation купил за 600 евро, в то время это было писец какие деньги, да? Да. Все, и у меня она стоит, работает, то есть вторую я вот Slim купил год назад, уже 2 будет скоро, кстати. Я, представляешь, еду домой, включаю Kleinanzeigen, пишу PlayStation 3. И мне, короче, выдает прям 20 километров от меня, там, 40 евро. Представляешь, 40 евро? Что такое 40 евро в Германии сейчас? На заправку заезжаешь, 20 литров бензина. И я заезжаю к этой женщине, там, да, 40 евро, консоль, провод на 220 и джойстик. Она говорит, хочешь еще игры купить? Я говорю, не, игры у меня дома 60 штук стоит, спасибо. То есть приезжаю домой, включаю PlayStation Slim, я не помню, сколько там гигабайт, 300, 320, там что-то такое, да. Включаю, все работает, обновление сделал, Wi-Fi проводом соединилось, все это, ну, беспроводная это. Все, я довольный человек, то есть за 40 евро консоль, я потом еще за 30 евро купил еще джойстик хороший, прям такой, чтобы с вибратором, со всем этим. Блин, все, кайф. 70 евро у меня готовый консоль PlayStation 3, второй, потому что мой первый, который я покупал давно, мой ребенок старший сказал, все, папа, я на ней играю. Потом пришлось... Я себе купил вторую консоль, подцениваю компьютер, и теперь я с нее каждый день только пыль протираю, потому что играть пока некогда. Но когда будет время, я обязательно включу и продолжу. Так что как-то вот так это все работает. То есть не то, чтобы я там консольщик, сейчас я играю на компьютер игры, но в какой-то момент мне казалось, что, блин, ну вот поставил ты один раз аппарат и играешь, то есть именно чтобы не менять вот эти видеокарты. А сейчас ты еще от тебя информация, то, что там видеокарта, какой-то блок питания, там вот это все надо менять.
Это все Ну, стало это тоже, видишь, там не так просто. Just Go Game писал, что он говорит, у него блок питания на 800 ватт с запасом. Да, окей, но, допустим, вот под новые видеокарты, которые сейчас 40-й серии выходили, желательно блок питания было новой серии покупать, чтобы полностью раскрыть потенциал видеокарты. Ты можешь и на 800 ее запустить, а можешь на новое поколение блока питания. Это, опять же, он стоит дороже, опять же, где-то достать его надо. Потом, опять же, потянет ли он у тебя хорошо. Новое поколение на то время еще разбирали, как пирожки горячие, тоже не достать нигде было. Потом обновилось что-то, новый RAM появился. Чтобы новый RAM потянул, опять же, купи новый RAM, купи новую материнку. Ну и вот так вот. Раньше вот был прикол с шейдерами, я помню, в то время еще давно. Там новые шейдеры какие-то, игра поддерживает такие-то шейдеры, другие видеокарты не поддерживали. Все бежали, покупали видеокарты, где шейдеры. Сейчас с этим проблем нету, сейчас немножко упростили это все. Сейчас, в принципе, комп потянет любую игру, только в зависимости от твоего настройки графики, да. Но так же самое, опять же, ты говоришь, там комп может потянуть игру там в 4К, да, и это много пишут люди, которые сидят на 1080 мониторов. Зачем тебе эти 4К, если ты играешь на Full HD? Ну, тоже, с одной стороны. Опять же, купи нормальный 4К монитор. Это опять же будет денежек. 4К монитор, несомненно, тут тебе даже 200 евро-то не хватит, чтобы тут надо уже прям сумма будет. Опять же, если у тебя там будет работать ПК, допустим, в 4К и там, не знаю, 60, там, 120, 200 FPS, он у тебя будет игру тянуть. Так тебе надо, чтобы монитор тянул эти все FPS, и опять же, это тоже не копейка. У меня сейчас монитор, который поддерживает 4К, 240 Гц. Знаешь, сколько этот монитор стоил? 1300 евро. Охренеть. Чтобы вот это он мог поддерживать. У меня 1300 евро, у меня монитор и компьютер вместе, знаешь? В том-то и дело. Поэтому, это тоже такая палочка с двумя концами. Да, это можно, конечно, это все на ПК. Но опять же говорю, лично это мое мнение, мне проще на консолях. И у меня никогда не было такого, чтобы консоль там не тянула, или она устарела, или что-то. Там всегда выходят какие-то вот... Даже если сейчас вот что-то подкрутят, они выпустят там PlayStation 5 Pro, который будет немного мощнее, чем PlayStation 5, будет лучше тянуть, вот это все. Потом еще через пару лет выпустят другую. Ты берешь, продаешь эту консольку, вот берешь в коробочку, суешь, ставишь на объявление, люди приезжают, забирают у тебя, получаешь денежку, идешь, покупаешь новую коробочку, распаковываешь, ставишь, подключаешь к телевизору, никаких проблем. И поехали дальше, да. И все, поехали дальше. Ни смазки термопасты, ничего. Конечно, да, окей, если ты там не следишь за этим всем, у тебя все забито в пыли, то да, и консоль надо смазывать термопастой, это я понимаю. Я, допустим, ПК чищу чуть ли не каждые 1,5 недели. Я разбираю все фильтра, все это. Пылесос, да? Согласись. Да, чтобы не забивался. Так же и с консолями. Я консоль каждую неделю протираю, обе консоли, чтобы у меня там все это не забивалось. И потом, я помню, у меня была PlayStation 4 Pro, 2 года, по-моему, ей было, я ее разобрал почистить, а она внутри чистая, потому что я все время следил за ней и так далее. И она там не кричала у меня, знаешь, как говорят, как самолет работает, что она там аж раскручивает кулера так. Она у меня без проблем запускалась и работала на то время. Игры, которые были, мне хватало то, что она тянула. Да, может быть, на ПК ты выбьешь больше FPS, но опять же, в 4К больше FPS у тебя должен быть соответствующий монитор. Или же к телевизору подключать. Но подключать ПК к телевизору — это опять какая-то фигня. Или тянуть длинный провод, или к ПК к телевизору тянуть. Ну, это, видишь, как кому. Кому это удобно, без проблем. Также есть люди, которые скачивают игры, и они не парятся, они там все эти крякнутые версии скачивают, ждут, пока их взломают и так далее. Ну, да. Я это не говорю, что это плохо. Есть люди, которые это нравится. Лично мне не хочется это. Я работаю с 7 утра до 5 вечера, я хочу просто прийти с диском, включить и играть игру, а не париться с обновлениями. В ПК включил, у меня, вот вчера я обновлял винду, у меня там пока мышка обновится, потом пока клава обновится, потом пока наушники обновятся. Это то, все. Наушники тоже? Конечно. Блин, даже уже на наушники обновление. Думаю, ну вы совсем вообще куку, да? Потом ты такой сидишь, пока это все обновляется, а если у тебя еще техника Razer, это еще через задницу все работает, потому что у них это аппликация, которая вот стоит для вот этой всей системы, она постоянно там то вылетит, то еще что-то, то еще что-то. Я вчера обновлял мышку, вот честное слово, вот топовая мышка на данный момент, которая есть от Razer, я ее обновлял 30 минут. У меня 30 минут обновления ставилось на мышку. Обалдеть. Хорошо, что я мог ей пользоваться во время того, как она обновлялась. Но сам факт, что у тебя обновлялась, и моментами у тебя просто она так переставала работать, включалась, переставала работать, включалась.
Обалдеть. Я вот это вот сейчас вот вообще для меня что-то новое. То есть, чтобы нам на мышку какие-то там обновления. У меня вот оригинальная, конечно, клава с компьютером, которая была, я поставил и работает. И вообще не дергаюсь. Ну, это что, на мышка так долго обновлялась? Обалдеть. Да, я поэтому сам офигел вчера, когда это Ничего все было. себе. Это именно... Ну, это Razer, вот это оптим- вот, как она называется, вот это вот, для игроков такая, со всякими кнопочками, вот это вот такая мощная. Ну, у какая-то. меня не так много кнопочек, там парочку всего. Просто она такая побольше, эргономичнее для моей руки, которой мне удобно с ней играть. Да. Ну, сам факт, что мне нравится Razer техника, но просто иногда они такую вещь делают, что понятно, что там можно записывать и в 4 игры и так далее, и в 1100 вкладок в браузере со стримами. Да. Ну зачем это... тебе 100 вкладок в браузере? Ты что, все эти 100 вкладок будешь смотреть сразу? У нас поддержка такая, Just он там, он, короче, везде, но все работает. Он, короче, везде открывает там Да. 100 вкладок и у всех на стриме сидит. Типа того, да. Есть такое. Видишь, по-разному. Так же самое. История, Поэтому... короче, тебе на стрим. Да, нифига себе, смотри, он Стас написал. Так, ну столько вкладок, это да. Смотри, подожди-ка. Еще у него там VBS 4К, при этом при том на фоне работает 100 вкладок, ну как бы ПК. Ну ПК позволяет, я видел твои данные ПК, конечно, мощное железо, как бы, ну... Каждому по-своему, я говорю, то есть я ПК взял, там, мне эти 5-6, если у меня 6 лет отработает, то есть уже 3-й год моему компьютеру пошел, если он 3 года еще оттянет, а он их оттянет, ему деваться просто некуда. Потом я просто пойду, без заморочек, возьму новый просто ящик этот весь, да, а если теперь еще с тобой познакомиться, кто знает, может, я тебе задание дам, ты соберешь. Но Да, без проблем. Я, если честно, не друг вот этого водяного охлаждения, потому что я вот с многими уже разговаривал, как бы несколько товарищей говорят, типа, ну, не надо тебе париться по воде, то есть возьми нормальный ящик, который будет тянуть и без воды, без охлаждения. У меня, конечно, иногда напрягало вот это вот, знаешь, поначалу, когда я купил вот этот ящик, вентиляторы, когда, допустим, включаешь, вот там, там что-то погудит, он раз перестанет. А оно так местами, короче, когда ЦПУ падает, он все затихает. Для меня это было поначалу жесть, потому что мой старый компьютер, он там только жесткий диск хрустел, скажем так, по-русски говоря, и приехали. А здесь включаю, такой, поехал, такой, блин, что за станция такая, да? Ну, уже как бы привык со временем. Я теперь еще поставил SSD дополнительно. Я думаю, свой жесткий диск я через год, через два, наверное, его вообще вытащу. А может, и в этом году вытащу. И жесткий диск заменю на SSD-шник еще один просто, знаешь. И тогда у меня будет просто тишина. Потому что у меня есть файлы, которые на жестком диске висят. И когда я только начинаю, ну, как бы цугурев на него захожу, да, и тогда я слышу, вот это заработал, там загудело. А так, в принципе, вот у меня... как она Windows, да, вот этот на M2, на плате M2 стоит, и SSD-шник, на него сейчас видеофайлы я загружаю, которые, чтобы быстрее было. А на M2 Windows стоит, как бы включается компьютер, прям раз-два и поехали, да, я очень рад. Когда мне предлагали его купить, я такой, блин, что такое M2, я боюсь всего нового, да, как бы иногда с опаской. Оказалось, как бы, ну, вот это M2 же как рабочая память, только что память такая другая, да, именно... Да. Ну, у меня тоже М2 стоит. Блин, ну слушай, такая прикольная вещь, то есть я потом нашел, они как бы уже можно там новые купить побольше. Я говорю, да мне вот, чтобы Windows работал, вот эта программа работала, все, он работает прям чики-чики. Жесткий диск я потом просто поменял, на него стал другие файлы ложить, а на SSD-шник именно с видеофайлами была проблема, потому что ты их загружаешь отдельно, и программка, как бы весь компьютер, все так медленно хрустит, шумит. SSD-шник в том году я поставил, пока на больничном был. Такой кайф. Прям... я тоже, у меня тоже система, именно там, где вот у меня что-то взаимодействует как-то программы, то у меня SSD-шки. Там, где у меня просто лежат файлы, я там изредка вниз захожу, те у меня простые HDD. У меня их всего 2, но у меня там просто я храню отснятый материал на них и все. Да, уже потом я их забираю оттуда. Поэтому, все, где программа работает, там у меня SSD-шки. Just писал, кстати, насчет того, что там жидкость, если там протекет и так далее. Вот, ну, это если ты, видишь, занимаешься кастомным водяным охлаждением. В моем же случае, видишь, я не могу поставить простое воздушное охлаждение только за счет того, что у меня очень горячий процессор. Потому что мне надо там ставить такой, что мама не горюй. И у меня сейчас мы просто сидим, вот у меня открыта Chrome страничка, открытый 6 вкладок, Discord, у меня процессор сейчас на 59 градусов. Вау! При водяном охлаждении.
То есть Вот. еще ничего толком даже не делал, еще даже рендер не включил. Но если я включу рендер, у меня будет максимум 70. У меня тогда водяное охлаждение начнет правильно, ну, типа он начнет его нормально охлаждать. Вот, поэтому мне с воздушным не катит при моем процессоре. Мне в любом случае надо покупать водяное, потому что он очень горячий, этот процессор. Но в другом случае, если я буду собирать кастомное водяное охлаждение, Да. если вдруг что-то у меня протекет, мне в магазине скажут, ну, ты сам виноват. А вот с этим водяным охлаждением, если у меня что-то протекет, я им принесу ПК и скажу, так, у меня накрылось это с вас такие-то суммы. И мне они заплатят, потому что протекло их водяное охлаждение. Поэтому насчет этого тоже немножко думать надо. Ну да, то есть у тебя получается, ты материнку брал, уже охлаждение было с ней, как бы, или как оно идет? Ну, что ты говоришь, не кастомно, а именно, что вот какой-то пакет ты купил с охлаждением, да, и поставил. Ну, я именно брал готовую водяное охлаждение, готовое. Там сразу уже жидкость, все залито, с кулера отдельно прикрепляешь. То есть ты к этому не касаешься, ты подсоединил, вставил там буксы, подсоединил, включил электричество, оно все поехало, да? Да. Мне не надо было это проводить эти все трубки, заливать воду эту, которая там туда-сюда гоняет и все. Прикольно. Ну, что я видел 2 раза в жизни эту тему со стороны такой, думаю, ну, блин, все, конечно, это красиво, хорошо, дорого, богато, но тоже какая-то опаска есть, но с другой стороны, если вот в магазине вот там покупаешь, там какая-то гарантия существует, там, я не знаю, да, потому что все-таки это стоит-то не 10 евро, да. И в этом плане, конечно, это хорошо. То есть, если у тебя сейчас что-нибудь на данный момент, сколько у тебя данные компьютера внушающие, то есть весь пакет стоит много денег, да, и что-нибудь навернется, ты пошел там, да, в магазин сказал. Так, В магазин, да, я без проблем могу в любое место, где я покупал каждый компонент, обратиться. Так же сам кто-то что-то там еще писал насчет скальпированный процессор. Ну, до свидания гарантии. да. Все сразу. Более того, у меня процессор мутант скальпированный. Это получается, как он на бусте, или как он-то получается, его там виртуально. У него верхняя часть, вот он с скальпелем, он снят, вот, типа у него получается. Но он все взаимодействовал с процессором. Все, до свидания, получается, по гарантии. Мне вот как он стоит идеально, потому что через 2 года, если у меня что-то накроется, я без проблем верну, там, допустим, 800 евро за процессор, там, не знаю, короче, вот всю сумму, сколько я заплатил 2 года, вот сегодня, через 2 года мне вернут вот всю эту сумму, поэтому я не парюсь. Ну да, в этом случае, конечно же, да. Но это тоже, надо ли тебе это все? Если ты, конечно, фанатик и вот любишь вот этим всем заниматься, то да, конечно, есть же люди, которые там любят вот эти все водяные охлаждения сами проводить, да, вот эти все трубки прокладывать и так далее. Да, тут я как бы тоже поддерживаю, это все красиво выглядит, просто мне нравится ком собирать, а вот такими вещами мне, конечно, это заниматься я не вижу смысла, потому что мне мой процессор, вот как он греется и так далее, мне вполне хватает. Любая игра, которую я запущу, она у меня не прыгнет выше там 70 градусов. Он у меня ее охладит. Ну, так же самое при монтаже у меня также там 70 градусов, грубо говоря, на 4К. Это 3 минуты, 70 градусов, и все, у меня упало до 60. Красота. 60 это вот такой вот. Но если я сейчас повыключаю хром, вот это все, у меня он упадет сразу до 30 там, градусов бывает, падает. Ну, вот так туда-сюда. Поэтому у меня, допустим, видюха сейчас вообще... У меня сейчас комп, вот при хроме, при всем, 180 ватт всего кушает. Ну да, слушай, даже как этот ноутбук как будто работает, и то слабенько так прям. У меня даже вентиляторы на видюхе не крутятся. У меня он там есть такое, слышно шум, я этого слышу, но, по крайней мере, процессор не задействован. Я сейчас пускаю OBS через этот карту, да, как бы процессор вообще 1% всего лишь стоит. А у меня до этого проблемы были пару месяцев назад. Настройки сбиваются. Каждый раз, как OBS обновляется, у меня какие-то фокусы происходят в компьютере. Я это обожаю, обновление OBS, если честно. Вот прям тащусь. Потому что каждый раз мне обновление OBS приносит какие-то нежданчики. Это постоянно у всех такая. Я уже боюсь, я этого боюсь. Мне последний раз пришло OBS обновление, я уже страшно было. Я его раз 5, наверное, отвергал, потом обновил, и все равно что-то произошло. То есть у меня всего за 10 обновлений 2 раза ничего не было. Постоянно какая-нибудь хрень происходит, и это прям напрягает уже. Уже начинаешь бояться этого, что ли, я не знаю, как-то. Не, с OBS есть такое. Ты только настроил под себя, вышло обновление, все слетело нафиг. И опять сиди настраивай. Вообще, да. Я говорю, мне последний раз, когда версия вышла, и прям вот
ты включаешь компьютер, когда у тебя 4-5 дней компьютер не работал, включаешь его, хочешь включить стрим, начинаешь проверять настройки, включаешь OBS, он говорит, обновить версию. Да господи, нет же, нет. Я так один раз взял перед стримом, обновил версию, и сам понимаешь, у меня стрим все это отдыхало. Том звука есть, нету, есть то такое. еще чего-нибудь нету. Я такой, все, я теперь вот перед стримом никаких обновлений, то есть зашел, посмотрел, или я же сижу, день до этого, я уже знаю, что завтра будет стрим, день до этого уже все проверяю в компьютере. Один раз так у меня на видеокарту захотел обновление. Да господи, зачем ты мне тут нужна? Ничего не поделаешь. Ну, Вроде насчет бы... обновлений, да. Да, вот в такой неподходящий момент, а если вот на видеокарте обновления есть, кстати, я не знаю, у тебя как так же, наверное, такая же песня, то есть хочет компьютер прям перезагрузиться, и это прям, ну, уже не то. То есть ты сидишь, все, только включил, настроил, он говорит, все, говорит, я выключаюсь. Да здрасте, куда ты собрался? Не, бывает часто такое. Особенно это бывает, когда вот только обновился, он сразу же обновление, ну, типа, все, рестарт. Блин, ладно, окей. Не, вот у меня сколько я вчера рестартов сделал, это все. Да, тут Это тебя, получается, пипец. все эти компоновки, вот это все там с нуля только закинул, я могу себе представить. Я раньше вот Windows 7, Windows XP, когда у меня на первом ящике, блин, Windows переписывал каждые 2 месяца, там какие-то проблемы были, еще что-то, хотя было все оригинально вроде бы. Сейчас я пока с этим не трогаюсь, здесь еще, слава богу, еще У меня, помню, еще в детстве был ПК, у которого был видеокарта от Radeon, на то время Radeon это так себе было. Да. И при каждом новом обновлении для видеокарты мне приходилось сделать формат ПК. Потому что у меня каждое обновление не ставилось на видеокарту, оно все время с ошибками было. Мне приходилось сделать полностью сброс винды, и тогда у меня на новую винду ставилось одно обновление. И при следующем обновлении мне опять приходилось сносить полностью систему и опять устанавливать. Ну, красота, слушай, это такой фетиш уже получается. Это уже конкретный был фетиш. Но это на то время, когда там еще GTA San Andreas выходило, вот это все. Ой, хорошее время было. Какие-то обновления, знаешь, это все, это было ужас. Да. Вот, а так насчет этого, насчет обновлений, да, видишь, у меня больше всего времени занимает это настройка потом этого ПК, не то, что, допустим, там это вот, ты долго, винду-то переустановить, тем более в данный момент. В данный момент, мне кажется, там 20-30 минут, правильно, все, Windows особенно на SSD-шке это очень быстро все, ты нажал, это все быстро, хоп-хоп-хоп, сделалось. А все остальные настройки, программы, которые у тебя были, программки настройки. Это Premiere Pro настроек под себя, это Photoshop настроек под себя. Это чтобы не было потом момент, когда ты все, так, готов, хочу помонтировать видос. Ты сел, ты нажимаешь, ах ты ж, у тебя программа не настроена. И сидишь еще минут 40, настраиваешь пробу. В том-то дело. Я только хотел сказать, я помню свои какие-то заморочки. Я еще скачиваю, допустим, у меня есть где-то папка, где какие-то клипы, какие-то картинки для монтажа, которые я использую, там, да, вставлять вкладки. И, блин, программа, сама даже настройка, просто типичная настройка программы внутри, под себя. Это же тоже занимает время, да, там у тебя еще там Discord, там микрофон, сейчас ты вот со всеми вот этими штучками, я говорю. Самое простое, что можно есть, это реально в наше время, мне кажется, это точно просто Windows установил или какой-нибудь там антивирусную программу, если вообще такое пользуешься. То есть я даже... Я даже не ставлю это. Я вообще этим перестал пользоваться тоже 4 года назад, просто, ну, вдруг что. Ну, я имею в виду, до того это стало все как-то переменялось. Я помню, раньше сидел в Windows на XP, сколько, 35-40 минут заливался там все это дело, крутилось, что-то там я ставил, уходил, приходишь, подтвердил, время поставил, окей, поехали дальше. Сейчас, блин, то есть, кроме того, что тебе уже там диск как таковой-то не нужен, ну и все остальное это. Так, 300к комп, да, из чего вы его собираете? Ну, если бабки девать некуда, когда комп сам собираешь, там край сотка. Ребят, сегодня вышло AX Just. Спасибо за видео, обучение, они топ. Да, Just, спасибо. Спасибо, Сергей, приятно слышать. Так, ладно, я пойду, реально просто и годно. Я ближайшие дни... Видишь, как публику разогреть? Сразу про ПК сборки начинаешь и понесло. Конечно. Ну, потому что пару товарищей, которые тоже сами собирали какие-то запчасти, покупали. И, видишь, мы в разных странах живем, у кого-то где-то цены-то разные. И тут, конечно, дискуссии всегда будут. Реально просто и годно. Да. Серега, я с тобой согласен. Все полезная информация была. Если что, я могу ссылки вам там в комьюнити кинуть, то что Джастин рассказал, в принципе, то, что мы уже давно повторяли 3 недели.
Я в ближайшие дни никого для чистоты эксперимента смотрю, как работает накрутки и скрутки Ютуба. Во, Олег, скинь мне в дис сейчас набор из 20 видео. Чё, даев, которые точно никто не смотрит. Я их открою на ночь, посмотрю, спишет ли YouTube. Так, и надо сфоткать текущие показатели, аналитики на них. Да, конечно, конечно. Блин, а если брать монитор, моник 8К, то еще дороже. Ну, 8К, сегодня смотрел новый... Серега. Не, слушай, ну, вот 8К, как и 4К, у меня такие же самые у меня вопросы были в магазине. Сейчас, в принципе, снег подтвердил, то есть вы берете какие-то видеокарты, которые могут тянуть определенную вещь, но у вас неподходящий монитор. Так же самое с 8К. Что вы будете на них смотреть, воспроизводить? Техника. Ну, нет, я даже на своей видеокарте особо 8К у меня контент не сильно так круто и потянет. Поэтому... Вот так вот. Ну, то есть зачем? 8К это там видюха какая-то. Какой-то определенный монитор и телевизор, правильно? То есть это все за собой опять несет какие-то... Это только вот сейчас вот эта 40-я серия видеокарт, она стала нормально поддерживать 4К гейминг, который будет стабильно работать в свои, там, допустим, 100 с чем-то FPS, и Да. у тебя будет без проблем это работать. Только сейчас с 40-й серии. То, что было раньше, это все, опять же, хуже, и 8К, да, ну, так же самое на PlayStation 5 писалось, что поддерживает 8К. Да. Это в каких задачах она в инди-играх каких-нибудь наподобие Марио, да, 8К картинку ты можешь выкрутить, окей, но в каком-нибудь топовом проекте, который сейчас игра выходит, ну, ты 8К не поставишь там. Я не знаю, сколько она в пару кадров будет работать. Ну, это тоже... Это надо покупать тогда, когда уже к этому рынок подошел. Также, когда раньше вышли 4К мониторы и телевизоры, тоже все сразу не переходили, потому что не было контента как такового, который мог... Ну, допустим, устройств, которые поддерживали хорошо 4К. Вышли 4К мониторы, они стоили пипец, телеки стоили пипец, но все пользовались Full HD и были довольны. Потом, когда уже все уже перешло на 4К, тогда есть смысл покупать. Сейчас это просто выкинутые деньги. Еще до сих пор 1080 как бы идет и идет. Пока это и будет... идет, и нормально, без проблем работает. 4К это я сейчас еще... только перешел на 4К, потому что мне надо было новый моник, я уже тогда посмотрел, ну ладно, если покупать уже сейчас при такой видеокарте, есть смысл брать тогда уже 4К. И то, сколько я долго сидел на 2К, и было нормально, мне ничего другого не надо было. Угу. В том-то все и дело. То есть одна сумма сейчас меня аж прям напугала. То есть монитор там 1300 евро, да? Обалдеть. Да. То есть, да. Ну, то есть у меня нормальные мониторы стоят. Я рад, что они вообще показывают одинаковая картинка и нормально. Как Sony 5 реклама с 8К. Да, Серега, Серега, вот, да. Кстати, вот Серега, вот Халигаля зашел в чат, Снег. Это как раз тот самый человек, у которого я был в гостях, коллекционер, один из. То есть один Алекс и второй вот Серега. Вот у Сереги у него, в принципе, консоли есть все с начала до конца, и как бы он шарит по этой теме. Но вот и у него, и у него я Xbox смотрел как раз таки, который, я сказал, сабвуфер, и вот он, Серега, пришел. Ну, то есть у человека консоль не одна, он про них все знает, и как бы в этом плане, да. Они рекламируют одно, реклама этих консолей, это как бы изначально замануха, то есть чтобы покупатели пошли там то все. Потом, конечно же, начнут люди играть и понимают, что где-то нас накололи. Бывает и такое. Так оно есть, так оно есть. Так же самое, когда и PlayStation 5 вот это все презентовали, там 120 Гц, 4К. 120. Это специально новые телевизоры надо было покупать с поддержкой HDMI 2.1. Да, кстати, вот. Какие игры, блин, поддерживают это? 60 это вот хорошо, а вот 120, ну, опять же, не все топовые поддерживают. Да. То есть тебе для того, чтобы весь потенциал PlayStation 5 раскрыть, тебе надо еще 2000 евро вложиться, то есть телевизор, провод, HDMI 2.1 там. Так я же купил телевизор примерно в то время, когда вот вышла PlayStation 5, там, я ее, получается, в ноябре она вышла, да. Я ее смог выцепить, тогда же еще было проблемно ее достать, я ее смог получить в феврале. Да. Я на Медиамаркете ее, получается, там делали дроп, там сливали, и я смог заказать ее. И на то время я купил как раз себе телевизор, топовый на тот момент, у него даже не было поддержки 2.1. Телевизоры только вышли спустя какое-то время, там еще, по-моему, полгода после этого. Но опять же, вот у меня в большой комнате, где у меня там, я обычно играю, у меня там телек без HDMI 2.1, а в спальне
Есть поддержка 2.1, я не вижу разницы. Я одни и те же игры запускаю, что там, и работают они одинаково, что там. Поэтому... Ну, то есть, весь потенциал PlayStation 5 мы можем раскрыть лет через 5-6, как бы, потому что в данный момент у кого телевизор дома стоит, который там 1080, не все это поддерживают, да, и на них подсоединять PlayStation 5, как бы, но это равносильно то, что раньше мы играли на PlayStation 1 на черно-белом телевизоре. Потому что, ну, пока это все дойдет, то есть он написал человек, правильно написал Стас, да, то есть телевизор за 3000 евро, это минималка, и 8К, как мне эти сказали в магазине, 8К телевизор, они столько электричества кушают, что мама не горюй. Ну, в том-то и дело, это у тебя игра будет в очень большие копеечки влетать, в конце концов, ты будешь сидеть, проходить игру и платить потом за электричество, мама не горюй. Да, ты представляешь, у тебя телевизор стоит, который будет электричество брать как духовка, как PlayStation 4 Pro, и телевизор сразу, у тебя будет один телек на 8К только брать. Хотя там мог бы, да, ну, пока в этом смысла такого нет. Если вот брать какую-то PlayStation 5, подсоединять ее к телевизору, который даже 1080 не тянет, ну это сами понимаете. То есть ну, конечно, у меня такой же эффект был, я сейчас вот вам говорю, это я вспоминаю себя. В 2007 году я купил PlayStation 3. У меня стоял нормальный телевизор еще, прям не плоский даже. И подсоединил, говорю, да хрень какая-то, знаешь, ты представляешь, такое было. Проиграл на ней 1 год, поехал в магазин, покупаю LCD, подсоединяю через HDMI кабель, и у меня, знаешь, глаза прям такое, новая консоль как будто какая-то. Ну, то есть смотрел до этого GTA 4, говорю, нафига я купил PlayStation 3? И я когда включал ее на HDMI кабель, просто у меня чуть мозг напополам не лопнул, то есть и так там 2 половинки, а то, блин, вообще, я думаю, нифига себе, да. Плойка, такое качество, говорю, что же я раньше-то телевизор не поменял, ну, так же самое вот люди, когда я слушаю, PS5 купили, и как бы не все себе позволяют подходящий для этой консоли телевизор, как бы, да, и, соответственно, и они большинство такие, зачем мы ее покупали, PlayStation 4 тоже хорошо работала. Так потому, что у вас все другие компоновки, как бы, не сходятся с качеством PS5. Все. Ну, то есть, тут ну да, нет, не хватает 8К, одной консоли. 8К телевизоры, видишь, можно будет покупать только тогда, когда ты придешь в магазин, и у тебя на прилавке будет большой процент телевизоров, которые поддерживают 8К. Сейчас это 4К телевизоры. 8К это там, знаешь, 2-3 модели, которые ты можешь посмотреть, да, на телевизоре. Они стоят пипец космических денег, но смысла нету. Когда вот все перейдет на 8К, только тогда уже консоли начнут переходить нормально на 8К. И все остальное будет переходить на 8К. А пока этого нету, то покупать вот телевизор за 5-6 тысяч, который будет большой, будет поддерживать 8К, но ты не сможешь ничего смотреть на этом. Я не знаю зачем. Для того, чтобы посмотреть какой-нибудь, знаешь, видео, демо-ролик, который поддерживает 8К, да, показать, что, друзьям, смотри, у меня 8К. Работает, смотрите. Да, ты включил, и все такие, вау! И ты такой, вау, я 6 тысяч заплатил за него. Молодец. Да. Потом включаешь игру Марио, да, вот эту пиксельную, которая еще... Да, и играешь на 8К телеке. Ездишь Марио Карт, как бы, как и раньше. Ну и, в принципе, и здрасте, до свидания. Смартфон у меня даже этот iPhone там потянет, такой, говорю, слушай, ну нормально, да, как они вот все рекламируют, я помню, когда я купил, так и рекламируют. Вот, а наш смартфон уже может там 120 Гц, а как бы iPhone только 60 типа тянет, да. Ну, извините, у одного плюсы одни, у другого плюсы другие, как бы. Это да. Как бы, если, представляешь, если бы сейчас каждый производитель все самое, что у него есть лучшее, запихнул в телефон, то мы бы еще 10 лет назад нормальный смартфон бы в руках носили, чтобы они 10 лет продавали. А так они каждые полгода выносят какую-то новую модель, где по маленькой изюминке добавляют, сам понимаешь. И все. Они же должны деньги зарабатывать. То есть я больше чем уверен, вот эти айфоны 12, айфоны 14 еще разработали их 8 лет назад, просто должны же деньги зарабатывать, правильно? И как Саня написал, 8К сырые, если что, ни одна игра толком на 4К не вышла. Я не в курсе, вот Снег, допустим, ты больше в этом, как бы, ну, или Серега Халигали, на 4К игры какие-нибудь, ребята, вы знаете, что есть там или что? Я как бы не понимаю в этом, ну, в этом плане. Ну, на консолях в 4К-то они идут, да, только они идут там определенных качеств, там, допустим, в 30 кадров в секунду, ну, такое, там, чтобы в 60 кадров, то там, ну, сейчас вот только при 5-м PlayStation. Сейчас потихоньку. Ну, 5-й PlayStation, да, и Xbox Series, да, вот эти вот. А там тоже как бы графика уже на игрушках покрасивее, да, уже. Ну, опять же,
Я Ну да. в этом плане как бы... А так, по большому счету, да, ну вот эти игры, которые... Ну ладно, на ПК-то я могу, и то тоже, это видишь, запускать игры в 4К сейчас при таком компе, который стоил, мама не горюй, да, ты можешь. Опять же, только ты должен собрать это все, и это большие деньги отдать. Нежели ты сходил в магазин, купил консоль за 400 евро и подключил к телеку, который у тебя... Сейчас телеки 4К не так-то дорого стоят. Опять же, телевизор там 4К там можно взять за 500 евро. Грубо говоря, 1000 евро, и у тебя, пожалуйста, и консоль, и телевизор, который 4К будет поддерживать. Да. Или же собери ПК, купи к нему монитор за 1000 евро, уже только один монитор, плюс ПК, который тебе встанет там в 5, да? Обалдеть. И вот тебе будет за 6000 гейминг в 4К на ПК. Зато 4К, да? Зато 4К. 4К, 4К. 4К, который я дал 5-6, да? Да, в том-то и дело. Слушай, какой-то анекдот. Вот 4К, Серега пишет, только вот выходят. Движка нету, чтобы играть на 4К, выпускать. Horizon Forbidden West вроде бы 4К тянет, правда, фреймы не знаю там как. Ну, 4К там должно быть 60 фреймс, если там будет 30 вот этого всего фреймса или FPS, как там правильно, да? Ну, это как-то, я не знаю. Wolong, например. Да, кстати, вот эта новая игрушка. Одна из первых 4К игр вроде бы на PS5. Их Next Gen, что там, X Next Gen, я не знаю, что такое, но это, скорее всего, название игры. Стас, ну вот, да, ну смотри, OLED или IPS. Блин, ребята, да, такая тема, то что за не мигнаться, если не у каждого техника в ту сторону еще как бы развита, а если такая техника есть, сами видите и слышите, то есть, ну, тут в плане финансовом, скорее всего, попадешь, потому что стоит очень много денег. Не каждый готов или способен заплатить за телевизор 4000. Я это даже себе никогда не позволю. Ну, да нафиг он мне нужен. Я он за 400 евро телевизор купил, 2 года отработал, сломался, отремонтировали. Я довольный, как этот. Угу. Мне вот 420 евро телевизор стоил. Нормально. Мне хватает, слушай, у него там ультра HD, всякие вот эти вот подсоединять приколюхи там, короче, и Smart TV от Samsung у него внутри стоит. И мне главное, я включил, YouTube в нем работает, PlayStation 3 оценил, работает. Все, я самый счастливый человек на свете. И он стоил, он даже 500 евро не стоил. У меня PlayStation 3 новая стоила дороже, чем сейчас телевизор стоит, да, так что я, когда увидел такие цены, в то время еще я такой рад был, думаю, нифига себе, такой телевизор дешевый. А сейчас заходишь, как бы вот с этими инфляцией вот этот вот, в том году, когда нас тут развели с налогом подоходным, цены как подкинули в магазине, я зашел такой зашел в магазин, я смотрю на цены, я своим глазам не поверил. Думаю, как так-то? 2 года назад я покупал телевизор с такими же данными на 200 евро дешевле. Знаешь? Да. И когда в том году этот развод был во время короны, как бы 8К сырая, энергии жрет, это только начало изучения и выпуска. Да, то есть, ну вот эти 8К, которые первые выходят, в моем мировоззрении, это вот сейчас она вышла, пока она разработается, то есть лет через 5-6 будет 8К телевизор за 500 евро, а не за 5000, который будет классный, который будет энергии меньше кушать, я надеюсь. И все. То есть пока разработают, но они должны же деньги заработать, правильно? И они сейчас вот вам что-нибудь сырое бросят, потом на него сделают обновление, покупайте эту модель, короче. Ну, вот так вот. Ну да. Все в норме, говорит, Red Dead 4К на PS5. Я думаю, если только на ПК. Я не в курсе, Серег, я там не в курсе. Не, ну 30 нет, Олег, но там же типа базар, мол, 4К в 120 фреймов и вся фигня. Там же тоже развод. Скорее всего, ну, хрен знает. То есть за этой техникой угнаться, я говорю, я последний раз, когда видел, это все... Там все вот каждый день, каждую неделю что-то меняется. То есть ты сегодня модель увидишь в магазине, придешь через неделю, там уже ее нет, там уже какие-то 2 номера дальше. То есть зарабатывают на этом. Сейчас только доступно стали телеки 4К. Да. В принципе, вот Снег подтверждает, да, то есть, ну, он, в принципе, даже в технике куда дальше, чем я. Я некоторые вещи купил, работать, я довольный, как этот. Я у тебя, кстати, еще знаешь, что увидел? Вот у тебя последний, который ты вот день назад буквально, уже просмотры растут, 8 просмотров в час, обзор Эльгато у тебя стоит, видос. Да. Как тебе эта штука? Я это увидел давно, но не решался все, потому что она стоила определенное время, да, деньги. Она где-то 200 стоила, когда только вышла. Да, я напугался. Как тебе эта штука?
Мне она понравилась, но, скажем так, вот если ты вот себя снимаешь в маленьком экране во время вот игры, когда ты знаешь, вот как колдун делает, он в игре находится, поменьше он, типа, вот у тебя больше процента игры занимает, и ты в маленьком экране сбоку, да, тогда да. А если тебе надо сильно себя растягивать на полный экран, то это тоже такое. Ну вот тут, потому что она снимает только Full HD максимум, это 1080. Но все-таки... Если тебе надо вот эти все вот моменты, что тебя вот ты вот как-то приблизился, уменьшился, вот это все, тогда я бы, конечно, лучше советовал уже что-то 4К камеру. Вот у меня сейчас в данный момент тоже на обзорах, после этой выйдет еще 2 камеры, они уже в 4К будут снимать. Да. Вот, и там уже немножко поинтереснее картинка сразу же. Тут, да, прикольно, там она снимает в RAW варианте, это когда ты можешь очень хорошо обрабатывать цветокоррекцию, делать и так далее. Угу. Она очень такая, скажем так, резиновая. Ты можешь там и тут подкрутить, и здесь подкрутить, и ISO подкрутить, и балансы, вот это все. Она очень такая, с этим хорошо. То есть по настройкам прям индивидуально подогнать под... Да, ты можешь картинку вообще сочную сделать. Картинку сочную без проблем сделаешь. Это в самой программе от Elgato. Там у нее хороший, и русский язык поддерживает, и без проблем. Все, ты это все настраиваешь, и 60 кадров так же само она поддерживает, тоже классно. Но опять же, это если ты будешь себя растягивать, ты заметишь вот эту разницу, в зернистости вот веб-камеры, знаешь, когда ты обычно снимаешь. Да. Вот. А в 4К этого чуть меньше. Но тоже в зависимости от какой камеры 4К. Есть там от Logitech камеры там 4К, которые снимают. У них же, опять же, тоже они там больше 100 евро стоят. Но там картинка так себе. Она как бы в 4К разрешение, но качества нету как такового. Там, наверное, не 60 кадров в секунду, а 30 только. 30. У меня даже сейчас камера, которая в 4К, она тоже 30 всего снимает. Угу. Вот. Ну, опять же, там, как вот светонабор. У меня, допустим, стоят 2 света от Elgato, тоже компании, которые я могу включить, а не подсветка для меня. Мне она больше настроена на стол. Когда я снимаю распаковку, я включаю свет, тогда у меня просто освещен рабочий стол, где я делаю распаковки. Когда ты ее включаешь на себя, да, любая камера тебя со светом хорошим тебя потянет любая камера. Угу. Опять же, если света у тебя нету хорошего, какая камера лучше будет? Вот это там, скажем так, пойдут шумы. За свои 100 евро с хорошим освещением это хорошая камера. Угу. 120, по-моему, стоит, если не ошибаюсь. Вот, да, потому что сейчас все вот эти 4К новые камеры, которые топовые выходят, они под 300 евро стоят. Это, грубо говоря, можешь взять себе зеркалку за эти суммы. Ну, у меня вот вебка, видишь, вот сейчас вот меня записывает, да? Да. Стоило 24 евро. Ну вот. 10,80. 10,80. Пишет. Но она работает и работает, то есть, как бы за свои, видишь, за свои деньги. Тут это будет 120 евро, и будет картинка, может, чуть-чуть получше, чем у тебя вот это. Чуть-чуть получше. Ну, прям и, там... и режимы настройки, много режимов настроек. И все. Да. И вот тебе разница в 100 евро. Только за бренд. То есть за бренд я 75 евро переплатил, там евро этих, да, как бы как таковой для обычного потребителя, то есть минимальные эти настройки мало кто заметит, скажем так. И это будет. Ну да. И это как бы будет, да. А так я видел, вот у меня Logitech, вот этот был, кстати, старенькая, она у меня до сих пор еще здесь лежит, 720p еще там на ней стоит, но она какие-то полоски начала шумы выдавать. Блин, она древняя, она уже 16 лет или 17 лет, и в обед, и она еще там какие-то прям автофокус на лицо прям делать даже может. Я же прям обалдел. Ну вот, допустим, в этой Elgato автофокуса нету. У него просто этот Infinity. Так у меня вот фокус. этот Logitech, вот я не знаю, какая там называется модель. Я ее подсоединил, я аж напугался. Она давай мне лицо приближать. Что такое, что происходит? Ты чего? То есть вот это вот у меня, которая простая висит сейчас на мониторе, да, она просто меня снимает как есть, и все. Да. Да, а это прям Logitech зашел там настройку больше. Знаю. Как бы я хотел изначально, думаю, возьму той же самой фирмы, но подороже. Когда начал смотреть вот эти пару видосов, посмотрел обзоры, да смысл есть вообще нет. То есть... Ты видишь, как на мотоцикле катаешься, ты же знаешь компанию Insta360? Конечно. Ну вот, у них же веб-камера есть. Да. Вот, и эта веб-камера, там вообще можно выставить так, что ты, получается, выставляешь свое лицо, и ты можешь чуть ли не уходить по комнате, она тебя будет все время за тобой следить, и она все время поворачивается. А у нее же как стабилизация в веб-камере, да. И там чуть ли не монитор тряси, у тебя картинка будет стабильная. Ну, это, конечно, вот это чисто маркетинговый ход, потому что он беспонтовый. А вот так, чтобы на себя выставить, да, ты можешь отходить, она тебя приближает, вот все то же самое.
Ну, для этого, для влогинга я смотрел, некоторые пробовали ребята, то есть влогеров я наблюдал. Это такая игрушка, так же Она игрушка, она реально игрушка, то есть даже вот этот 360 я смотрел, я хотел 360 Gold 2 купить, именно вторую модель, потому что она очень маленькая, компактная, ее незаметно, все клево. Там несколько своих проблем было, но у меня это, знаешь, я посмотрел, блин, первая идея была прикольная, да, я в магазине только потом понял, нет, это не мое абсолютно, то есть я потом все-таки взял GoPro, вот этот вот кусок кирпича, но зато я ее могу использовать как и в руке, так и на мото, то есть там у меня GoPro... Так у нее качество картинки лучше намного у GoPro. Да, GoPro у нее с этим новым процессором я ее взял, то есть по GoPro, из-за чего я остановился на ней, потому что я ее использую для влога теперь уже, да, то есть я взял Creator Edition, как бы влог-камера, но все равно у меня глаз на Sony не отходит никак, то есть как у меня появится лишняя копейка, я еще куплю Соньку дополнительно, да, именно Sony ZV E10 или хотя бы первую модель, E10 вообще прям для влога, да. Потому что я почему-то вот в нее влюбился, но они в одно время так палку перегнули полгода назад, я потом пошел, купил GoPro и все. Такие вот дела. А Инстаграм у меня вот ребята купили, такие довольны, красота такая. Я говорю, ну я слушай, я посмотрел, он на мотоцикле поставил на зеркало. Конечно, прикольно, она снимает тебя, все вот так вот вокруг прокручивается. Не видно вот этой палки, на которой она прикреплена там на первой моделях, да? Да. Блин, я такого рода не записываю видосы. Мне посмотрел, то есть я после вот этого клипа, после минуты выключаю. Ты знаешь, ладно, это еще записывать, как это еще геморройно это все обрабатывать. Она у меня тоже будет на обзор. Ну, у меня уже ее нету, но обзор на нее я снимал. То есть еще уже можно будет скоро настроиться под то, что у тебя будет такой контент именно в этом... У меня будет на Insta360 веб-камеру и на Insta360 самую последнюю, которая такая удлиненная. Такая, типа, в виде как хендика маленького такого. С двумя камерами, получается, спереди и сзади. Да. И вот качество... Ну, конечно, фишка прикольная, но фишка прикольная только для телефонов. И, допустим, если ты отснял, в телефоне смонтировал и в телефоне смотришь, тогда проблем нету. А если же ты этот материал потом скинул на ПК и начал монтировать там столько косяков, там зернистости много, качество картинки вдали, все, что близко к камере, очень хорошо, все чуть-чуть подальше, все очень зернисто, размазано. Если ты гуляешь, ходишь, это все мажется, у тебя все время, замечаешь на фоне все время такая размазанность. В GoPro такого нету, в GoPro идеальная картинка. Даже в темном времени сутки GoPro 11 очень хорошо снимает. У меня, кстати, у меня то есть Creator мод и Media мод. У меня есть такая рамка, там на ней свет ставится от GoPro. Да, но у меня тот же самый комплект. Всё там сумочка такая. Да, я еще купил отдельно сумку, кстати, вторую. Специально. Еще дополнительно? Я купил еще кейс, он стоил всего там 30 евро или 40. Но этот кейс второй, он прям защищает от дождя всю эту тему, да, он такой клевый. То есть оригинальный кейс, он такой тряпочный чуть-чуть, да, ну, твердая шали, а тот уже кейс, он такой прям прикольно гладенький такой, все. И я в один кейс, у меня лежит все, что есть, а второй кейс я вот прям заряжаю под ситуацию, когда я выезжаю куда-нибудь, знаешь. То есть я беру какие-то определенные вещи для той или иной обстановки, вложу в этот второй кейс и поехал, а остальные запчасти лежат дома в другой сумке, вот так вот. Ну вот, да. То есть... классно. Вот единственное из этих экшн-камер я заметил то, что вот GoPro самое лучшее. Я за ней 2 года следил, я, короче, захотел 9-ю еще. Потом вышла 10-я, я все про нее просмотрел. И потом выходит 11-я, такой, все, берем, хватит ждать. Представляешь? Ну да, но они по мелочам, так же самое, как и iPhone. Да. Что-то допиливают и потом выпускают. У меня была 3-я в свое время. Да. Потом вышла 5-я, я 5-ю взял. Это еще на прошлом своем канале. Ничего себе. И все. И вот потом у меня не было экшн-камер. Сейчас вот у меня на обзоре была DJI камера. Именно такая, она в виде кубиков двух сделана. У нее получается один кубик, это мониторчик. Осмо, да. И вторая, по-моему, да. Да, Осмо вторая. Потом вышла Осмо 3. У меня тоже она есть. Была на обзор отснят, выйдет еще потом. Круто. Вот. И также GoPro. Да. Ну еще плюс еще и Insta360, так что у меня нормально еще экшн-камера будет. О, слушай, ну вот прям смотри, ты там спойлер прям на свой канал сделал, все четко, ребята, не забываем, кому интересно какие-то обзоры по технике, скоро у нас будет контент, ну не у нас, а у Снег Games, да, канал, так что забегайте потом, потому что это будет интересно, ну, кому что нужно,
Потому Ну что да, есть много, видишь, как бы... много уже чего отснял. Ну, слушай, да, я не ожидал, кстати, вот, что вот так вот будет. Ну, почему бы нет? Сейчас такой тренд как бы есть, экшн-камеры всем нужны, да, ну, покупает много кто. Да. Ну, сейчас, видишь, тоже сейчас чуть потеплее как раз будет. Это я потом начну выкладывать видео, как раз потеплее люди начнут смотреть это. Да. Это так же самое, как, знаешь, продавать кондиционер зимой. Никому он нафиг не нужен. Молодец. Так же, самое, также и зимой незачем выкладывать видео про экшн-камеры. Красавчик. Ближе к лету это самое то. Да. Зимой так же самое. Возьми зимой, продай кабриолет, правильно? Кому он нужен? У нас такая тема же с байками, допустим, я вот в мототеме подольше, да, то есть там, мопеды, Да. я покупаю, когда сезон заканчивается, я покупаю мопед какой-нибудь, там зимой ремонтирую, весна приходит, продаешь, да, вот так вот. То есть мотосезон начинается, спрос есть. В августе мотоцикл продавать себе в убыток. Но много людей почему-то до сих пор есть, которые думают, что они в августе получат хорошую сумму за мотоцикл и решаются продать. Не понимаю почему. Барин, Ну привет, мне нужен кабриолет зимой, я же отмороженный. Да, Юрец у нас, Бартл Video Games, он чуть-чуть отмороженный, купит себе кабриолет и поедет, как Любовь Успенская. Без этого никак. Нет, такая штука есть с кабриолетом, я тоже столкнулся, такой, блин, прикольно, то есть в сентябре едешь, покупаешь кабриолет. Ну, если по хорошей сумме, то да. Да, в сентябре покупаешь по хорошей сумме кабриолет, и сам понимаешь, когда приходит 8 марта, начинаешь его продавать в сторону весны, как бы, ну, потому что там не бит, не крашен, один раз на мойку за 10 евро съездил, колеса полирнул, и еще, короче, на ровном месте чуть-чуть подзаработал, если много на нем не ездил. Вот так. Ну, конечно, такой да. вам бизнес-план, пользуйтесь на здоровье. Я так с мотоциклами делал так вот пару раз, и еще не раз буду делать, скорее всего. Ну, техника такая штука, да. Хотя, ну, сам один раз я купил в августе мотоцикл мой. Блин, повезло так вот, что за адекватную цену, как бы, ну, правда, это было как бы не с салона, а с рук. Также здесь, Да. вот, допустим, я не знаю, видишь, ты сейчас технику много берешь, ты в основном у тебя техника сейчас, она новая есть. У меня в этом плане, не знаю, не устал, нормально еще все, хорошо по времени? Как? Да, конечно. Нормально. Технику когда-нибудь ты, допустим, с рук покупал уже? В последнее время? Не Или тут, все-таки... не тут, не в Германии. В Латвии, да, а в Германии нет. Но здесь в основном, то есть, навье идет уже сейчас. Вот, Да. Навье. Да. Да. Ну, вот просто я, допустим, сталкивался с людьми, они, допустим, покупали какие-то вещи с рук или покупают до сих пор еще. Я говорю, ну, почему бы и нет? Я пару раз так вещи как, брал. когда я продаю их, то люди покупают. Поэтому, да, берут. Да, ты как раз-таки сейчас по другую сторону баррикады, ты теперь как бы не сколько скупщик, сколько продавец стал именно той самой техникой, которая чуть-чуть подержана или почти новая, там, как бы назвать. Ну, можно сказать, почти новая, да. Да, то есть, как у нас говорят, ноя вертись, то есть там очень много нового, да, если ты только пленку снял, ты там две фотографии сделал, 2 раза видео записал и, в принципе, покупай, да, торопись. Ну да, деваться некуда, то есть я сам тоже покупал, сейчас какие-то вещи начинаю продавать, но я, знаешь, так вот, если для себя вот брать, то есть, как вот GoPro долго подсобирал, купил новый весь пакет, потому что я знаю, я буду долго пользоваться и думаю, Да. взял, то есть, чтобы она уже не... Может, вдруг кто-то ее уронил. У меня вот это все время, знаешь, такое было. А там же вот эта линза, там процессор. Ну, непонятно, как ее эксплуатировали эту технику. Да, если с ней с я парашюта тоже прыгали, боюсь немного. с парашюта прыгали с камерой или не прыгали, или об землю падала, не падала. Это такая штука, блин, то есть, смотри, у меня первые влоги записывал я, вот 3 года подряд я записывал на камеру с eBay за 30 евро, за 35 на китайскую, ну, как бы, потом научился записывать отдельно звук на петличку, и ничего, вот мои влоги на мотоцикл, которые выходят иногда, у меня еще есть парочку, которые я еще не смонтировал даже, которые записаны на камеру за 35 евро. Ну, блин. То есть GoPro, который я вот купил за охренеть деньги, я еще на ней ни раз на мотоцикле даже не выезжал. Мне страшно, я боюсь ее крепить на шлем. Боюсь. Ну, да. Но рано или поздно придется, то есть все вот эти конечно, зато качество у тебя сразу станет. Я и боюсь, и очень рад, когда это произойдет. То есть сейчас начнется мотосезон, я буду как-то его сейчас надо мне крепежку, все это дело поднастраивать на шлем, и то есть в дальнейшем будут выходить вот видосы новые, где уже будет, ну, это будет, конечно, через год только, да, но будет. Там уже где буду записывать, стараться на этот. Ну, не знаю. Я доволен сейчас, на данный момент, то есть разобрался с GoPro настройкой, но я тебе честно скажу, через
неделю, как я ее купил, у меня появилось желание ее продать. Не знаю почему. У меня было такое затмение, я хотел ее продать. Теперь я с ней разобрался, были кое-какие проблемы, теперь вроде бы нормально. И вот последний раз вот я записывал, у нас байкерская, когда была вот тусовка, да, было открытие филиала, вот мне сейчас есть она на главной странице. И там я тоже с этой проблемой опять столкнулся. Вот ты знаешь, когда свет этот моргал. Зашел в GoPro настройки, поставил 50 Гц, все, как рукой сняло, я записывал, как будто у меня Сонька в руках. Я просто кайфанул. То есть какие-то настройки надо во время процесса всего этого, но это все приходит со временем. Ну, конечно, ты уже знаешь, как она работает, какие Да, тебе настройки она надо мне много увеличить чего, или уменьшить. мне много чего дало, да, и вот я не пожалел нисколько, что я вот этот взял вот эту ручку, Creator мод, аккумулятор. Это такой, знаешь, как ручной Powerbank, она у меня сразу как штатив мне работает, как Powerbank. Блин, ну, кто захочет, все берите. А так, в принципе, я говорю, вот, изначально у меня изначально была первая мысля, там, через неделю, как я ее купил, блин, нафига я отдал столько денег. Ну, сейчас вроде бы как утряслось, успокоился, пользуюсь и кайфую, все четко. То есть я записываю в 4К, там, ни плюс, ни минус, 4К, 60 кадров, все. Я остановился на этой настройке, скажем так. Пока нормально. да. То есть посмотрим, как что будет. У меня вопрос к тебе такой. Тебя на весенние каникулы в апреле чем занимаешься? А то, не знаю. А то кто знает, если дождя не будет, я на мотоцикле буду кататься. Я собирался когда-то в ту сторону ехать, у меня там один знакомый есть на Кавасаки. А вдруг заеду в гости? Я же такой... Ну, на связи, да? Там я же такой могу приехать, если я вдруг на юга попру, так что посмотрим. А то меня уже 3 года человек зовет, у нас коронавирус мешал чуть-чуть встречи. Ой, это вообще ужас. Это была жесть, сам понимаешь, у нас только буквально месяц-полтора назад на заводе все это успокоилось. Представляешь, я вот до недавнего времени еще надо было иногда на работе маску одевать, так что об этом что говорить. Ну да. Нет, у нас вот Серега вот здесь был, ушел, то до этого еще Алекс есть, и говорю, я к ним тоже, мы как-то пообщались, и во время этого говорю, блин, приезжай к нему, я говорю, блин, хорошая идея. И вот сейчас перед началом стрима я думаю, блин, пообщаемся, посмотрим, ну, стрим-то стрим, а если я приеду, допустим, с камерой позаписывать тебя как влог, будешь вот гость, так еще отдельный, как контент будет, ну, будешь против, нет, потом посмотрим. Не, вообще без проблем. Пока рад, и говорю, смотрю контент, ну, то есть удивляйся, и хорошо, вот много вещей, которые мне когда-то самому были нужны, здесь можно посмотреть полезный контент. Я говорю, вот вдруг что? Вдруг, если я в апреле в ту сторону поеду, но опять же, сам знаешь, наши погодные условия, у нас здесь солнышко светит, 100 километров дальше уже льет дождь. А это да. Это здесь такая погода переменчивая. Я говорю, ну вдруг, если будет это самое, я все-таки мы там спишемся тогда. Почему бы нет? Я вот так, мысля мне так проскочила, заехать в гости. Я вот до Сереги на север ездил в сторону Бремена. 250 километров на мотоцикле к нему слетал. Туда съездил, записал и еще вернулся назад, да. В один день 500 километров на байке, и плюс еще с ним там, да, все, контент записывал там. Ну да. Нормально, короче, прокатился. Я этот день не забуду никогда, потому что я домой возвращался 250, представляешь, без остановки прям ехал. Ну да. Ну это такой тоже по-своему такой же скач. Но ничего. Единственное, конечно, вот постоянно по автобану ездить на мотоцикле, мне уже все отпадает. А я на юга хочу поехать там на 3-4 дня, такой тур сделать и, соответственно, заскочить. Гамбург не обижай. Нет, ты что, Стас, я как раз-таки в Гамбурге был, у Сашки в Гамбурге, но на автомобиле, потому что была погода не очень. В Гамбург я в этом году еще поеду на мотоцикле, не переживай. Вот Стас Бенкс в чате, он с Гамбурга, кстати, вот человек. Да. У нас тут вот есть парочка человек с Германии. Серега Халигали, он был в сторону Бремена живет, этот Стас, вон Гамбург. Я где-то посередине между вами, можно сказать, такое. Ну да. Отличный обзор по Fifine, я только посмотрел. Вот Юрец, кстати, Юрец у нас белорус. Да, если что, если ты его не знаешь. Этот человек, который вот отмороженный на всю голову, он с Белоруссии, молодец, тоже стример, ютубер. Там вот этот God of War сейчас сидит, прям играет от этого Рагнарёк, вот это все дела. Я даже пока что не запустил ни разу. Вот, у меня она тоже теперь есть, но я сейчас... Подожди, сейчас все наиграются, а потом включишь, и красота будет. Они там играют сутками напролет. У меня такой же микрофон. Да, у него микрофон этот, кстати, вот он приобрел. Вот и Юрец пару месяцев назад вроде бы приобрел. Тут весь светится такое. Для меня это чересчур много лампочек. Я бы сидел с этим микрофоном, как дискотека, да. Но у меня мысля была его тоже купить, кстати.
Мне его предлагали, знаешь, за 65 евро, что ли? Или за 59, я не помню, что-то такое. А у меня вопрос, у тебя XLR идет к микрофону, к твоему? Да. И потом куда его подключаешь? Ну, раньше спереди стоял, а теперь у меня сзади стоит в материнской плате. У меня нет отдельного... у тебя получается с XLR на USB? Нет, с XLR у меня идет на 3,5 клинка. Все. Я специально, короче, у меня был, смотри, XLR, у меня был на 6,3, знаешь, который идет на микшер пульт. 6,3 есть такая болванка побольше чуть-чуть. А я потом купил кабель XLR, здесь соединяется на BM-ке XLR, а он там, не знаю, 2,5 метра или сколько здесь кабель длиной. Да, прям хороший. Я его, видишь, по всей руке у меня он идет, и он вниз под стол, и там на нормальной звуковой карте, то есть на 3,5 миллиметра, как и нормальный, как колонки подсоединяешь. То есть ничего особенного такого нет. Просто у меня спереди вот этот есть вход, вот Just мне помогал настройки, вот эти мутить, крутить. Короче, раньше у меня на лицевой стороне компьютера здесь два USB, есть 2.0, 2.3.0, там микрофон, наушники, знаешь, все вот это вот. И здесь у меня когда-то здесь был первый кабель стоял. Потом начались какие-то проблемы, у меня все двоилось. То есть у меня микрофон с рабочим звуком стола на OBS начали прыгать. Такой кипиш был. И потом я все-таки, сейчас вот у меня длинный кабель я этот приобрел, и микрофон подсоединен сзади в компьютер, все нормально. Так, Олег, не спеши, я тоже хотел его купить, сейчас найду, покажешь. Кого покажешь? Кабель или микрофон? Обзор на микрофон, наверное. Обзор на микрофон Fifine. Ну вот, смотрите, короче, вам ссылочку в чат. Злая Зайка, успешного стрима и общения. Зайка, здравствуйте. Виктория, добро пожаловать. Девушка-то наша, вот. Тоже девушка там вообще играет в выживалки, прям жесть. Ну, у нас друзья или стримеры, в основном, кто на канал заходит, в основном все какие-то игры играют. Прям. Юрец, молодец. Вот он, Юрец, быстренько поцелуй Зайку. Такие вот дела. Нет, у тебя, видишь, вот эти вот какие-то вещи, говорю, вот я вот смотрел, тоже его, ну вот Юрец приобрел, блин, он светится, вот я вот с этими RGB-шками, не знаю, как ты к этому относишься, что вот это все светится, моргает, вот твое... допустим, к ПК нормально, у меня сейчас на ПК он светит, он мне как лампа работает, у меня потому что на столе ПК стоит, он у меня освещает тут все это рядом. Да. Но дискотека. Микрофон нет, потому что, не знаю, все-таки он перед лицом, очень близко перед лицом обычно находится. Потому что у меня сейчас микрофон находится, не знаю, в 4 пальца от рта, грубо говоря, вот в данный момент. Да. И он у меня, если бы еще светился, то это отвлекает, очень отвлекает. Потому что я стараюсь брать, простые микрофоны. У меня все микрофоны, которые я беру, они XLR, и идут уже к элегату такой вот аудиоинтерфейсу туда подключается, и самый интерфейс уже к ПК подключается. Я уже на самом могу регулировать звук, добавлять там вот это все. Я просто привык к этому так. И USB-микрофоны, я не говорю, что они плохие, но просто мне привычнее это так работать с этим. Я хочу купить это тоже элегат, вот эту штучку, чтобы микрофон не вставляется. Классно. Я смотрел месяц назад, когда микрофон... Я, микрофон приобрел, у меня там на шкафу лежит микрофон, запакованный тоже, с такой же самой рукой, но микрофон чуть другой. Чуть-чуть дороже минимально. Форма чуть другая, там, да, у него неплохие данные. Такой, не сильно уж прям в сегменте в этом. Я его тоже за него отдал неплохие деньги, как маленькие деньги. Я бы сказал, я говорю всегда на этой вещи, такие бюджетный микрофон. То, что... что еще сказать? Я его взял, все, думал, потому что у меня это что-то хрипеть начал. Я такой, все, блин... А потом начал смотреть всяких вот эти вот на микрофон, знаешь, обзоры, и пацаны там за 300 микрофон, за 200, и там у одного он там 6 сразу показывал, пробовал. Я говорю, в смысле, зачем мне покупать такие за 300 евро микрофон, если у него разница, чем 30 евро микрофон, там, минималочка там, да. Конечно, там вот эти мини-пульт писали, микшер, там что-то крутили, басисты, голос, не басисты. И я потом взял просто вот реально на пару дороже чуть-чуть только микрофон. Он пришел ко мне домой, я еще удивился, что он такой дешевый. Оказалось, я сам поторопился, купил, не дочитал, и там он был, как, знаешь, у нас бэвары пишут. То есть его кто-то уже распаковывал, запаковывал, и мне его отправили. Короче, ладно. Скину в дис. Дело в том, что ребята подзаморочились, протестировали, добавил сравнение акустическую составляющую. И по факту еще в серии самая лучшая по качеству звук именно K669.
О, К669 это Фифани, я думаю, да? Мне же говорил когда-то. Ну, видишь, тоже, допустим, насчет эти системы, которые вот аудиоинтерфейсы, ты говоришь по поводу Elgato. Я брал Elgato, потому что у меня раньше был другой микрофон, у меня был от компании Shure, а он очень прожорливый, ему надо очень мощности много. Или покупать такой, как усилитель, который тоже стоит, там 80 евро. Да. Вот, или же я брал такой, который он потянет его. И у меня раньше был Shure микрофон, он у меня ближе к рту был, и тогда нормально, звук у него просто вот настолько, знаешь, как вот смотришь подкаст, слушаешь подкасты, вот подкастовый вот голос такой вот. Ну, не динамический, просто. Да, где ты говоришь ровно в него, да. Динамически плюс говорили того, пацаны. что комната, видишь, не предназначена для, звукозаписи, она от эха, от стены отражается. У Шура этого, не чувствуется. Ты четко разговариваешь, не слышишь вот это эхо. Да. Но так как я потом переделал немножко свой стол, получается, у меня был угловой стол, я сейчас поставил просто стол побольше и поставил на него комп. И у меня микрофон стоит и у меня ноги не хватает. Тренога, это не тренога, как он, штатив, его не хватает, чтобы дотянуть до рта, потому что мне монитор мешает. И поэтому мне пришлось брать не динамичный а другой микрофон, который улавливает все эти звуки. Да, ты вот этот с рукой взял, то есть у тебя также он в свободном доступе, как и мой, висит. И да, только у меня он за мониторами там, получается, мне надо его вытягивать. Да. Но опять же, я не знаю, то есть у тебя там шумоподавление на OBS включил, там еще пару вещей, усиление там или что, и все нормально же, да? Это да, это все можно строить. Но у меня сейчас в данный момент вообще звук полностью не обработан. Как он есть, так он есть. Вот с этого микрофона. Я ничего не включал. Ну, видишь как. Вот. Я даже не знаю, как я там звучу. Нормально. Насчет Шура я знаю, как он звучит. Этот еще так тоже у меня. Шур у них такой студийный. Я смотрел, как там Шур, там вот эти вот 57Б, или как они там называют. То есть у них у всех... SM7B, да. Или 7Б вот эти вот. То есть мне там смотрел, говорят, все подкастеры им пользуются, там микрофон стоит, они так говорят, там как будто, знаешь, у тебя вот эти стены все вот этим вот поролоном обклеены, то есть как студии такой, прям все, никаких шумов нет. Ты говоришь в него, как динамически прям в него говорить надо. Блин, вот у меня микрофон, он бывает иногда так рука, иногда вот так. Там, если бы я вот так все время сидеть в него, особенно если еще в игру играю, там сконцентрируюсь, то есть у меня, не всегда расстояние вот это вот одинаковое. То есть мой микрофон, конечно, он иногда может там какой-то мусор лишний ухватывать, я не знаю, но в том плане, то, что мне не надо прям в него говорить, то есть я могу и сидеть и 10 сантиметров от него, и 15, и мне может быть тоже слышно. Это то, что он самый дешевый еще, да, то есть он там 20 евро стоил или 25, 20, наверное. Со всеми причиндалами причем, да, то есть у меня кабель отдельно на микрофон стоил половина цены всего комплекта, как бы, да, вот сам понимаешь. И это такая штука. Шур все там, подкастеры используют, давайте, только самые хорошие. Хотя парни говорят, это опять же для чего ты им пользуешься, да? Ты, допустим, ты, допустим, сейчас тоже перешел, там, да, у тебя сейчас другое. Ты попробовал то, попробовал этот, сам тебе уже есть с чем сравнивать. Да, конечно. Есть. Но все равно я скажу, что Шур мне больше всего нравится по звучанию. У него такой вот теплый голос получается, без обработок, без ничего. Если его еще обработают, то там вообще просто идеально будет звучать. Но опять же, он должен быть близко около рта. Да. И мощная система, которая потянет его. И опять же, он стоит еще тоже немало. Больше сотни, да, он стоил что-то? 389. Ёп! Что ты делал? Пол компьютера моего, что стоит? Пол компьютера. Нифига себе. Какой контент у гостя? Можно ссылку? Ссылка в закрепе в чате, Саня. Гость делает обзоры на всю... вот, кстати, у тебя сейчас на фоне, видишь, два монитора и этот... Я выключил, подожди, да. Крепление. Да. Это крепление. За счет вот этого монитора второго, который, получается, горизонтально стоит. Да. Вот из-за него я не могу близко подтянуть. Он мешает немножко, поэтому мне приходится... у тебя один монитор, ты его перевернул как под чат или что это идет там? Нет. Это как второй, да. Да, у меня-то они одинаково, то есть два кирпича вот так вот лежат. Да. То есть, кто-то, я видел на Твиче стримеры, у них такие же два, как у меня, и один еще третий, как бы его переворачивают. Сверху, да? Как смартфон, да, и там чисто чат, и на него чисто чат растягивают, да, то есть отдельно. А у тебя... у меня, видишь, если бы я еще делал, допустим, стрим, тогда да, это под чат полезно. А так я, допустим, у меня как второй, если я монтирую на одном,
то на втором у меня, допустим, интернет открытый, мне там, ну, чтобы быстрее это было. Но он у меня в данный момент, допустим, выключен. И я его использую только тогда, когда он мне нужен. Да. Ну, он мне не просто так все время работает. Да. Саня Хирс, вот, пожалуйста, зашел в чат тоже, да, вот модер. Он как раз таки второй коллекционер, то есть Серега, вот Саня. И да, Саня, гость тоже с Германии, только с юга теперь уже сам на юге Германии живет, юго-запад, такие вот дела. Тут сейчас подожди, мы еще с ним поговорим. И, короче, приеду через месяц к нему, как к тебе приезжал в Гамбург, поеду к нему записывать. А то, блин, кто знает, а вдруг у него там что-нибудь интересное есть вне стрима, вне камеры, вне дискорда. Привет всем! Ой, Базукич здесь. Да. Вот такие вот дела. Да, и вот, блин, ну слушай, техника, как смотришь, техника внушающая. Мне вот эти вот... Свет понравился. Я, если тебе его посмотрю так вживую, ну, блин, прикольно. У меня просто вот этот круг висит, какой-то тиктокерский вот этот круг. Я прям повесил на стенку, прям сверху мониторов, круг подсветки. Как бы хватает, нормально все. Я говорю, смотрю, у тебя там ну, справа и слева. С другой стороны, когда записываешь, так возле компьютера, я видосы смотрел, то есть я сразу как бы не видел вот это именно картинка, то есть равномерно такой свет, такой, ну, клево, то есть уже... Не, эти классные штуки мне тоже не очень нравятся, и также ты можешь тональность настроить, или холоднее свет сделать, или потеплее, и плюс это все еще управляется с телефона. Так же самое. Ну, допустим, у меня на ПК нигде ничего не стоит, я просто нажимаю на телефоне, у меня они включаются. Потом нажал, они отключились, и все. Снег вообще профи-ютубер. Да, Снега есть определенный стаж, скажем, на ютубе. Вот так. Есть у нас, говорит, Арфарунг, ну, стаж, там, да, все. Он уже не первый день здесь и знает какие-то вещи. То есть, ну вот Снег, вот Базука, ты его знаешь, что по-любому. Да, Базуку помню, да. Так да, и опять же, до этих всех вещей я все так же сам доходил до этого всего. Ну как, вот ты вот смотришь, как, допустим, летсплей, как я начинал на прошлом канале, смотришь, они вот сидят, и они себя снимают и играют. Как мне это сделать? А играл я не на ПК, а на консоли. Вот как мне вот это все сделать? И сидел, выдумывал, ставил камеру, брал диктофон, маленький диктофончик покупал, брал петличку, подсоединял ее к стакану, скотчем приматывал. Сидел, все это на раз, два, три синхронизировал звук хлопками. Потом это все сидел, записывал, и потом у меня вот этого дофига материала, где звук, где отдельная камера, где отдельная игра. Все это внес к ПК и сидел, это все монтировал. И вот так вот летсплей делал. А потом как-то доходило. Раньше же не было таких программ, которые ты вот запустил, и у тебя все сразу. И камера, и это, и то, и то, и то. Да. Поэтому, да, раньше было немножко по-другому это все. Раньше еще надо было работать, сейчас уже обленились, и все прям на полуавтомате работает такое. Он спрашивает тебя, Саня, какой город в Германии? Раштат. Ну да, знаем. Это реально прямо низ. Ну, город такой, я там, блин, давно был уже, это прям. Он прямо у тебя граница Франции, прямо. У меня вот здесь у меня карта, вот здесь прям, да, вот Карлсруэ. После Карлсруэ километров 10-15, там уже это прям Раштат. Я там был давно. Да. Я раньше, просто если ты не в курсе, я раньше дальнобойщиком был, да. То есть 13 лет назад я на фуре там у вас на югах был, я в Фрайбурге был, рядом Фройденштадт был, часто разгружался там, да. Хайдельберг, вон там, да, этот, ты еще. Людвигсхафен, кстати, тоже, да, вот, не один раз был. Как бы Раштат, да, знаем такой небольшой городок, как бы, ну, там реально, то есть в этом городе человек живет вроде бы в Германии, сел на автомобиль, там 5-10 минут, он уже во Франции оказался. Вот такие вот дела. Ну, 15 минут, грубо говоря, да, ты уже во Францию уезжаешь. Там есть городок такой с магазинами. Да. Ты въезжаешь во Францию, и там такой городок, он такой, как стеной обделан, там разные магазины. Да. И вот туда 15 минут оттуда ехать. Там все дело. То есть, ну, у нас, конечно, нет, мне до Голландии надо 2 часа почти ковылять. У меня так друг на другой стороне Баварии живет, граница, Чехия, да? Тоже в автомобиль садится, 10-15 минут он в Чехии, да? У тебя Франция здесь, он в другую сторону Германии как бы едешь совсем, да, на восток туда. Получается, я к нему приезжаю, в автомобиле сели, там 15 минут, мы уже в Чехии. Все, нам тоже магазины, заправки, все вот это, как, ну, сам понимаешь, что. У нас всегда приграничные города, жизнь совсем другая, чем в середине Германии. А мне как бы, блин, до Чехии мне вообще далеко ехать. До Голландии тут, 2 часа на автомобиле. Сейчас у нас автобан достроили кусочек. Там я 1,5 часа могу в Голландии уже быть. Тоже свои приколы есть. Ну, я за 3 часа доезжаю до Амстердама, скажем так. В 3 часа я в Амстердаме.
Ну, тоже хорошо. Амстердам вообще самый любимый пока еще город в Европе. Вообще Амстердам мне еще ничего не переплюнуло по моим эмоциям, скажем так. Это Ну да. аутлет-магазин. Да, скорее всего, аутлет-магазин. Ну, такие тоже есть. Там, приграничные там какие-то, если дискаунты, там, я не знаю, там. Тоша, привет. Базукич, да, Базукич Антон. Такие вот дела. Не мешайте, ем суши. Ты чё, блин, я вчера ел суши, он сегодня суши ест. Вот суши ешь, не бей баклуши, ешь суши. Такие вот дела. Есть что красивее Амстердама. Есть, всегда есть. Всегда есть, Саня, всегда есть. 3 часа и Олег на улице Красных Фонарей. Юрец, именно так. Я скоро поеду, вам запишу. У меня теперь есть GoPro же. Я то на iPhone записывал, а теперь у меня и iPhone, и GoPro. Я на iPhone пишу, у меня жене даю, короче, GoPro, говорю, давай, учись. Там стабилизация, ну, шикарнейшая. Просто прям. Да, да, Она классно они такие сделали. вещи делает. Еще вот это, знаешь, когда горизонт ты можешь затормозить. Да, Фиксируешь да. горизонт, но это просто сказка, песня. То есть там даже... Ну, допустим, в этом в Осмо третьем так, та же самая фишка есть, но ты когда ее на 360 перевернешь, то у него горизонт слетал. У GoPro нет. Не, у Чётко GoPro я работает. крутил вообще. Если хватает линзы света, вообще пофиг. У меня в темноте начинались такие полоски искажения. Были, короче. Я один раз попался на этом, записывал, где малое освещение. Так, Олег, я только этого и жду. Юрец, я обязательно запишу вам Амстердам. Обязательно. В Гамбурге я у Сашки был. Красивее Гамбурга, только Гамбург. Видите, каждый свое хвалит. Для меня в каждом городе есть что-то особенное. Амстердам я запишу. Нет, с GoPro, я говорю, так попался, где света мало было, она этого побоялась, особенно когда фиксирующий был горизонт. Теперь я горизонт, в принципе, где очень мало света, не фиксирую. Просто ставлю стабилизацию на первом, на втором уровне, и нормально. Остальное все доделываю через монтажную программу. Потому что если сильно делать вот это, знаешь, как вот стабилизацию, если на мощную ставишь уровень, она тоже чувствуется. Я это вижу. Ну, когда она начинает коррекцию делать, GoPro-шка, и для меня это видно. Это прям не очень. То есть я лучше наставлюсь на первом уровне, чтобы качество видео сильно не портилось. Не, ну да, правильно. Подожди, кто там, Базука спрашивал насчет лучшей камеры. Ну, скажем так, GoPro сейчас идет к тому, чтобы GoPro было для влогов камера. Одна из лучших. Одна из лучших. Она Да, не но- самая лучшая, нет, это я не говорил никогда, ребята, но она определенное свое качество приносит. Вот Снег, он как человек, который тестирует технику, вот скажи свое мнение по этому поводу. То есть у тебя это было... Ну, у меня она есть до сих пор. Ну, есть, я имею в виду, то есть ты пробовал там DJI, вот этот Osmo, вот этот DJI, да, они же тоже как бы по-своему хороши, но... Ну, скажем так, лучше, чем какой-нибудь, вот ты говорил про Sony Alpha, этот ZV E10L. Да, Конечно, вот эта камера будет поинтереснее, и она будет снимать лучше. для чем влогов, GoPro. да. Да, для влогов. Потому Да. что она именно думана для того, чтобы снимать свою картинку. GoPro, допустим, если ты чаще занимаешься каким-нибудь моментами, допустим, на машину крепишь камеру и снимаешь какие-то моменты, допустим, там в бассейны, озера ее и таскаешь. Активные виды спорта. Активный вид жизни вообще у тебя, плюс еще дополнительно ты снимаешь влог, тогда да, GoPro хорошо, потому что, допустим, вот эта Сонька, которая вот ZV, она там и стоит где-то что-то в пределах 800, по-моему, евро. GoPro будет подешевле. До сих пор еще. Да, до сих пор еще. До сих пор она... GoPro будет дешевле, естественно, обойдется. GoPro сейчас идет к тому, чтобы стать, типа, вот как камерой для влогов. Раньше она не была, потому что у нее были очень плохие микрофоны. Сейчас они это пофиксили, и сейчас намного лучше вообще записывают. Конечно, можно взять дополнительный отдельный микрофон опять. Но это навешиваться, чтобы просто пройтись. Знаешь, в влоге же обычно как получается? Ты взял камеру и пошел, у тебя есть что сказать, ты сразу хоп и пошел. А тут так, чтобы тебе еще дополнительно одеть микрофон, отдельно это, отдельно то. И, знаешь, уже забыл, что хотел сказать, и да ну нафиг. Да. Но я столкнулся с той проблемой на GoPro, медиамод одел, рамку эту, где микрофон стоит. И я так... С ней фигово. Я так разочаровался, я именно по этой хрени, я и хотел продать GoPro, честно. Теперь, короче, я купил, у меня же петличка, знаешь, там есть TRS, TRS,
и с этими Да. делениями, да. То есть переходничок купил на петличку, и чтобы я для чего ее купил, чтобы на мотоцикле записывать звук, ну, как сказать, с микрофона сразу напрямую в GoPro, да. Ну да, ты сразу едешь на мотоцикле и спокойно сразу говоришь. Чтобы на одну дорожку было сразу на видос. И тогда мне будет в 300 раз быстрее и легче монтировать какую-то классную вещь. А парень Sony Boy еще какой, Саня? Он Sony Boy, это он делает обзор на Xbox. Он Sony, у него Сонька PlayStation 5, успокойся. У него Sony PlayStation 5, он у нее тоже так же играет. И я начал пробовать все. Теперь медиамод, короче, мне человек подсказал, он говорит, есть там переходничок, я купил маленький короткий Правда, у меня теперь метровый кабель, надо будет его куда-то прятать при записи, но я теперь наконец-то могу, как нормальный белый человек, записывать на GoPro летом, да, то есть 1 к 1 сразу с петлички на камеру. Ура, ура, поздравьте меня. И это работает, я проверял. Это да, это классно. Это очень круто, то есть он берет медиамод рамку, там у тебя 3 выхода, да, и переворачивает камеру, вставляет на каску, все подсоединяется, все работает, все круто. Раньше этого у меня не получалось, нифига, я отдельно записывал, короче, взял, у меня дешевый смартфон есть, там, Honor какой-то там, да, я на него прям записывал на петличку звук, да, как дорожку, и на эту камеру записывал видос, и потом это все подгонял и монтировал, представляешь, вот эта вот резня какая. Да. 3 года вот так вот прошло. Ну вот, наконец-то теперь, надеюсь, со следующих в этих самых... Сейчас мне надо крепление это все разработать, подогнать, подставить. У меня несколько шлемов, понимаешь? То есть мне надо под каждый шлем теперь отдельное крепление настраивать. Я боюсь, то есть 700 евро камера, блин, ну, 700 евро такая, там у меня шлем стоит там с пару сотен, камера стоит ужасно дорого, как бы, ну, сам понимаешь, да. Надо ее аккуратнее быть, беречь. Блин, кто там ломится? Не ломитесь ко мне. Такие вот дела. Алекс спрашивал насчет коллекционера. Нет, у меня просто Series X, Xbox и PS5. Все. Да. А так я Sony Boy, если что. Так что тут ты точно ошибся. Я наоборот, и больше за Sony топлю. Да. У него, кстати, вот... Я, кстати, об этом говорил там какое-то время назад. Саня, зайдешь, потом стрим пересмотри. Он реально, то есть PlayStation... 5 есть, играет, все хорошо. Наш человек. А то он такой, Xbox, не, все не пойдет. Ну, я уже понял, какой намек, потому что я с ним общался уже. Я к нему и в гости приезжал. Мы тоже так на стримчике у нас такой же тоже был такой видосик на специальный гость. Он у меня был один из начальных. То есть Базука тоже, кстати, у меня был, Антон, здесь на специальном гости. С ним тоже общались. Как-то да, как-то вот так. То есть здесь, блин, такая штука. То есть, ребята, попробуйте, кому нужна какая-то экшн-камера. Конечно же, лучше взять GoPro. Но если вы хотите записывать не экшн, а что-то другое, то есть камеры, конечно же, соответствующие. Но я пробую в этом плане, то есть я пытаюсь GoPro использовать, чтобы прям, знаешь... Ну, как влог-камер тоже беру ее сейчас, работает, все нормально. Единственное, мне потом подсказали на обработке, я просто звук чуть-чуть поднимаю, там, баса, знаешь, и все, и звук идеальный, то есть без всяких этих, да, без петличек даже. То есть на оригинальном микрофоне GoPro. Чего раньше в GoPro 8 и 7 нельзя было сделать так просто, да. Да. Раньше было совсем все. Я все время боялся. Звук вообще очень плохой был. Да, на 8-й GoPro я вот смотрел одного блогера долго, я еще до сих пор за ним наблюдаю, кстати, с твоей родной стороны, с Латвии, да. Не буду делать рекламу, я надеюсь, ты знаешь, про кого я говорю. И он все время, GoPro там 8-9, он, камера, когда работает, она нагревается, вырубалась. Да. Один раз я это тоже на моей, даже на 11 уже поймал. То есть, а у нее, короче, когда сбой происходит, просто открываешь крышку, дергаешь за аккумулятор, вставляешь аккумулятор на место и поехали, да? Такой резет, иначе толку нет. То есть, она у меня замерзла такой на экране. Ты нажимаешь что-то, включить, там дальше поехали. Не работает. Нифига не работает. Ну, бывает. Ну ладно, это тоже можно избежать, если ты в 4К просто не будешь снимать контент и все, она не будет так перегреваться. Да. Там же по идее как, из-за чего GoPro эту 11 из-за чего так разошлась? 5.3К, это же одна из единственных такая, там 5.3 мощно может делать, и новая фишка, которую я еще до сих пор не пробовал, что я могу эту камеру поставить как вебку, да? На стрим здесь, и как бы через нее. Я не пробовал еще, но у меня это в будущем есть в плане попробовать. Просто проблема в том, что сам аккумулятор оригинальный, который они хвалили, что он будет 10-15 минут дольше работать, слабоватый. Но он реально много не тем. У меня китайская камера может 2 часа писать.
да, без тормозов, без выключения. Ну да. GoPro через 40 минут, если повезет, скажет тебе аривидерчи, а то и через 30, смотря в зависимости от температуры вокруг этой камеры, да. Я уже все попробовал. Ну такие вот дела. Но Xbox у меня тоже есть. Базука, слушай, я тебе скинул там камеру, да, название. Ты просто посмотри тесты, она будет дешевле, чем GoPro. И она именно предназначена для влогов, потому что у нее есть стабилизация. Допустим, если ты будешь во время ходьбы идти разговаривать, у тебя картинка будет все время плавная. Она такая вот как палка, она вот это все. Ну, посмотри, я сам ее лично не пробовал, тут я завериться не могу, потому что я ее не тестировал, но я знаю, что вот эти DJI Pocket, которые, они вот для влогов очень хороши. О, да, кстати, такая прикольная. Где вот такая она крутится, да, такая камера маленькая на ручке? Да-да-да, она маленькая, а у тебя палка такая стоит, типа ты держишь ее, и у тебя маленькая камера, она сама вот крутится как на стабилизации. Да. А вот они чисто для влогов, и она будет дешевле в 2 раза, чем GoPro. Да. Да, это, кстати, да, я видел такую камеру. Единственное, что, знаешь, там же был Pocket Osmo, называется она, да? А потом еще была Pocket Osmo, вторая часть как-то от нее. И... Ну, сейчас вот Pocket 2 она считается, Pocket 2. Да, вот я еще первую модель как-то застал, мы приезжали, байкер один, я стою с айфоном записывал, он ко мне с этой камерой идет. Она прикольная была в плане стабилизации, то, что он там кнопочка, знаешь, нажимал, камера такая крутится, такая, блин, нифига себе. Но он тоже сказал, то есть, поскольку она очень маленькая, аккумулятор, блин, он как бы сказал, по времени, блин, слабовато было. Но он просто взял выход из положения, он просто купил Powerbank дополнительно, то есть он снимал с ней 20 минут, подсоединил ее к кабелю, подзарядил и снимает дальше, как бы, да. Я в этом плане, когда увидел вот этот, сперва было на Соньке, вот этот с ручкой, да, что ты, ну, ты понял, у меня там ручка для Соньки берешь, когда Creator Mod, Sony ZV-10, вот это все, круто, блин, у тебя же аккумулятор, у тебя же штатив сразу получается. И когда на GoPro говорят, вот, Creator покупаешь, у тебя как Powerbank, все, ребята, я такой, берем. Вот я у Алекс Хирса, мы были в Гамбурге, я возвращаюсь домой, и на следующий день я ее покупаю, да, ну, в том году. Так что, кстати, слышал про наушники 360, вот он, кстати, у него наушники, обзор Corsair Virtuoso, блин, на Wi-Fi, все дела, короче, ребята, кто не в курсе, я вот вам сейчас ссылочку быстренько кидаю. А я стараюсь, кстати, все практически, которые делают на наушники, все на беспроводные. Круто. Я беспроводные, знаешь, какие Sony у меня были беспроводные. Давно я просто больше люблю беспроводную технику, поэтому так как мне нравится, поэтому я стараюсь больше на беспроводную делать. Мышки, клавиатуры и наушники. У тебя еще там, смотрю, микрофон стоит Rode прям, но он до сих пор у тебя тот же самый? Подожди, какой именно? Где? Тут стоит, нет, уже другой. Ты этот уже продал, да? Да, это продал. Ну и как он тебе был? Я такой смотрел, это с этим паучком. Он очень классный микрофон, кстати. А даже продал? сейчас, вот сравнивая за какие-нибудь дорогие, он очень хорошо снимал. Ну, записывал звук. Это же который за 149, или сколько он там стоит? 180? Да, что-то такое, по-моему, 150. Это же этот RT NT1 мини, или как он там называется? Да, не мини, просто NT1. Да. Я вот его видел совсем недавно, но что-то не рискнул. Хотя я сейчас включаю видос, и, блин, видал, как узнал? Поздравляю с 1100. Спасибо большое, Орлан, от души. У меня Philips беспроводный, Юрец, Монтон, спокойной ночи, благодарю, что присутствовал, очень рад. Сорян, я Крак собор Apple, что-то, короче, там, да, Apple. Ага, понятно. Apple, так я раньше вот на Tevit записывал звук, а сейчас я все видео записываю на петличку. У меня петличка, и все, я на нее записываю звук. Да, петличка, вот, ребята, я не знаю, кто как микрофоны покупает, за сколько денег. У меня микрофон, этот, блин, самый дешевый, и петличка у меня стоит 8 евро. Вот, я не знаю, я тебе сейчас на камеру вот так вот поднесу, увидишь там что-нибудь? Нет на сумочке, видишь название? Лен, дам, вот этот вот, да? Сейчас у меня задержка. Ну да, сейчас будет. То есть ничего особенного в этой конторе-то нет, как бы таковой. Это не Rode, это не Philips, это не Сонька, да? Но она стоит своих денег, то есть я ее купил и сразу несколько, еще даже в Россию подарил, чеканогу отправил такую же. Мне что нравится, у нее кабель длинный, и на петличке, то есть когда смартфон вставляешь или в камеру, у тебя еще отдельно 2 выхода на 3,5, то есть, да, не просто петличка ты вставил, забил вход, а ты эту петличку вставил, там у тебя выходы на наушники отдельно дополнительно, да? То есть ты же забиваешь в смартфоне, как бы, да, вот этот гнездо. Ну да. Да, и у тебя здесь, получается, на кабель отводной еще есть отдельно. То есть ты можешь ставить петличку и подсоединить наушники. Вообще красота. И стоили 8 евро, что ли. Ну, нормально. У меня петличка от Rode. Да? Ну, она, конечно, стоила не 8, да?
Нолик добавь только. Ну, я только хотел сказать, потому что название Rode это как в микрофонах, как Mercedes, ну, почти, да, я сравниваю. То есть там уже цена сразу другая, ну, блин, пишет. И вот этот, я у тебя заметил, вот этот паучок, вот этот вот, да, фильтр стоит такой, блин, Rode. Но это весь комплект был у Rode, вот этот весь комплект, он стоил 150, по-моему, там был микрофон, там был этот паучок этот, который, и плюс еще этот поп-фильтр. Да. В данный момент у меня сейчас поп-фильтра нет, у меня как типа он есть, но он такой металлический на самом микрофоне. Я вот, ну, не ставлю такие дополнительные. Если с микрофоном идет, окей. Если его там нет, то не надо. Да, но с другой стороны, блин, как бы ни было, все равно, видишь, на петличку пишет, там, работает же, что такое. Работает, и не надо за 300 евро микрофон уже, да, как бы петличка есть, и ты тоже доволен. Да, в том плане, говорю, вот я поначалу тоже только петлички смотрел, у нас там знакомые, знаешь, есть такие квадратики, такие коробочки, там, где прям микрофоны Rode вешают, в Airoslan, такие 2 коробки и 1 приемник. Ты приемник подсоединяешь к камере, у тебя 2 квадратных таких, ты прям на футболку здесь вешаешь. Они выглядят просто ужасно, страшно. Для меня как 2 кирпича маленьких. Но они как бы микрофоны эти родовские. Я не помню, как они называются. Стоит это все богатство 300 евро, что ли, или чуть больше. Выглядит просто, ну, ужас какой-то. То есть их в основном вешают, когда вот я видел, люди записывают влоги какие-то или контент, и там одного на футболке, второго. То есть когда сразу 2 человека говорят, чтобы не в один канал, да, то есть 2 в одно устройство запись звука шла. Ну, у меня такие же коробки, только не от Rode. У меня от Rode были, я их продал. Я взял от DJI. Тоже маленькая коробка, но я ее не на нее записываю, а к ней петличку подключаю. Да. И она у меня на штанах она висит, и все. Ну, как бы как это, приемник, как называется, да? Да, приемник. Я могу напрямую к камере подсоединить сам датчик, и у меня будет идти напрямую в камеру звук. Или же я могу на само устройство записывать, он как диктофон работает. Я делаю так, потому что я потом могу, скажем так, если мне вдруг надо какой-то звук с камеры взять, то у меня будет отдельная дорожка со звука с камеры, или же у меня вот отдельный звук, который с петлички записан был. Я их подгоняю, и все. И потом, если вдруг мне что-то надо дополнительно, вот какой-то звук, который на камеру записался, на петличку нет, то я это могу сделать. Потому что я в любом случае потом уже звуки обрабатываю. Ну, да, это сейчас тоже такое дело. Ну, посмотрим, мне будет очень интересно посмотреть. Слушай, Хирс, он просто богатый немец с отпуском в Дубае. Хирс вообще, слушай, Александр. Я просто работаю на 2 работах, как черт, и коллекционер. Света белого не вижу, а так? Да, ну у нас что-то есть похожее. Я тоже на 2 работах. Не всегда, правда, но бывает такое, не без этого. Но как бы некоторые вещи охота себе позволить, а с одной работой это не всегда конечно. работает. Тем более я телефон в кредит не покупаю. У меня уже давно это уже отошли от этого. То у нас некоторые товарищи даже телефоны в кредит покупают, уже до этого дошли. Так что Хирс еще тот чувак. Нет, про снега. Снег. Да нет, снег в Дубае не живет. Снег в Германии. Хотя в Германии снега нет, но сейчас на данный момент у меня на стриме снег есть, и он в Германии. Как бы, я сколько вот тут? С 18-го года всего. Всего. Он еще даже не немец, в принципе. Но хотя... Я русский латыш. Русский латыш живет в Германии. Ну, слушай, прям как ситуация с анекдотом каким-то, да? Юрец он нет. Вудман. Олег, да я шучу, но цена... Не, нормально все, Саня. Мы же понимаем друг друга, ты что? С другой стороны, жадный платит 2. Вот смотри, вот ты правильно написал. Ну, жадный, говорю, скупой платит дважды жадный. То есть, если ты там где-то сэкономишь на технике, она все равно потом тебе подведет, и тебе придется идти покупать дороже. Лучше 1 раз нормально заплати и пользуйся ей лет 10, правильно? То есть в этом плане, конечно, да. Я также с кроссовками делаю. 1 раз купил кроссовки, зато хожу. Это да, это я тоже уже обратил внимание. 6 лет в них ходишь, зато нормально все. Правильно, да. Что покупать за 20 евро, все равно их через полгода выкинешь. Я взял 1 раз... Все, и 6 лет отходил. Насчет техники я тоже уже убедился, и не 1 раз, что если там где-то сэкономить, то можешь потом попасть еще больше на деньги. Потом тебе еще скажут, так на этой технике всего месяц гарантия, знаешь, типа, и потом еще откажут, накроется через полгода. Да. А там взял какой-нибудь Rode, у него и гарантия 2 года будет. Rode... Если вдруг что, они тебе и поменяют, или деньги через 2 года вернут без проблем. Кстати, ты Rode покупал, ты прям напрямую через страницу, или все-таки в магазине пришел? На Амазоне. Окей.
Потому что, ну, есть там, ну, напрямую кто-то заказывает. У меня так знакомый брал вот, знаешь, Тойфель, вот это музыкальные колонки, да? Да, И они берут напрямую Тойфель, допустим, ну, они у нас в определенном сегменте здесь стоят, то есть очень дорого, как бы, для... Да, Тойфель я знаю. То есть я просто дам какая-то система от 2.0, там, заливаю чуть не 1000, я такой, чего? Серьезно? Недешево. Ну, не, ну, допустим, я смотрю, скажем так, глобально по разным интернет-магазинам, и где дешевле, там и покупаю. Да. Мне как... Да. И часто на Амазоне бывают какие-нибудь варианты с ценниками, или же... Также сервис мне нравится на Амазоне, если вдруг что, там, 2 года мышкой пользовался, хотя у нее гарантия физически год, официально, если покупать. На Амазоне через 2 года ты ее можешь поменять, тебе на новую дадут или вообще деньги вернут назад. Ну, новую дадут через 2 года, вообще шикарно, да? То есть... Да. Нифига себе. Насчет этого там как бы надо смотреть по магазину. А так напрямую я стараюсь не брать, потому что у них чаще всего это проблемно потом или сдать, или еще что-то. Там они там скажут, нет. Допустим, у знакомого было, он купил мышку напрямую у Razer, и они ему говорят, мы вам пришлем другую взамен, но сначала пришлите нам эту мышку. У него она и так поломалась, так ему еще надо ее отослать. Он на это время, там, 2 недели был без мышки, потом ему прислали только другую взамен, ну, новую, естественно. Но он какое-то время был без мышки. Тут на Амазоне я напишу, у меня не работает товар, мне присылают новый товар, а потом я только старый отсылаю им назад, и все. Клево. Ну, все-таки идут навстречу, какой-то там колланс делают, или как там. Ну, конечно, они же все равно должны, чтобы работать по максимуму на покупателя, чтобы покупатель был... еще, я, знаешь, такое, думаю, как-то, ну, мне даже один сказал в магазине, но большинство молчат, то есть они боятся, что где-то ты негативный какой-то отзыв напишешь, там, да, есть негативный бивертунг, и как бы, блин, лучше как бы мы как-нибудь ему пойдем навстречу, но есть такие, которые навстречу себе не хотят идти. Есть. Ты по-любому... Я парочку раз компаний таких столкнулся, и я уже решил для себя, что я, допустим, в этих интернет-магазинах покупать ничего не буду. Вот. Поэтому, да, я убедился на своем личном опыте. Я помню, я там с видеокартой очень долго с ними колупался. Потом они, в конце концов, мне деньги вернули, но это было очень долго, это очень муторно. Они мне, главное, присылали мою же видеокарту постоянно. И говорят, мы вам заменили на новую. Я говорю, ну как вы можете мне, что вы мне говорите? У меня, главное, все пломбы были сняты, все эти наклеечки, знаешь, с видеокарты? Да. И 3 наклейки я забыл, потому что они были так четко наклеены, что я их не увидел. Это на вот лопастях, вот на видеокарте, вот на самом этом кружочке, это были 3 наклеечки наклеены. Да. Я отсылаю им назад, они мне присылают мою же видеокарту. Говорят, мы поменяли на новую. Я смотрю, все наклейки сняты, кроме тех. Я беру... точку делаю на наклейке, иголочкой делаю точку, отсылаю им назад и говорю, нет, у меня не работает видеокарта. Они мне присылают опять назад и говорят, мы вам заменили. Я смотрю, я вижу эту точку, которую я сам же поставил иголочкой на этой наклейке. То же самое. То же самое мне присылают. Они просто берут там, вставляют такие, знаешь, на видеокартах затычки сбоку. Да. Типа, ну, куда-то порты этих HDMI, DisplayPort. Закрывают как бы этими... Они закрывают и говорят, мы поменяли. Я смотрю, это же моя видеокарта. Я говорю, да вы издеваетесь? Я с ними очень долго колупался. В конце концов, я еще деньги херово тучу от них сдал. Они говорят, ладно, все, мы вам вернем деньги. Мы вам выслали. Месяц проходит. Я говорю, подожди, а где мои деньги? А мы вам выслали? Я говорю, так нету. А можете, пожалуйста, показать, на какую карту надо было скидывать? Я говорю, подождите, вы мне сначала скинули, а потом спрашиваете? Я говорю, вот на эту. Они говорят, нет, мы на нее скинули. Я говорю, ну мне деньги не пришли. Обалдеть. Наверное, мы не туда скинули. Надо ждать, пока мы вернем эти деньги назад, и только тогда вам скинем. Да. Я говорю, подождите, а я-то тут при чем? То, что вы куда-то не туда скинули, вот это все, знаешь. И в конце концов, пока я не начал уже, я говорю, ну ладно, если так, можно через суд это все решить побыстрее. Они мне моментально, чуть ли не за неделю деньги скинули. Да, знать надо, на какие точки надавить, потому что так вот они просто ищут каких-то, говорю, чтобы прокатило, да, блин. Вот вы даете, да, это хорошо пометил, так бы не сделал какие-то точки, не додумался. Они потом тебе сказали, ну все, что-то, у тебя гарантия пошла или прошла, там, или что-то. Найдут все время отмазку какую-нибудь. Тебе спрашивают, какой жанр игр самый любимый у гостя? Ой, нету такого, чтобы любимого жанра. Есть чисто любимые игры. Вот так вот. Даже так. Ну, это тоже там, допустим, вот как вот... Саня коллекционер, кстати, у него игры есть, блин,
Вообще по алфавиту прям сортировал, представляешь? Так что какая у тебя прям, давай прям с этого. Ну прям. вот у меня из любимейших это вот, ну это опять же это все будет Sony эксклюзивы, Да. но это вот серия Uncharted, я очень люблю и перепроходил, выбил платину на всех частях, потом также Last of Us мне нравится такого типа игры, но также мне нравится опять же и Forza на Xbox, допустим, гоночки. Также, ну, у меня нет такой, как определенный вот жанр только такой, и все. И я люблю разного типа игры. Вот сейчас вот я фанатею с Хогвартса, потому что я поклонник вот вселенной Гарри Поттера, и для меня это просто игра вот такой, знаешь, как глоток этого всего. Я там просто с каждого с каждого этого элемента я просто фанатею. Я тоже ее сейчас прохожу, но вот именно, чтобы на 100% всех ачивок достать. Фильмы насмотрелся, книжки начитался, теперь можно еще в Гарри Поттера поиграть, вот так скажем. Да, это было, наверное, в свое время, мне одна из первых книг вообще, которую я с начала до конца прочитал. Мне вообще было сложно заставить в детстве почитать, и это была вот одна из книг, которые я сказал, что, ну, маме пришел и говорю, вот я хочу читать, она говорит, наконец-то, скупила все, что было в магазине. Ну да, вот в этом что-то есть. У меня тоже так книжки, чтобы подобнули мне под книжки, это прям, ну, тяжело будет. Это прям тяжело. То есть я вот какую-то литературу, скорее всего, по ремонту мотоцикла буду читать, чем Достоевского. Ну, блин, есть такое. А так, ну, видишь, тебя затянуло. У меня вон сын тоже вот читай, нифига. Майнкрафт играет, знаешь, есть книжки Майнкрафт, оказывается. Вот он сидит. Ну, эту тему сейчас, да, раздвигают так, что там это вообще... со всего можно деньги получать. Да, ну, прям хорошо. Они реально прикольные. Даже я открыл такой, я вообще эти кубики стараюсь не воспринимать. Но книжку открываю, такой, нифига там что творят. То есть, ты если бы книжки эти видел, ты просто бы обалдел. То есть, я когда увидел это самое, книжки сделаны прям, ну, реально шикарно. Там их 4 или 5 книг. Да, там столько всякой информации, тыры-пыры. Я обалдел. Я просто обалдел с этого всего. То есть я видел уже книжки, литературу, на всякую хрень. А тут, короче, Майнкрафт. Это что, смеетесь? Ну, там какие-то картинки. Там открываешь, там где-то как что-то строить. Там прям такие фишечки, там лайфхаки. Да. Прям... Ну, это, короче, не для меня. Ну, Алекс, ты говоришь, ну, не фанат, ну, это вселенной, но это, видишь, больше такая, наверное... игра. Может быть, она не зайдет тебе, если ты не фанат вселенной, может быть, и не зайдет, потому что там много бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Да. Ну, вот. И так как у меня было, там, допустим, мне говорят, задание, иди туда, я такой, да ну нафиг, я пошел просто по школе гулять, рассматривать, это все так настолько красиво, там много пасхалок, именно вот по вселенной это сделано. И мне как фанату это было интересно. А я слышал, нет фанатов, что он говорит, скучная, много болтовни, там тут поболтай, здесь поболтай, поэтому... Да. И также вот этот Atomic Heart я тоже еще, допустим, даже не запускал. Как-нибудь потом запущу. Также у меня еще как же эту игру от создателей Dead Space, тоже в декабре, по-моему, вышла она. Dead Standing, или как она там называется? Вот этот вот. Не, подожди, я забыл сейчас уже название толком. Лучше не буду ничего говорить лишнего. То сейчас я посмотрю. Я уже даже не следил за этим делом. Но, блин, слушай, все еще впереди. У меня эти тоже игрушки есть, какие-то игры. И вот сейчас вы все успокоятся. Через год я включу, потом, блин, ни у кого уже не будет. Гарри Поттеров не смотрел, а если начинал смотреть, то засыпал, да. Вот. Я больше посол с играм ретро. Вот он, Алекс, это знаешь, как она? Bloodborne игрушка. Bloodborne. Вообще не понимаю такие игры, как Майнкрафт. Орлан, нам это не понять, мы, скорее всего, не того года рождения. Я говорю, я видел людей, которые там прям такие вещи творят. Ты напиши в Ютубе Майнкрафт, сколько контента по этому, и все это смотрится, играется, да, и так сколько далее. Сколько людей по этому контенту стало популярным. Да, вот, это еще одна тема. Это, конечно, у меня есть атомное сердце, но жаль, что пиратка. Ну, блин, слушай, не без этого, скажем так, не без этого. Там, короче, тоже какая-то игра была. Подожди, вот она, по-моему. Каллисто Протокол. Вот. Да, тоже. да. Тоже не запускал еще, потому что, ну... у тебя игрушка есть, это как она, но пока еще не... Пока еще не играл, стартанул. Да. Сейчас пока что я говорю, я только Гарри Поттера сейчас залипаю. Также на VR есть парочку, интересного, чтобы посмотреть, но пока не могу. Вот. Сидя неудобно его играть на VR. Согласен. Вот смотри, Алекс Хирс, да, человек, вот мне показал в октябре прошлого года эти очки VR одел на меня. Я матерился чуть-чуть, охренел. Как тебе вот эта вот штука вся? Я же написал Каллисто, да, Каллисто Протокол. Я как раз смотрел в интернете, я чат не видел. Да, я тоже, он смотрел, я сам, пока думал, Каллисто Протокол.
Стас, молодец. Да, Callisto Protocol, я тоже это только наблюдал, игрушку. Я второй купил. Да, второй. Второй купил, да, у него первый еще, как я понимаю, раз он спрашивает насчет второго. Ну, он, короче, одел мне очки, и я просто обалдел от того, что делают вот эти очки экрана с твоим головным мозгом. То есть до того тебе закручивают голову вот эти, знаешь, включил вот эти вот горки всякие, да, вот эти вот, или когда ты там что-то делаешь, это просто жесть. Как тебе вот эти ощущения, когда вот, ну, какую-то включаешь игрушку? Ну вот, у меня был первый в свое время, который вышел. Кстати, с первым у меня немножко вот так вот подташнивало, скажем так, моментами. Парочку моментов было, но все равно, особенно вот в игры, где ты вот по американским горкам ездишь и стреляешь в монстров. Да. Эта игра была. Да, он мне ее включал. Вот на ней у меня, кстати, вот так немножко подташнивало. А на других VR у меня проблем таких не было, потому что я и HTC пробовал, и Valve Index, я много VR пробовал. У меня также долгое время находился Oculus. Oculus вообще классная вещь, потому что ничего не надо, ты просто берешь шлем, одеваешь его, берешь контроллеры, и тебе не надо никакие провода подключать, ни камеры ставить, ничего. Ты беспроводной. Да, ты его заряжаешь, у него аккумулятор встроенный, и у него как своя система, ты можешь и на него игры покупать, или же купить отдельный провод и подключать к ПК. Ну, к ПК, конечно, это уже другая тема, потому что на ПК это там столько разных игр интересных, которые можно играть. И вот жалко, что новый PlayStation шлем нельзя подключить к ПК, потому что там было бы интересно. Ну, может быть, обновлением каким-то добавят, но пока, когда его подключаешь к ПК, ноль реакции. Просто подключаешь, он молчит и все. Окей. Ну, всему свое время, потому что виртуальная реальность как бы... VR-игры, скажем так, прикольные, в компании прикольно поиграть, но часто бывает такая, вот так же самое я руль брал. Я руль взял для гоночек, хотел сделать обзор на этот руль, я его подсоединил, я его поиграл, отзывы, ну, типа вот ощущение вот классно, вот играешь, прикольно, вот это все, ты его отсоединяешь, провода отключаешь, это все убираешь, и потом ты думаешь, можешь поиграть в гоночки, а потом так лень его доставать. Вот та же самая система работает с VR. Типа ты его играешь, пока ты играешь, он прикольный. Да. Как только ты его убираешь в шкаф, потом тебе его лень доставать, потому что лучше взять просто геймпад, вот так нажать кнопочку, у тебя пип, включится консоль включит телевизор, и тебе поехали. Не надо. Да, а там тебе надо взять, подсоединить, или там раньше были вот эти камеры, тебе надо настроить эту камеру, чтобы тебя видно было. Ну, это какие-то, знаешь, дополнительные действия, которые тебе надо делать, которые тебе лень. И вот за счет этого я часто замечал, что у меня VR просто валяются. Ты когда вот выходит новая игрушка, да, ты поиграл, классно, потом ты его убрал, и ты его не достаешь больше. Угу. Ну да, есть такое. Ну, то есть Саня тебя спрашивает, ты сейчас VR 2 собираешься покупать на Sony? У меня он есть уже. У него есть, Александр, все просто, у него он уже есть. Не, ну это, блин, классно, я говорю, я и напугался, и был рад, как-то у меня столько эмоций было, я домой еще, я еще, наверное, я скажу тебе, после VR у меня еще, наверное, 2 дня в голове какие-то мысли были. Там, кстати, на втором VR будет тоже игра, в марте, по-моему, это продолжение вот такого же типа, где ты также едешь на каруселях и также расстреливаешь монстров. Прикольно. Ну, только на новую. Вот представляешь, типа, вот Александр мне взял эту включил штуку. Это прям вообще было что-то. Я, говорю, ё-моё, я хитро потом сделал все-таки, чтобы в штаны не наложить, я вставил только один наушник в ухо, а не 2. Иначе было быстрее, иначе бы я точно там у меня... Мне сердце и так слабое. Тут сейчас Санёк включает там вот эти пилорамы, вот эти вот, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. И я, такой, ё-моё. Вот я такую же тему заметил за собой. Пока настрою играть, уже неохота играть. Да, пока настроишь играть, неохота. Да, так оно и есть. Я также обращал внимание. Также вот и с рулями это происходит. Если у тебя руль уже сразу стоит подключенный к какому-нибудь сиденью, который, знаешь, такие сиденья есть для рулей, да. И это все подключено, и ты просто сел туда. Так, да ладно. А если тебе это все надо проводить провода, прикручивать, лень. Поэтому, да, я так же самое обратил внимание. Ну, насчет PSVR 2... скажу, что один из самых лучших VR-устройств, которые я пробовал. Но я его попробовал не стоя, потому что у меня сейчас проблемы с коленной, и я на костылях, и мне неудобно VR, поэтому я сидя попробовал, но все равно у него вибрация в самом шлеме есть. И Resident Evil, последний, который вышел, добавили функцию VR, и ты просто берешь дробовик, берешь патрон, физически его засовываешь
перезаряжаешь, и когда Обалдеть. стреляешь, у тебя идет отдача в шлем от выстрела, именно с дробовика. Это такое ощущение. Я говорю, я нигде такое не испытывал ни в одном VR. Слышали Резидента? У нас Сталкер, Хирс, Резиденты все здесь в чате, понимаете? VR 2, Резидент, это все. Ну, очень классно проработан, очень классно. Там еще в начале игры тебе дают маленького ребенка, типа, ты как, ну, по сюжету у тебя там ребенок, и тебе его в руки дают. И ты просто на него смотришь, он настолько реалистичный. Охренеть можно. Вот для меня бы это было прям, я не знаю, если вам уже как бы, ну, я первую часть, я говорю, у меня первые очки одел, просто взрыв мозга. Тут еще вторая, там вот эти все эти эффекты, да, то есть еще говоришь, там отдача вот эти все будет четко. Спасибо, буду знать, спасибо за твое мнение, а то не знал, брать его или нет. Саня, по ходу дела, ты продаешь первый, покупаешь второй, да и все. Нет, я вот то, что пробовал, я не знаю, видишь, вот если бы еще его можно было подключить к ПК, это было бы просто вот покупка точно года. А так только для PlayStation, но PlayStation не так пока что много игр. Я не знаю, еще, кстати, не проверял, поддерживаются ли старые игры. Я потом это обязательно проверю, потому что у меня есть парочку еще куплены на четвертую PlayStation. Будут ли они работать в новом VR. Но в новом игр пока что не так много, но пока что было прикольно. Там игра еще была на байдарке такой. Ты такой на байдарке типа сидишь, у тебя весло, и ты просто плаваешь там. Это тоже так красиво. Ты берешь веслом, бьешь по байдарке, у тебя вибрация идет как будто бы вот весла. Потому что там этот, как и на пятой PlayStation, вот эти все триггеры работают так же, отдача, вибрация, ну очень классно. Не, ну вибраторы там в джойстике прям, это вообще... Да. Я просто был поражен, конечно, да. Но я еще не собрался это купить. Я говорю, вот ребенок в школе хорошо начнет учиться, я тогда уже куплю, рискну уже. Ну, как бы дело-то даже не в копейке, дело в том, что сейчас я возьму, учиться вообще перестанут все. А так, ну да, Стас, нет, Horizon я еще не запускал, потому что там желательно стоять, а так как я наверх, не могу пока стоять, да, там ты должен носиться, там лучше, когда ты стоишь, нежели сидишь в Horizon. Я его обязательно попробую, а вот на байдарке как раз идеально, ты должен сидеть, и ты там сидишь, и как бы тоже настраивается шлем легко, ты просто его одеваешь, он тебе говорит, отсканируйте комнату, ты просто влево, вправо, там налево, вниз, наверх смотришь, он вот сам сканирует комнату и спрашивает, ты будешь играть стоя или сидя? Ты говоришь, допустим, стоя, вот, или сидя. Вот сидя я играл, там была игра на гитаре, ты должен, Guitar Hero, знаешь игру? Да, конечно. На гитарист когда-то. Ну, я тоже. Не, я учился чуть-чуть, а потом бросил. Я имею в виду, когда ты на гитаре, Guitar Hero, говоришь, что ты берешь ее и прям со шлемом, как или что? Да, ты шлемом одной рукой ты зажимаешь как бы барре, вот, ё-моё. А в другой рукой ты берешь медиатор, и ты брынкаешь снизу вверх, и у тебя музыка звучит. Зачем ты сейчас это говоришь? Зачем? Я тебе говорю, прикольное ощущение. Завтра я пойду покупать. Но есть другая игра, там, по-моему, как-то «Викинги» называется. Ты как барабан, ты такой на большой лодке, типа вот «Викинги», и у тебя вот летят такие тоже, как в Guitar Hero штуки, ты должен барабаном бить в определенный такт. Сидя играть, хотя я отметил, что я сидя, но у меня барабаны находились на уровне вот лица. Мне было неудобно играть, мне надо было стоя. Вот есть какие-то игры, которые лучше стоя все-таки играть, потому что я даже отмечал, что я сидя сижу, она никак. Обалдеть. Ну, то есть, до того уже реалистично будет, что, то есть, ты как будто возле ударной остановки прям стоишь, да, вот это все. Да. Ну, прикольно сделано, прикольно. Это сделано. вообще... Есть... Вот насчет гитары классно. Там конечно, не так много всяких аккордов, там, допустим, один палец ты убираешь, и у тебя как бы другой. Это, там, типа, происходит. Там у тебя бегут такие, допустим, 3 точки, и вот за эти 3 точки ты должен там один палец отпустить, зажать, отпустить, зажать и так далее. Но сам факт, что ты второй рукой должен медиатором... Ну, то есть, да, то есть до того реалистично, то есть ты полностью погружен в это все действие, то есть, да, и у тебя получается, когда ты видишь вот это все глазами, и твой мозг понимает, да, как бы начинает понимать, что, ага, это, блин, это, ребята, кто не пробовал VR очки, обязательно попробуйте. Вот Саня мне дал попробовать, теперь еще говорит про вторую часть, это вообще бомба, да? То есть... Нет, они хорошо сделали. Я, допустим, вот говорю, когда вот я попробовал, из всех шлемов, которые я пробовал, пока что одни из самых лучших.
Да, они так по ощупь, не скажу, что сильно типа, вот богатое какое-то устройство такое, что оно сделано, знаешь, качественно. Оно такое сразу как бы дешевенькое. Но когда ты одеваешь, оно без проблем одевается, ничего не трещит, не люфтит, ну, делает свое дело, скажем так. Ты когда на ощупь трогаешь, да, понимаешь, что это типа недорогой продукт. Но когда ты одел, все четко, без проблем. Кто-то спрашивал, Smoky Gaming спрашивал по поводу Кстати, да, Ghost of вопрос. Tsushima. Да, Подожди. играл, но не прошел до конца. Ghost мне of понравилось. Tsushima, это, кстати, очень прикольная игрушка, но я бы с удовольствием ее тоже бы включил. Времени нет. Но Смоки, в принципе, вот у нас есть товарищи, кто вот играли это по-любому. В чате, ребята, пожалуйста, напишите ваше мнение, потому что, ну, кому-то она зайдет, кому-то нет. Мне она понравилась так, вот чисто визуально. Я посмотрел у других. Мне бы времени еще вагон бы дали, я бы с удовольствием во все бы проиграл, бы попробовал, сказал бы ваше мне свое, точнее вам сказал бы свое мнение, но я человек занятой такой, еще и семья, блин, у меня семья уже там по шее получу, короче, завтра. Но что поделаешь, что поделаешь? Это да. Сам понимаешь, что вот мне, как я человек семейный, можешь во влогах посмотреть, как бы и частично показывать кого-то, но стараюсь пока сам светиться, но уже парочку людей засветились, что поделать, чтобы нет. Ну, меня... так оно и есть, да. Да, но у меня 3 детей, да, как бы, 3 детей. У меня пока еще никого. Да, ну я кольцо видел у тебя обручальное, то есть жена есть, но... Да. У меня 3, я говорю, там кот один чего стоит, как собака этот, Мейн-кун, мясистый, блин. Ну и я сам, да, тут еще. И сколько он стоил, кстати? Со своими этими. Ну, как PlayStation 5. Неплохо. Котенок. Котенок, да. Я 3 года назад, или 2 года назад сделал, короче, этот скутер, отреставрировал, купил мопед, отреставрировал, покатался, продал. У меня на ютубе есть весь этот плейлист, как я его реставрировал, мопед, продал его, поехал, купил котенка. Ну вот теперь эта собака мяса больше есть, чем я за неделю. Ну да. Это мой-то такой. Ну что поделаешь, сам захотел. Ну такой, знаешь, член семьи, такой кот, как бы, знаешь, вот ребенок большой, вот такой вот, он как комок вроде шерсти, но все равно как-то привыкаешь к нему. Ну конечно, такие животные. А ты еще за налоги за него тоже же нет. Да, в Германии платить или не надо? Нет, кота ничего не надо. Прививку сделал. Прививку сделал, мы сейчас пришлось ему еще удалить мужское достоинство, ну, это яйца, все. Ну это а то ночью проснешься, короче, и ты попал на кот-то мощный. Нет, так получилось, чтобы сейчас март уже подошел, чтобы, знаешь, а то он нас сожрет, как бы. Собака, если у тебя есть налоги, там ты попал, я тебе скажу. И причем каждый город, каждая земля в Германии налоги разные. А вот с кошкой намного чуть попроще. У нас просто, знаешь, как квартира, и изначально сказали, типа, с собаками как бы, ну, притормозить, а вот если у тебя там кошка, все намного проще. Ну да. Просто я на все время насчет этого шучу, знаешь, у меня есть соседи, где у них собачка такая маленькая, такая чихера-нихера, короче, которые такие породы. Да. Для меня там карманное что-то. Я собака это назвать боюсь сильно. И тут получается у меня кот, которого мне надо держать 2 руками еле-еле, как бы, ну, если я с ним на поводке на улицу выйду, как бы соседи такие, нифига себе, ну, как бы так, да, ну, не овчарка, конечно, но против некоторых собак у него есть свой определенный размер, как бы, ну да. Он еще не такой, к сожалению, как вот Мейн-кун есть где-то на фотографиях в Инстаграме или на Ютубе, но, блин, если кота рядом поставить нормально домашнего, все-таки ты видишь разницу, да, и он вроде бы худой, но, блин, мускулатура все у него разрабатывается, спортивный пацан. Ну да. А теперь уже что, куда деваться? Он как бы член семьи, тут наш 4-й ребенок, еще я 5-й. Вот так вот и живем. У меня свои игрушки, свои игрушки. Самое... Да. Олег, приветики, чат, приветики. Ольга, здравствуй. Здравствуй, вот Ольга. И то, что, как бы, блин, у меня свои приколюхи надо, этому свои там... Как-то смотрели, знаешь, вот эти дома, вот эти коту большие, они стоят тоже как вот видеокарта, блин, средняя. И в конце концов кто-то мне написал, я не помню, в Инстаграме или что, в Телеграме, что, говорит, покупать котам вот эти вот всякие дома, приколюхи, ему пустую коробку, блин, у него столько радости, он с этой коробкой пусто, у нас все вот эти пакеты, коробки, все вот там, да, вот пакет лежит где-нибудь, все, ты слышишь, зашуршал, да, причем вот этот он
с такого большого кота он становится такой маленький ребенок, он что там только не творит, и коробки вот эти вот лежат. Я говорю, блин, зачем за 400 евро покупать этот дом, когда у меня коробка Ну с да. под обуви бесплатно, он там столько кайфа у него, да, он просто... Ты видишь, он прям, все, ему нравится. Я говорю, блин, ну просто коробки, я же не могу в каждой коробке комнаты пораскидывать, там, да, этот выглядит как бардак, а на самом деле это все домики для кота. Как бы вот. Ну да, Как я бы- много видел вариантов, когда там типа покупаешь домик для кота, да, он сидит в коробке довольно. Да, так это все уже, даже начали люди уже про это мемы делать. Я говорю, ребята, это не мемы, к сожалению. Тут, блин, тут Это всё- реальность. Тут все серьезно. Я купил этому, блин, 1,80 м такой Крацбаум, да, вот, чтобы там все когти. Это. Да. Кровать отдельная у него есть. У него кровать есть, он спит не понять где, под потолком, где-то на шкафу, да, и ему кровать покупаешь. Ну, вот так как-то вот так и живем. Ну да. Что ты сделаешь? Ну, домашние животные, они такие, ну, привык. Хомячок 2 года нету, а этот, блин, теперь уже надолго, как бы, ну, член семьи. Коробка лучшая радость для кошки. Вот Саня, поскольку у него тоже есть несколько питомцев домашних, он знает даже лучше меня, потому что у него эти больше лет присутствует. Да, тут ничего не скажешь. То есть, у кого есть кот там или собака, все подтвердят. То есть, чтоб ты ему там не прорал, они вот пользуются какими-то вещами, о которых ты даже подумать не мог, они у тебя бесплатно валяются где-то по хате, да. Как-то так. Ну, сколько у тебя обручальное кольцо есть, я думаю, все-таки в ближайшем будущем и дети же будут, да? Всё-таки, Конечно, конечно. Все-таки уже в планировке, а то потом приеду. Сейчас, говорит, нету, говорит, я приезжаю через 2 месяца, уже 3. Нифига себе успел. да? Ну ладно, ну так быстро точно нет. Нет, так быстро точно не стало, да, тут 9 месяцев пока там туды-сюды. У меня 2 бенгальские кошки, ничего себе, блин. Ну, умные животные, конечно. Одеяло тоже топ для котов. Еще то топ. Они под одеяло зародят. Я уже пару раз тут чуть не садишься на него, потому что перепугиваешься. Они спрячутся, как бы, ну и все. Как-то так. Ладно, маленький, ладно. Когда у тебя такая вот Да, бандура большая. ну под видно уже одеялом, бугор, да, нет, у меня, допустим, вот соседские как бы придут, он там чуть поменьше, я вот на него так незначайно можно еще и сесть, как бы, ну потом уже думаешь, Ну да. сперва одеяло, знаешь, так клубком оказывается, что нет. Ты Гарфилда завел, Стас, нет, не Гарфилд, но он не такой толстый, но он, блин, он размеров чуть-чуть побольше, чем нормальный такой ребенок, он такой, не знаю, как объяснить там, ну побольше, чуть-чуть больше нормального кота. Холодно, Ну им, да. вот, холодно им вот и прячется. Да я бы не сказал, что холодно, как бы. Нет, у нас он вообще на балкон отмороженный выходит, у него вот эта шерсть как шуба. На балкон лег, снег, он когда снег вышел, блин, снег падает, он вышел. Что это такое? Первый раз видит снег, знаешь, такое. Просто интересно наблюдать было за ним. Это реакция кота на снег. Это просто вам видеть надо, ребята. Я не могу вам это описать никому. То есть, кто видел, поймут, кто не видел, надо вам попробовать посмотреть где-нибудь. Понаблюдайте за котом, который первый раз в жизни видит снег. А у нас снег сегодня на стриме, кстати. Вот. У нас точно... Да, у вас точно. Грыжи, который, да. А не без этого. Такие вот, ничего себе, блин, мы уже к 4 часам подбрались. Ё-моё, блин, Да. бьем рекорды. Ну, еще пара минут, и все, рыжие нагло. Да. Да, потому что я, что-то я вот, короче, обеда у меня не было. Я просидел на Чиканок Стар Супер. Полдня сегодня, потом ждал твоего ответа, потом мы начали здесь как-то быстренько, все так у нас Ну, переползло. у нас так резко, спонтанно сразу хоп и все. А вот так самое лучшее, видишь, без подготовки. Ребята, сегодня стрим начали, специальный гость, с которым я, в принципе, до этого сильно-то и не общался, вот, честно, Нет. подтверди. Со звонком первый раз сегодня был. Да, вот мы сразу созвонились, вот 5 минут до стрима и поехали. То есть вот так оно должно все и работать, а не так, что полчаса до этого разговаривали, 3 дня до этого разговаривали, а потом включать стрим и сказать И не о тебе чем нечего. поговорить. Потом такой сидишь, здесь как бы, ну, информация по технике, вот, пожалуйста, потому что человек тестирует, покупает, продает, и, блин, я смотрю на вот этот все время, вот сейчас вот на микрофон от Рода, думаю, блин, купил его, да, вот, ну, я на него смотрел сколько, не решался купить. Не, классный, звук Ты, классный у него. ты им попользовался, я хотя бы теперь понимаю, ну, то есть, есть какой-то фидбэк, у тебя спросил, то есть, если вдруг когда-нибудь лишние 149 евро заваляются, я все-таки решусь и возьму его.
Так что такие у меня кошка и кот живет. Ну, согласись, Базука, у тебя кошка и кот, я имею в виду, ты привык к ним до того, если они у тебя там больше года живут, все, как твой как член семьи. Все, ты к ним привыкаешь, кормишь, смотришь за ними, убираешь. Тяжело тебе представить без них уже жизнь. Последний вопрос. Я так понял, новые игры, которые вышли на VR, старые очки не идут. Нет. Все, которые раньше, как вот все новые игры, которые сейчас выходят, на старые очки не поддерживаются. Даже когда, в принципе, сидишь в меню, у тебя, допустим, новая игра, которая там снизу нарисованы уже новые очки. Вот я хочу попробовать, старые ли игры на новых поддерживаются. Да. Хотя на старых играх нарисован старый VR-шлем. Вот я тоже думаю, что, может быть, старые игры не будут поддерживаться. Но я потом потестирую. То есть у тебя там в PlayStation в меню есть какой-то VR-значок, где ты понимаешь, да, что она пойдет или не получается, вот пойдет. когда у тебя вот менюшка, у тебя вот игры идут вот просто там 1, 2, 3, 4, там, знаешь, как бы. И там вот при каждой игре снизу нарисован шлем. И вот, допустим, на новых играх новый шлем, на старых играх старый шлем, потому что у меня парочку еще старых есть, я их скачал, но нарисован старый шлем, но я не запускал, я потом потестирую, посмотрю. Окей. Потому что Саня тогда включал, мне помню, Саня, ты тогда говорил, когда он включил очки эти, говорит, то есть PlayStation 5, очки же эти там, да, и игры, говорю, там даже с PlayStation 4, что ли, шли, как-то что-то такое было, то есть что-то было в этом роде. Меня это удивило, думаю, я не ожидал этого. Как-то так и было. Потому что к пятой PlayStation ты старый шлем можешь подключить? Да. К пятой PlayStation вот. Очки первые с четвертой работают, правильно? Да, а от 4-го они работают, потому что там еще шел в переходник, как только 5-й PlayStation вот появилась, там еще Sony могла прислать тебе переходник, типа на 5-й PlayStation старый шлем. Ты должен был им скинуть свой этот серийный номер шлема, они смотрят, что да, эта продукция куплена, и они тебе высылали его бесплатно, я помню, у меня тоже был тогда такой переходник. Ничего себе. И ты мог его подключать, старый шлем, к новой консоли. И за счет этого я понимаю, да, почему есть. А вот старые игры будут поддерживаться, я потестирую где-то, может, в течение недели, потом могу еще отписаться. Угу. Ну, блин, вот, Саня, я думаю, ответ довольно-таки внушительный. То есть ты понимаешь, что теперь делать. Просто ждем чуть-чуть, потом берем очки. Ну, как бы, блин, я не знаю, сколько там сейчас на данный момент игр, но если они реально настолько крутые... Там что-то около 30, по-моему, если не ошибаюсь, пока что. Уже, да. Они сразу, да, начали вот сразу так вот, одна за одной. Там в день релиза шлема, там уже много игр сразу стало поддерживаться. Там вот этот Resident Evil, который Village, вот. Village я еще не прошел ее, она там есть на VR? Она на VR, и сразу пришло обновление на Village, ты просто скачиваешь обновление, оно там весело, по-моему, 150 мегабайтов, и у тебя сразу все, VR-режим появляется в игре. И также пришло обновление на Gran Turismo 7. Также Gran Turismo 7 это вообще, не надо, мне так плохо станет. Я 5-ю, 6-ю проходил, блин, это мои самые любимые игры были пару лет назад. Потом PlayStation взяли сервак, закрыли, там, засранцы, блин. Блин, я плакал. Алекс, ну ты подожди, там по-любому цены поменяются еще. Посмотрим, там еще игры повыходят, и, может быть, еще обновление допилят, чтобы, допустим, этот шлем можно было к ПК подключить. Там, в принципе-то, нечего подключать. У тебя один Type-C провод, и все. Единственный вот косяк – это эти геймпады, потому что они напрямую к PlayStation подключаются. Да. Вот сделать вот это подключение к ПК, и все, это идеальный шлем. Потому что у этого шлема есть так, что то место, куда ты зрачком смотришь, оно у тебя больше прорисовывается, нежели все остальное. У тебя в те места, куда ты смотришь, идет четче картинка, нежели все остальное. Они не прорисовывают тебе полностью хорошую картинку, а именно в те места. Очень интересно продумано. Да. Слушай, но они инженеры заморочились по разработке, я понимаю. Поэтому и сумма такая, А что, они реально написал? Саня написал, не стоит 500, они реально 500 стоят? Да. Ну, я не в теме, к сожалению, но я теперь после этого разговора, я через пару дней заеду в Медиамаркт, посмотрю, как там, чего это, пакеты. Мне просто интересно. Я знаю одно, если я сейчас ее возьму, у меня дома ученики перестанут учиться. Из-за этого я пока не могу купить, а мне потом все. Ну да, но я не знаю, я ее заказывал напрямую через Sony, потому что они сделали так, что ты, типа, заходишь под свои учетные записи, и ты можешь взять только, типа, один продукт, допустим, на человека, что и правильно. Они вот, когда вот тогда этот бум на PlayStation 5 был. Чтобы по 10 штук не покупали, не перепродажей не занимались. Потом перекупы продают втридорога. Барыги, короче.
Да-да-да, а тут они сделали правильно, в принципе, ты заходишь под свою учетную запись, и они смотрят, что, да, у тебя не новая учетная запись, и, допустим, ты ее какие-то игры покупал, играл и так далее, и Да. все, и ты делаешь заказ, но второй заказ ты уже сделать не сможешь, потому что они тогда откидывают, типа, говорят, у этого аккаунта уже есть. Всё. Обалдеть. Слушай, ну это, блин, тоже они подстраховались в этом плане. Не, я просто, знаешь, почему сейчас у меня это удивило? Я как-то заходил в магазин, когда я последний раз там что-то я покупал. Сейчас вот не помню что, ну, в электронике, да, наш, без рекламы. И там были такие коробки большие, пакеты, то есть там у тебя какие-то там то ли наушники, там то игра какая-то, как они говорили, бендель пакет, то есть там у тебя какая-то там 2 игры были, 1 игра была, и на определенную тематику там, да. Я просто перестал за этим следить, нифига не понимаю. Я думал, ну блин, там какой-то пакет, может чуть выгоднее, хотя чуваки смотрели, говорили, типа, они как бы, видишь, с диском продавали, а, говорит, бывало, что некоторые игры тебе можно было отдельно от Соники купить онлайн там дешевле по скидке или какой-то там по какому-то паспорту. И, блин, не всегда оно реально не всегда стоит, то есть они, может быть, просто этим пакетом какую-то замануху делали, да, чтобы люди купили в магазине. На самом деле, там можно, там, если ты будешь онлайн-игру покупать, скорее всего, будет и дешевле. Я, к сожалению, если бы я смотрел это, то есть надо посмотреть, войти в эту всю материю, все разобраться, где чего сколько стоит, и потом уже думать. Но я в этом плане, видишь, такой, наверное, старомодный, может быть, покажусь, но я бы все-таки лучше бы купил игру, где у меня будет диск в руке. То есть, если у меня не будет интернета, если у меня не будет интернета, я такого мнения, да, что вот я включил диск и играю. То у меня на PlayStation 3 там 62 диска, представляешь, в шкафу. Насчет комментариев сейчас я отвечу. Да, конечно, давай. По поводу то, что дорого. В принципе, нет, потому что сейчас, если сравнить любой другой VR, который продаются, даже тот же самый Oculus, он практически ту же самую сумму стоит. А порой какие-нибудь HTC или Valve VR, они стоят и на порядок выше, даже вдвойне дороже, чем от Sony. А у Sony он более технологичный, этот шлем. Но я говорю, то, что я потестировал, мне он понравился и по вибрациям, по удобству. Теперь нету вот этого варианта, что ты как первый шлем одевал, у тебя снизу просвечивался свет. Сейчас он полностью закрывает, так что ты в полной темноте, у тебя нету вот этих моментов. Там, конечно, да, материалы, я не скажу, что дорогие, но по качеству, как он воспроизводит. Тебе не нужен VR, чтобы его трогать. Тебе надо VR одеть на голову, чтобы у тебя не потело все там, и удобно было играть. Он легкий, контроллеры легкие, и все, что он дает, скажем так, это лучше все даже того же самого шлема, который от Valve продается за 1000 евро. Ого. И так же само пальцы у него, также, допустим, у Valve же они сделали, ты берешь контроллер, ты пальцами что-то делаешь, они улавливают пальцы. Так же самое и в этом шлеме. Поэтому как бы не скажу, что это дорогая покупка. Угу. Ну, в принципе, с другой стороны, если ты его сейчас купил, и тебе там что-то не понравилось, через неделю, через 2, его там, если перепродать, скажем, то есть они в цене-то так сильно не падают, как бы, да, то есть стабильные они более-менее такие Я игрушки. думаю, да, ты это можешь без проблем его там тем более, это же оригинальная... Без проблем продал. Да, это же оригинальный, как бы, Sony продукт, как бы, ну, там тоже, я не знаю, на него тоже, наверное, годика 2 гарантии будет, да, как и на консоль. Mm-hmm. Ну да. Ну и все. Так что, Саня, Херс, поднакопишь чуть-чуть, потом купишь, потом еще мы приедем, будем тест-драйв проводить с удовольствием. Я не знаю, говорю, если когда-нибудь я буду PlayStation 5 покупать, конечно, я не знаю, когда это будет, но с такой штучкой, то это да. Тем более... Ну, это классно дополнение. Они классно его проработали, и тут видно сразу, что не так, что они просто обновили дизайн и выпустили то же самое. Тут ты видишь, что работу сделали. Да, то есть ты, как человек, у которого были первые, сейчас вторые, ты, допустим, чувствуешь вот этот вот переход. Разница очень большая. То самое обновление, о котором они там как бы говорили, то есть большинство, когда говорят, вот как новый iPhone вышел, то есть там-то всего-то у тебя 2-3 маленькие фишечки, которые там отличают первую модель от второй, да, а здесь как бы в первых очках от вторых прям шаг вперед колоссальный, который ты чувствуешь, да, вот, то есть. Картинка сразу стала другая, как бы качество картинки и так далее, вот это как улавливание. Ну, да, конечно, да, я потом посмотрю, когда я буду уже стоя играть его, как это будет с этим проводом и так далее. Кстати, да, тебе пожелаю тебе, конечно же, на этой минуте там хорошего выздоровления, давай, чтобы тебе быстрее уже начал там бегать, там ходить, я не знаю, хотя изначально ходить, бегать, потом уже недельки через 2-3 бегать, потому что, блин, с костылями, конечно, VR играть это еще то ощущение, еще костылем в телевизор запульнешь, там, знаешь, это опасная штука. Ну да. Я бы не...
потом у тебя еще с женой проблем будут. Скажешь, жена, блин, все, за телевизором иди новым, там еще что-нибудь там, да. Ну да. Ну и плюс еще наушники идут, и наушники тоже, конечно, хорошего качества. Там же еще в комплекте маленькие эти, как затычки. Ты ее сзади в шлем вставляешь и как бы одеваешь. И тоже по качеству я скажу, что очень хорошо они звучат. Ну эти, да, если ты одеваешь их, то есть вот это все, вокруг тебя вот этот звук. Да, это, я говорю, у меня первое ощущение было, во-первых, я просто обалдел, то есть, ну, для меня это... Не, в свое время, когда я тоже первый раз первые попробовал... Для меня консоль поменялась как-то совсем, мировоззрение на консоль по-другому начал смотреть. Ну, как бы я их там играл так немного, ну, то есть, я это просто сдалека все время видел, никогда это не воспринимал, там в кино видел, у кого-то видел. Так, что это VR, там что-то рассказывают. А здесь, получается, вот мы были у Сани, когда Алекс Хирсов в гостях, он такой, давай, там. Правда, я видел, как он это настраивал, там все, вот это, знаешь, вот эти вот джойстики, эти контроллеры. Это, конечно, отдельная процедура, скажем так. Но... Ну, это да, это на первом это было ужасно. Тут подключи коробочку, тут это дай ей питание, тут провод HDMI, тут это то. Да. Тут камеру поставь здесь настрой. Уже проще второй, ты говоришь, все уже там. Тут типа... просто провод вставляешь и все. Да. Один провод, который идет у тебя как раз Type-C провод есть, ну, коннектор именно в самом PlayStation спереди, ты туда его вставляешь, два контроллера включил, все, начинай играть. Все, то есть смотри, проще в настройке, проще, ну, качественнее в само все остальное, да, вибрации, вот этот вот, все, что ты представляешь, то есть головной мозг твой просто балдеет. Да, тут я точно скажу. Это особенно вот игру в Resident Evil это было даже, ну, я бы, наверное, вот было бы сыкотно проходить всю игру от начала и до конца, реально. Потому что там вот, кстати, насчет Resident Evil, чтобы достать фонарик, ты берешь, по-моему, правой кнопкой, как будто бы у тебя плащ одет, да? Ты берешь, как будто плащ открываешь, и оттуда достаешь фонарик. И вот у тебя фонарик. И чтобы ты его потом убираешь обратно в плащ и закрываешь его. Обалдеть. Настолько продумано. Ну, очень классно. Ну, реализм прям куда уже. Все вот эти эффекты, ты еще через наушники же вот это все слышишь, то есть если там где-нибудь в тишине в какой-нибудь, там, ты сконцентрировался на игре, если там какие-нибудь прыгнут, там вот эти вот страшилы, там, да, то есть можно и в туалет сходить на ровном месте. Я думаю, да. Я когда начну, больше играть, я тогда уже точно схожу, наверное, в туалет во время игры, но так в игру было очень так стремновато, особенно в темных помещениях. Ты достаешь лампочку, вот этот фонарик свой, да, ты видишь только то место практически, куда ты светишь с фонариком, плюс у тебя пистолет, а если вдруг перезаряжаться, это, знаешь, во время всего ты должен понять, как перезаряжаться, потому что ты должен достать обойму, вставить, перезарядить. Обалдеть. Можно поставить легкий режим, как-то там на кнопку нажимаешь, у тебя автоматически пистолет, ну, оружие перезаряжается. Но это не то ощущение. Классно, когда ты дробовик берешь, вот отдельно патрон, вставляешь и перезаряжаешь. Классно вообще сделано. Ну, он Саня написал, говорит, это как первая модель VR получается, или они отсоединяются как на второй модели наушники? Как на второй получается. Они сзади так прикрепляются, у них так два коннектора, один 3.5, а второй просто заглушка. Ты одеваешь, и так же самое, как во второй модели первого VR, ты вставляешь их, там такие пазы есть, слева и справа, на шлеме ты. То левый, правый. Наушнички. Да. Resident 7 прошел на VR, но уже по второму разу, и все равно страшно было. Вот Resident 7, который на первом VR был, вот у тебя ощущение, как классно, ты мог все посмотреть. Вот тут все то же самое, только круче. Еще, я не то, что на VR, я просто Village пройти еще не могу никак, все не дойду. Я прошел, мне кажется, как только Village вышел, я его начал играть, я его сразу, по-моему, еще 2 раза прошел. Прошел, сразу же запустил заново, на другой уровне сложности прошел. И еще раз, по-моему, я раза 2 или 3 сразу прошел его. Он мне настолько понравился. Да, мне он тоже понравился, хотя я в такое вообще не играю, представляешь? Мне подарил друг игру эту, я ее сделал и начал играть. Вот я ее год назад последний раз, мне кажется, играл. Я Димитреску убил и все, и больше дальше не играл. Там получается. Я еще прошел, выбивал ачивку, чтобы за всю игру, по-моему, 4 раза только полечиться, по-моему, что-то такое. Я выбил ее. Да ладно. Да, я настолько меня проникся игрой, мне так это уже жестко. У нас такие есть, конечно, вот такие хардкорщики по вот этим челленджам, там с ножом проходят, там с одним магазином, там я не знаю. Да. Ну, я ладно, такой уже не занимался, но вот похилиться я вот старался как бы. И прошел. Эту ачивку я получил. Обалдеть. Ну, если она мне и так, как бы, ну, есть какие-то страхи приводила в определенных местах, но я это все легко воспринимал, а если еще и в очках, то я
в туалет сходил бы, наверное, под себя. Да, Скорее ну там единственное, что с Резидентом, там надо понять, как немножко плавнее, немножко поворачиваться, потому что как-то у меня было настроено, что я нажимаю, он мне резко поворачивается. И буквально 5 минут мне немножко так не по себе стало от таких резких поворотов. Ты нажимаешь кнопку, он тебя сразу резко налево смотрит, потом резко направо смотрит. Знаешь, это резко для меня, я так не поворачиваюсь. Надо с этим понять немножко. Головокружение может произойти, чтобы не стошнило, да, вот это вот? Да. А так, в принципе, я не знаю, может быть, как я я сидя сидел, видишь, я сидя сидел, плюс поворачивался туда-сюда и пытался там это попробовать, здесь попробовать. Ну так, потом, когда стоя, может быть, там немножко по-другому. Может быть, ты сам будешь поворачиваться влево, вправо, когда ты стоишь, тогда будет по-другому это происходить. Окей. Я помню, один после работы включил, сидел, играл Resident 7 VR, и здесь не услышал, как жена пришла с работы, когда она дотронулась до ноги, я реально чуть сердечный приступ не получил. Снег, а ты VR-стримы делаешь? Нет, я еще простые даже не делал стримы. Нет, он стрим, он в принципе записывает контент, Саня, он пока стримов у него здесь нет, на другом канале были летсплеи, здесь пока нет, но я думаю, все впереди, все. Да, конечно. Кто знает, потому что есть техника, есть какой-то настрой боевой. Возможность есть. Возможность есть, да, еще и какая, то есть кто знает. Тут время бы было, у нас у всех проблема, я думаю, все, кто занимается с YouTube, все должны меня понять, у нас времени нет. И вот то, что сегодня мы себе позволили вот этот люксус, 4 часа здесь, спасибо всем, кто находился здесь, писал вопросы, ответы, я не знаю, кто общался в чате, огромнейшее вам спасибо, у меня тоже нет такого люкса, то есть завтра начнется рабочая неделя, и что я, что вот с некоторым 2 работы, это где-то нормальная даже тема, и на неделю у меня времени нет на монтаж, что мы сегодня, я вот в воскресенье, можно сказать, это воскресенье я посвятил Ютубу, честно, вот так вот получилось, я половина этого дня провел у друга, половина здесь, такие вот дела. Ну тогда удачи, дерзай, зайдем. Заходи, ссылочка, Саня, в закрепе здесь стоит, я ее еще сейчас в название добавлю этого самого стримчика, такие вот дела. На этой ноте я хотел бы выразить тебе большую благодарность. Выдержал 4 часа, благодарю. Я не специально, у тебя все нормально. Ну, то есть, видишь, поговорить, поскольку уже с контентом ты уже как бы, привык. Надо. И тут ютубер еще поделаешь. Спасибо тебе на этом. Все-таки идейка моя, не знаю, примешь, не примешь. То есть, вот у Сани я был, у Сереги был. Если... придумаем что-нибудь, да? Да, видишь, Саня видал, следующий человек, до которого я еще, наверное, тоже доберусь. Это будет очень скоро, поверьте мне. И вы это увидите, конечно же, все, что будет записываться, контентом, не контент, все, приедем, покажем, запишем, расскажем, все будет. Такие вот дела. Благодарность всем. Всем доброй ночи, успешной недели и удачи во всех начинаниях. Олежек, благодарю за стрим. Зайка, спасибо тебе большое. Давай, удачи, всем спасибо. Олег, приятный гость. Да, забегайте к моему гостю, потому что человек строит контент для нас, для обывателей, для тех, кто покупает какую-то технику, делает обзоры на технику. Очень интересно рассказывает, прям именно как ты говоришь, вот твое мнение, то есть... Личное мнение, как оно есть, без всяких там вот этих... Не прокупленные какие-то там рекламы, а именно вот он купил за свои деньги, понравилось, не понравилось, сказал, все, продает или не продает, там уже как попрет. Такие вот дела... Я очень рад был, что зашел в тот день до Артемки Колдун, нашего стримера. Мы там встретились, вот буквально-таки недавно я про тебя слышал пару раз, теперь мы здесь увиделись. Я видел все, кто тебя знает в чате, я видел у тебя канал, на который ты подписан, то есть у нас много общих друзей-стримеров, оказывается, так что увидимся еще не раз, я думаю... Если все нормально будет, через месяц-полтора мы еще увидимся live, как говорят, live on stage. Я возьму с собой GoPro, сам понимаешь, iPhone у меня и так всегда с собой. Так что такие вот дела. На этой замечательной ноте должен сказать вам, что надо заканчивать уже. Мы не железные, мы живые организмы, нужно идти перекусить к семье и так далее. Хотя уже половина семьи уже спит, уже поздно. Такие вот дела уже. Я сейчас получу подзатыльник. Дорогие мои, так что всех был очень сильно рад видеть, все, кто присутствовали здесь. Благодарочка вам огромнейшая. Что еще? Все, на этой ноте мы прощаемся с вами. Благодарствую, и Евгений, Snake Games,
Ссылочка в закрепе. Заходите, знакомьтесь с контентом. Пишите комментарий, главное. Посмотрели обзор, пишите комментарий. Что вам понравилось, что не понравилось, чтобы человек понял фидбэк ваш, как бы, ваш отзыв. И учитывал это в будущем, когда он будет делать новый контент для вас, для нас и всех сразу. Вот, все. Такие вот дела. Ответить на все комментарии. Отвечать, как и я, на все комментарии. Да, это самая важная наша вот связь с вами, комментарии, сообщество, комментарии и так далее и тому подобное. Потому что времени не всегда есть сидеть у каждого на стриме, сами понимаете, 20 стримов за раз. Где мы это время возьмем? Негде. Как-то так. Всем пока. Закинул советы. Вам не сложно. Лайки закинул. Все, Саня, от души. Ольге привет. Ольга здесь была. Спасибо вам всем, ребята, что вы есть. Я говорю вам, до скорых встреч. Будут еще гости. Я на это сильно-сильно надеюсь. Если не будет, мы их найдем где-нибудь и покажем, расскажем вам. Такие вот дела. Всем до новых встреч. Тебе благодарочка, Евгений, да? Ну, да. В ближайшем будущем там сконнектимся, там разберемся, что к чему. Конечно. Спасибо большое. Все, я на этом заканчиваю стрим. Желаю вам всем хорошего начала следующей недели. Увидимся. Всем пока-пока. В продолжении. Пока.